Добрай раніцы, шаноўнае гаспадарства. Сёння 9 жніўня. 9 жніўня, дзень, які у гісторыі нашай краіны, Беларусі, з'яўляецца вельмі адначасова і скорбнай і радаснай датай, таму што тое, што беларусы перажылі у жніўні, пачалося 9 жніўня 2020 года і перажылі вось то лета, вось гэта, канешне, шмат хто называе лепшым часам у жыцці. Ну і ёсць частка беларусаў, якая, на жаль, трапіла ў турмы і сядзіць, многія там сядзяць дагэтуль. Это і музыканты, хорошие музыканты, гэта і годныя людзі. Прайшло столькі гадоў, да, ўжо 6. Вось. І я памятаю, якія былі абяцанкі, што да, тут зараз, послезаўтра перамога, усе выйдуць. Памятаеце, як і Кабанчук казаў, што на танкам пад'едзем там да СІЗА, все паразбіраем. Я, шчыра кажучы, седзячы ў турме, таксама думаў, што не даеду да зоны. Вось. Але я цалкам адседзеў свой тэрмін. І так, мне было толькі 3 гады прызначана. Вось я толькі што размаўляў з Максімам Вінярскім, ён адседзеў 5 гадоў, хтосьці ўжо 6 адседзеў гадоў. Вось. І як мы разумеем, ніякага зруху нет. І калі б не Дональд Трамп, калі б не адміністрацыя Дональда Трампа, то шмат людзей, якія выйшлі, у тым ліку і Сергей Ціхановскі, сидзелі бы у турме. Асабіста мне хочацца зараз узгадаць, ну, таму што я іх как бы ведаю асабіста, і я нікога не хачу абысці ўвагай, но я вось часта думаю зараз пра Володю Цыгановіча. Я лічу яго вельмі разумным, вельмі выхаваным чалавекам. Ну, просто, ну, вельмі добры блогер быў і распавядаў цікавыя рэчы інтэлігентнай мовай, не то што я, да. Вось. Таксама спадара Аўтуховіча, я лічу яго вельмі крутым дзядзькай у хорошым сэнсе, як у сэнсе лідарства, да, што адважны чалавек. Маёраву вельмі шкада таксама. І, ну, і ўсіх астатніх, безумоўна. Усіх астатніх, безумоўна. Вось, таму я пачаў свой эфір каля канферэнцыі, на якую мяне не пускаюць уже другі год запар, то бок ну, я ўсё роўна прыйшоў, і для таго, каб зафіксаваць гэты момант, яшчэ раз распавесці, што думаю по гэтаму поводу. Мне, дарэчы, сябра кажа: да ты уже закалебал там со своими там грошы, справаздачи, говорит, смени пластинку. Ну, короче, сегодня поспробую изменить, вось, и построить нашу размову на іншым. Зараз 10 гадзін, народу вельмі адрозніваецца розніца, што было учора і што сёння. Сёння нейкая зацішша, людзей мала. А 10 пачынаецца мерапрыемства з выступлення Паўла Латушка. Вось, ну і далей будзе гэта ісці па панелях там, да. І, ну, я там дзе-нідзе буду каментаваць. Шкада, што я не магу там прысутнічаць асабіста, потому што я учора глядзеў моманты трансляцыі, вось, і вельмі мне спадабаўся спіч
Бабарыки Виктора, который сказал, что ведь невядома тыя беларусы, якія ў Беларусі і ввогуле, ці абяруць беларусы нас. І, напрыклад, для мяне гэта ввогуле... Нет, он сказал, что гэта галоўнае пытанне, якое яго там мучает, да? И я думаю, что, конечно же, нет. Конечно же, белорусы, деючую нашу лидерскую верхушку не оберут. И это... Ты куды пайшоў? Гуляць? Сябры, вось я зараз размаўляў з Міколай, з якім я прыехаў. І хочу сказаць, што прикольно. Учора я даведаўся, што я неяк типа звязаны с этой, с Конопатской, с каким-то, пикетом. Я вообще, ну честно, вот я учора стоял целый день на жаре, думаю, может у меня поплавилась кукуха. Вот. А тут смотрю, там этот Белораша Today, Симоняна Казарцева. Тут моя фотка, что я нібито стою там, и со мной стоит какой-то пикет. И это уже вторая как бы дезинфа. А там я потом буду про это подробязнее рассказывать. Я эту фотку специально взял. На той фотографии 3 человека, которые были и з'являются удельниками. Яны не были ни в якім пикете, они просто стали каля мяне. Это вот Микола, который только что шел, Александр Кравчук, паліцзняволены былы, которому адмовілі у лекаванні. І он, до речі, задавал вельмі трапныя пытанні на конференции, и я ввогуле вам раю поглядеть конференцию. Ну, конечно, кто занимается политикой, потому что тратить на это час человеку, ну, такое себе, да, удовольствие. Але калі вы цікавитесь, яны там наговорили вельмі много кринжатины. Я, конечно, все еще не поспел поглядеть, там токи-пуки, вось, и як отказывали этому паліцзняволеному на ягоныя пытанні, а то на их не отказывали. У пэўны час, калі там было пытанне то ли про Гаюн, ну, у него хорошие были пытанні про Гаюн, про дапамогу, про систему дапамоги, вось, и там у пэўны момент, значит, Турарбекова, а все, типа, уже времени нет, ну, як зазвычай, когда вострые пытанні, няма часу. Сябры, напишите, калі ласка, як мяне чутно. Даведаўся я, что что-то у мяне с пераходником, с микрофоном. И зараз тут дзьмуе ветра, я думаю, может задувать у гэту. Ну, увогуле, вот с такой адлегласці павінна быць нормально чутно. Мы у Варшаве. Стоянки сегодня бесплатные, сегодня-учора автомобили по всему городу. Ось, тут мы припаркавалися сегодня уже, подъехали, было место каля гэтага отеля Меркурий, бо учора месцаў не было, бо учора работали крамы. У Польши, кто не ведае, крамы, вялікія крамы на кшталт Лідла, Бядронкі, яны не працуюць у нядзелю. Вось, і таму вось сёння, ну, все магазины ввогуле зачынены, і таму сегодня вельмі шмат паўсюль месцаў, таму мы стали. Ну, все, сябры, давайте пачынаем там. Я буду стоять, спадзяюся, до конца. Вот. Учора я сышоў крышечку раней. Звук хороший. Привет, Франек, наш белорус, Саша Гусел. Сябры, всем прывітанне. Зараз я вам поставлю абсолютная тиша такая, ну, уже 10 годин, может я пришел поздновато, ну, я тут стоял уже полгодины, тут стояли только эти пивные аналитики, один из них, яшчэ з кімсьці, и пока я подошел, яны сышлі, мы тут стояли яшчэ, размаўлялі, значит, с хлопцами, я вот включил 12 хвилин назад. Спробую так. Так, ну что? Так прапаноўвалі ўсім зарэгістравацца на канферэнцыі. Чаму ты? Я зарэгістраваўся як удзельнік, сябры. Дарэчы, вельмі трапны момант падышоў. Хто чытае мой... Господар Петрухін, прывітанне. Добрый день. Make America Great Again.
Не ведаю гэтага хлопца, ну главное, што ён вясёлы. Дык вось, подпишитесь, калі ласка, на мой телеграм, і тады не будете мне задаваць пытанні, ну, на которые адказы уже даны некалькі разоў. Ну, нічога страшнага, Саша, запытвайцеся, мне заўсёды не цяжка адказаць. Я подал заявку, мяне не зарегистрировались. А на телеграм-канал мой подпишитесь. Ну, Саша, значит, если вы пришли поразвлекать меня с такими пытаннями, я разберусь, як бы, что трэба трансляваць. Я лічу, что трэба, таму я гэта і раблю. Вось, калі б я лічыў, што не трэба, я б гэта не рабіў, і парады незнаёмых людзей і знаёмых, у тым ліку, мне у гэтым кірунку просто не патрэбна. Добрага вам дня, Александр. Мы тут будем долго стоять. Пишите, калі ласка, комментары, меркаванні свае. Ось, а зараз я вам поставлю моментик яскравы, значит, так, стоп. Ага. Про спадара Добровольского. Ось, я у яго учора вырашыў запытацца. Памятаеце, ён сказаў, што за Гаюн посадили там какую-то парочку человек и сказал это своим уласным родом. Ось. Меня, конечно, такие моменты вельмі абураюць, потому что он яшчэ и позднее выказывался, что мы на войне, типа, что жертвы необходны. Ведаеце, я так само лічу, что ахвяры заўсёды ёсць на войне. Да, яны необходны, але што гэта за война? І хто пра гэта ввогуле гаворыць? Былы чыноўнік Лукашенка, чалавек, ось ён, дарэчы, ідзе, по-моему, человек, который служил Лукашенке и который зараз просто разом с Латушкой, пробачьте, Беську с Латушкой я перабутваю. А не, гэта ён ідзе. Рабілі документ по слиянию с Россией. Ось. Да, гэта ён. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Больше за 2000 посадили за Гаюн людей. Ну, не посадили, потерпели. Ось. Сегодня ён... Ну ладно, глядите его отказ. Спадар Александр. Господин Александр, хочу вас запитать. Не хочу с вами говорить. Нет, я хочу спросить про Гаюн. А я не хочу с вами говорить. Что вы кричите? Я не кричу, Ну, вы я же просто не хочу с вами говорить. ведаете, только за Гаюн посадили людей. Вы казали, что парашку человек. Ведаете, какая... Я ничего не казал. Как это вы не казали? Вам я не добре. казал ничего. Вы казали, когда на Еврораде. Вот, такой был мне отказ, шановне господарство. І ось зараз, ви бачили, він шел чомусь він уже не в костюмі. Я думаю, що яны перший день відпрацювали і все. І все. Зараз можна розслабитися. Сьогодні будуть там наступні панельки. Так, ось гэта, по-моєму, Ганна Вишняк. Зараз ми, може, з нею поговоримо. Добрый день. Здравствуйте. Ну, Как вы? Нормально. Вы там нечто пытались Мама у меня. сказала, борода вам не идет такая длинная. Вот Что? когда была покороче, мама, а это самое важное мнение. Вы там что-то в комментариях мне написали, я могу зараз вам отказать. Откажите, я уже не помню, что... Ну, я просто так само не памятаю. Вы мне написали там нечто на Фейсбуке. Давайте я вам откажу у прямом эфире. Так откажите, только я уже не помню, касательно чего был вопрос. Ну, так а поглядите его к этому Фейсбуку. Я найду, вы думаете? Ладно, я найду. О, так будет лучше. Вы на конференцию? Мгм. Все, вас зарегистрировали? Да, почему нет? Ну, меня не зарегистрировали. Ну, вот у вас фишка такая, что вас А, не, а единственное какая не фишка? регистрировать. А какая фишка? Вы лечите, что у демократиях такая фишка, что своих можно пускать, а то кто... не Причем тут свои? Какая я им своя? Ну, я не ведаю, но Доброе яны ж утро. вас пускают, Или ты значит, что, вы своя. не видел? Яны вас пускают, значит, вы своя. Ну, я так разумею. Магчыма, я помыляюсь, а ну, мяне ж не пускают.
Тобто Ну, ви может, потому что вести себя немножко надо по-другому. Именно поясніть, поведение, я не говорю про мнение. Мнение поясните, ты можешь поясните про потом поведение. высказывать в Фейсбуке и прочее. А расскажите про поведение. Ну вот что вы лишите? Мне самому хочется знать. Может, я на самом деле, конечно, не так роблю. Очень вызывающее поведение, А. как будто бы провокационное. Ну, наприклад. Я понимаю, что у вас свое мнение, вы там не Ну. любите Тихановскую и всех остальных, да ради бога. Ну, то есть, Ні, тут же мнение вас никто не Ганна, не приклад. лишает. Ви кажете визиваюче, наприклад. Ну, очень вызывающее, компрометирующее больше. Это как-то. ваше... Нет, так надо... Провокационно. Ні, на приклад. Ну, як ви так кажете? Надо ж приклад. Это ваше просто особисте міркування. Тобто я, наприклад, зараз У могу всех сказать, особистое. что вы себя вызываете, тоже вызывающе ведете. Вот мне У так всех кажется. особистое, а у вас Нет. Ну, Ну, господи. приклад. Можете... я не буду вдаваться в это все. А, вдаваться не будете. Вот, а вот это уже ближе к делу. То есть вы называете поведение вызывающим, а объяснить не можете. Вот это Ты уже же снимал, не так давно были же какие-то конференции, ты же снимал на них. И что? Вел стрим, все И пускали. Что случилось потом? Почему перестали пускать? Ну, слушайте, это не ко мне питание. Может быть... Ладно, в общем, ты долго будешь искать. Не, ну просто мне хочется ответить на ваш комментарий. Я его не могу знайти. Ну вот найдешь, тогда ответишь. Ладно. Хорошего дня. Сапраўды не знайшов я каментар. Гэта Ганна Вішняк. Ганна Вішняк. Ну, бачите, что в огуле, ну, отбывается, да? То есть человек, вот мне люди кажут, да ты там типа хамишь, парниша, поводишь себя не так, вызываю. Как спросишь, покажите, ну просто покажите, чтобы я бачыў, где я перакрочыў мяжу. Потому что для меня это так само важно, потому что для меня вельмі важно быть адекватным, нормальным человеком у стаўленні до других людей. И взаимоповага это как бы определяющая рыса, ну, я лечу, любого человека повинна быть. Понимаете? Ну и если я какими-то, может быть, словами, ну так приведите мне эти слова, приведите мне действия. Вот я вам простой приклад привожу, да? Если я кажу, что вот эти люди хамы, например, про Отрощенко, доброй раницы, если я кажу про людей, это хамы, например, на Реформбай, ну так у меня есть доказы. Вот человек, который называет другого человека говноедом и свинотрахом за то, что он смотрит соту и берет новости оттуда. Ну, ребята, ну что это такое? Вот это, так это же как бы, ну, это и есть доказательство и как бы показывает, как они относятся к людям. То есть сами они новости про коррупцию, да, про Стрижака, там, ну, особо там, да, про Мельникову оправдывали ее, они не размещают. Сота, значит, размещает новости, и те люди, которые ищут информацию, которая должна быть в наших СМИ, они идут на Соту, потому что в наших СМИ этого нет, а они их за это обзывают вот так. И обращу ваше внимание, после этого они еще получают ордена, награды, грамоты, да, вот. И на этой конференции Федор Павлюченко, он является модератором панели. Ну тогда покажите мне хотя бы, ну где кого я как-нибудь, ну, обозвал. Понимаете? Ну где? Ну этого нет. Потому что если было, мне бы накидали там за ночь, потому что я вчера размовлял с человеком, вот, и он мне сказал, что я вот такой тоже там резкий, там, ну, типа, агрессивный, там, обвинувачиваю людей, вот. А я скажу, что покажи. И он говорит, я тебе накидаю. Вот, Юра, накидай, коли ласка. Накидай, коли ласка, и я просто это выложу, если там есть мои блонды, да, ошибки, я просто выложу, говорю, ребята, извините, Юра прав. Я, наверное, так больше не буду, потому что мне неприятно, что меня тыкают вот в такие моменты моего плохого поведения. Потому что грубить и не уважать людей, это показывать это, как бы, ну это, ну так себе, да. Потому что я же все-таки блогер, правильно, то есть, который занимается политическими моментами, и мне важно быть. Окей. Так.
справа, Саша, вы пишете, кто будет запоминать слово и деяние. Человек, запоминая эмоции в произносинах, а не факты. Самое головное факты. Эмоции тут ни при чем. Эмоция, можно сказать, например, здравствуй, но таким тоном, что как бы, чтоб ты помер, да? И это будет эмоция. Но по факту человек же не сказал, чтобы ты помер, да? Ольга Добровольская, это дочка Добровольского, да. Это дочка Добровольского. Совершенно верно. И она, значит, работает в ЦБС. Франек, добрый день. Вітання. Когда переможем, скажите? Дай Боже, щоб Україна перемогла і А. відкриє шанс для нас. Сябры, не хотел я подбегать до его. Максима питание было не самое трапное, но стараюсь як могу. Ось. Так, что тут у меня есть еще? Хотел с вами поделиться. Ось, ну ладно, сейчас еще я вам кое-что расскажу про 70 человек, ребята, ну это шиковный виник. Самая раніца 23 хвилины, это вельми добре. Что хочу вам, значит, вот, сейчас тут будет идти большая группа людей. Кстати, так я вижу, по-моему, это Губаревич и Кулеша. Вот. Можете придумать мне быстро вопрос, потому что что-то я там подтупливаю, что спросить. Про яхту, что ли? Не знаю. Я читал, значит, ну, и не один раз, мне очень нравится речь Венса на Мюнхенской конференции, где он рассказывает про, вернее, про демократию, вернее, про то, что случилось с демократией в Европе. Я не разделяю там полностью его все там тезисы, все мысли, да, особенно тот, который, где он говорит, что то, что Европа сделала с собственной демократией, опаснее России и Китая. Вот это я не думаю, потому что для Беларуси это вельми такі великий и важный фактор Россия, чем то, что там имеется в виду про демократию. Вот. И гэтая рэч, гэта прамова, яна не вялікая, но вельми як бы трапна. Ну, сегодня я там буду там кое-что з яе абмяркоўваць. Вось, но вось у гэтым выглядзе, да, в кепке, да, трамповской, я специально пришел, и я спадзяюся, что магчыма калі-небудзь, ну, магчыма, нет, конечно, я прикалываюсь, да, дурны думкай багацее. Гэта увидит Венс, но гэтым я просто хочу показать, что яны, и сегодня мы про гэта будем размаўляць, зрабілі з дэмакрацыяй. Яны самі. Нагадаю, что в этой рэчы Венс сказал, что Трамп, администрация Трампа будет прислушиваться к мнению каждого человека, вот, и будет свобода слова, даже если это мнение ему не нравится, и если это мнение он не разделяет. Вот, сябры. Добрый вечер. Добрий ранок. як там, Добрий Лукашисти? Сочиться. Лукашенко з нами. Лукашенко знает. Сябры, Горецкий Максим Горецкий — это письменник. Вот. Он, памятаете, пасля, не хотел про это казать, пасля выпадка со Стрижаком, с Дикпиковичем, вот, он тоже написал какую-то не очень красивую вещь, признался сам, что кому-то что-то посылал. Вот. Ну, это я про то, что, як там кажуть, про облик, да, и вот он идет там абсолютно спокойно, он же типа журналист. Ну,
Давайте с девушкой поговорим. Добрый день, давайте поразмовляем с вами. А чему? А чему? А чему? Да я уже с вами разговаривала пару лет назад, мне хватило. Сябры, шчыра кажучы, я не памятаю гэтую жанчынку, молодую, до рэчы. Я думаю, что калі б я з ёй размаўляў пару лет назад, я бы ее запомнил. Але, не, шчыра кажу, ну вы самі бачыце, я адкрыты да размовы. Вось. Таму, прынамсі, я бы ёй сказал, чаму я з ёй не хачу размаўляць, понимаете? Так, сябры, маленький перапынашек. Так, какая кодла, яким боком до Украины не вельмі зразумел. Ну, слухайте, вы поймите, что у меня нема мэты шаплять их таким чином, там, что типа такие люди без обороны, там, як бы я там до их не ставился, так, все ж таки тут повинны быть там некие рамы, да, некие рамы. Здоровье, да. Ну, працуем. А, я слухайте, просто что? Вы просто пам'ятаєте, Я зараз вийшов щось і не подумав. а там уже почалось? Починається, вже більше. Сябры, яшчэ не пачалося, вышел Шавец Координаційної ради Віталь, вось кажа, што яшчэ не пачалося. Минута две до пачатку, ну вось куда-то пошла там подарыня Юля, вось бачыце. А нет, она пошла на курыць. Окей. Так, а уже паміж іншым 20 хвілін. Ну, на 20 хвілін прыпыначка, это невялікая. Так. Ну, нет, сябры, вы ведаеце, як вам сказать, у меня ставленне да российской мовы, ну, блин, ну я не могу сказать, что это там нейкая дрэнная мова, не бывает дрэнных мов. И я шчыра скажу вам, что я, перашедший на беларускую мову, я все равно лепш разумею российскую. Ну, что я с гэтым зраблю? Понимаете? И то, як чалавек на якой мове размаўляе, гэта вызначаюць людзей же то, что яны робяць. Потому что мне, например, от того, что там некоторые наши демсилы, представники демсилы размовляют по-белорусски, меня просто ванитует, потому что они размовляют со мной на одной мове. Памятаете, я не казал, что когда я сидел у турме, прочитал артикул, и там было написано, что белорусская мова, это политическая мова, это самая чистая мова, потому что на ней никто ніколі не хлусил. Ось там российские все там, а у нас типа, ну, наражается новая политика, так? И ось зараз будет у нас новая Беларусь, и наша мова самая сумленная, в плане никто на ней не хлусил. Понимаете? Вот, и мне так эти слова, это то ли Майсюк Дранько сказал, то ли, ну я не памятаю, ну это меня вельми так добро вштырило. Короче, я люблю, как бы, понимаете, метафоры, гиперболы всякие, ну люблю, и вот это меня как бы вставило. Да, чапка Трампа, специально купил ее, но мне с Америки белорусы-трамписты уже купили мне шапку и вышлют, мне, и у меня будет, я буду свои эфиры вести. Ветер вельми шумить, да, блин, херово. Так, а может тогда я так поставлю камеру, например, или вот так. Скажите, вот так или повернуто? По ушах я вот так. Да, ветер, сябры, я не ведаю, что робить. Микрофон мой там сломался. Нет, шапка это... Вот та шапка, которую мне купили, зроблена в США и куплена в трамповском магазине. А эту я купил на Allegro. За 5 евро. За 5 евро. Да, по языковому принципу я так само сходный. Мне абсолютно не важно. Но скажу вам, ведаете, что у меня после турмы остался... В 24 году меня на этой конференции я не мог туда поехать, потому что у меня не было паспорта этого. Это было в Вильне.
і у мяне не было пашпарта ў мяне. І на той канферэнцыі мяне ўзнагародзілі медалём геніуша, там Кабанаў яго атрымаў за мяне. Так, і я лічу, што трэба размаўляць на тым языке, на якім зручна і на которым лепей паразумення. Абсалютна згодны, ну няма там дрэннага языка. Ёсць дрэнныя людзі. Я так думаю, скажите, там так лучше, меньше дует или нет? По ушах бьет. Я хочу, чтобы вам было комфортно. Ну, сломался у меня этот, не работает переходник, который соединяет микрофон, лончить с айфоном. Сябры, всем добрага раніца. Вот бачите, вот русизм, да? Я кажу, надо добрая раніца, я кажу доброго утра, хотел сказать. Ну, понимаете, да? За 6 лет не научились говорить народной мове. Сябры, мне такие типа уколы абсолютно не по барабану. Абсолютно. Я люблю белорусскую мову, люблю на ней размаўляць. А как у меня атрымоўваецца? Ну, на что я здольны, так, тут ужо. Да, потому что мова беларуская, яна школьная, там вельмі шмат словаў. Вось, она классная. И тому вывучыць яе нават там за 6 год, ну, таксама великая справа. Потому что можно, я не видел принцессу, не видел. Вось. А выучыць такой запас, каб на беларускай мове размаўляць по-бытовому, это довольно просто. Вот. А что такое натинка? Кстати, кто мне напишет, как переводится натинка? Что такое натинка на белорусской мове? Мое любимое слово, прочитал его у Якуба Колоса. Симон Музыка. Вот, сябры, вот гэты здымачак, што я вам казаў. Вось каля мяне стаяць, значит, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю «Новая Беларусь». Акцыя пратэсту была нешматлікай. Раней Ганна Канапацкая заклікала беларусаў ладзіць інцыдэнты на канферэнцыі, а таксама паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні на чале з генпракурорам Дмітрыем Гарой. Ну, вось гэтага я ввогуле не разумею, каким бокам я там да гэтай Канапацкай. А што тычыцца фоткі? На фотке вось стаяць вось 3 хлопца, мужчыны. Вот этот Александр на кастылях, у яго няма нагі, но з пратэзам. Ён чалец канферэнцыі. Там стаіць Рыгор па цэнтры. Бачыце, у яго вісіць бэдж. І вось гэта стаіць Мікола, з якім мы прыехалі. Яны ўсе зарэгеныя на канферэнцыі людзі. Вось. З чаго яны взялі, што гэта пікетоўцы, я ввогуле не разумею. То, што яны падышлі да мяне і стаялі са мной, я не ведаю чаму. Я ні ў якім пікеце не стаяў, я адышоў у ценёк. Сёння уже не буду выходзіць, таму што здалека лепш зблізі гэта все паказваць. Вот. И я просто сышоў з пекла на ценю. Ну и яны, может, там и подошли. Ну и там кто ко мне подходил, я размаўлял. Вот и все. И что хочется сказать, что там же был этот придворный журналист Лукашук, который, зачем им брать комментары, коли все уже понятно. Ну, навошта. А можна ж было просто выйсці і запытацца. Ну, насамрэч, я думаю, што яны гэта не робяць, потому что просто суть. Вось і все. Ну, я так думаю. Яны могуць там в сваіх эфірчыках нешта выдаваць, типа там пастебацца з Пятрухіна, который там кажа, што Ціхановская стырила 400 мільёнаў, хотя я так ніколі не казаў, і ніхто так не казаў. Казали про то, что... Ладно, я же сказал, что сегодня про гроши ничего не буду говорить. Ось. А подойти, запытаться, не читал нашу Ниву, не поспел. Вчера мы с Сергеем Коршуновым зрабили ежу с Миколой, ось, и размаўляли там, поглядели крышку конференцию.
Ось. Если вам не тяжко, скиньте нашу Ниву, коли ласка, то буду вдячний, щоб я там не шукав. Ось. Так, ну что из... Так, 79 человек, глядите, ну вельми добра, вельми добра. Там зараз пошел уже, значит, наверное, выступать Павел Латушка. Вот давайте посмотрим зараз моментик с Павлом Северинцем. С Павлом Северинцем, значит, что хочу сказать. Вы наверняка бачили ягоны панигирик Тихановской, который он, я не ведаю, мне подается, что так облизывать, что так отрабатывать, ну, я думаю, что мне как бы зразумела, ну, вельми потребны гроши, ну, вельми потребна, или, альбо мне вельми потребна дзесьці там замацавацца. І, ну, прабачце меня, можа, я такі цынік, но я на гэтую сітуацыю гляжу вось так. Тому что написать такое узрушенное, восторженное, письмо, что там, и сравнить ее там чуть ли не с Жанной д'Арк, да, с Гениуш, с Ефросиньей Полоцкой, там, с кем она, я вообще, причем тут, ну, короче, там правды там из всего было только то, что и она нашла в себе мужество и встала, ну, на место мужа. Вот. Ну и не треба забывать, что сегодня 26-й год, не треба забывать, что люди тогда голосовали не за Тихановскую, а супроть Лукашенко. Понимаете, это великая разница. Яны не голосовали за некого политика, яны голосовали супроть страшного, надоевшего усім. Ну, тогда яны не ведали, что он таки страшный. Вот. Тут новина мне пришла, сейчас вам зачитаю. Здорово, Серега. Ну, давайте. Так, что я договорил? Так. Значит, что я говорил про то, что она, значит, что ее выбрали не как политика, а просто голосовали против Лукашенко. Ось так. Так, что-то так. Ребята, пожалуйста, пишите без матюков. Я-то тоже коли-неколи люблю там моцное словцо. Ось, но давайте мы тут типа будем так, что-то написали. Это не так завуалировано, пытается выдать сенсацию, типа Петрухин працує на режим. Цікаво. Добрый день. Слушайте, мне цікаво. Ну я ж тут стою, придите, распытайте меня. Ну серьезно, ну ребята. Ну вы вообще понимаете? Ось глядите, коли я подыходжу до іх, яны кажуть, мы не хочем с вами размовлять, а я хочу с ними размовлять. Понимаете? Зараз я буду, эмоційний момент. Я хочу з ними размовлять. Мне няма чаго скрываць. Калі у вас ёсць факты, ну так гэта ж просто зрабіць. Чаму, калі ось Шарыкот, дарэчы, выбуховае відэо зрабіў на канале, я не размясціў, Шарыкот, прасці, Шарыкот учора размясціў. Чаму, значит, замест таго, каб на прапаганду, ну, напрыклад, на мяне, ну, на такую прапаганду, отказывать там выжицанием человека, там типа с наших кол, да, ты типа не наш. А чему вы не тлумачите людям? Это ж самое лепшее, и об этом Венс так само говорит, казал на этой мюнхенской промове своей. Разбейте гэта правдой. Это самое наилепшее. Правдой разбить неправду. А не казать, что ты типа працуешь на Лукашенко. Ну так и я на любого могу сказать. Ось люди идут, я могу сказать, яны працуюсь на Лукашенко. Ось. Понимаете, да? Уровень аргументации. Ось. Я кажу, что, ну, наприклад, если мне интервью там, ну, я ж знову же пишу Оле, дай интервью, давай поразмовляем. Беспалову, давай поразмовляем.
любому з їх. Я ще там і Павлу Северинцю, давай порозмовляємо. Ніхто не хоче. Чому? Тому я і питаюся, ну, і я же знаю, що я нікого із їх не ображав ніякими словами типа говноед, як це делают представники незалежних медіа в публічної простори. Додам сюди я ще дорогу этого продажного журналистика. Добавлю сюда еще этот Борзенков. Я там робив пости, де там я один з них ображав Коршунова, ось, а другі. И знаете, что самое цікавое? Когда Коршунов, значит, когда Тихановский вышел с тюряги, Коршунов написал там нечто такое к кшталту, что вот он там плакал, ну, неважно, короче. Это сделали так, что вообще плохо это показали. Может быть, там Сергей так не говорил, но он ничего такого образливого в этом не написал словами. Возможно, по действию, что там Тихановский плакал на конференции. Вот. Возможно, этого не нужно было писать, но дело сейчас не в Коршуне, а справа в том, что Дороха написал, что Коршун это ебаный курица или там, ну, вот что-то такое. То есть уявите себе, что это он пишет в Фейсбуке. И он тут, ну, нормально ему все, то есть, понимаете, как поделены люди, да? И нагадаю вам, что когда Оля Токарчук начала мочить, я думаю, по отмашке Фраников Тихановского, Сярогу, мне тогда было вельми его шкода, Сярогу, вельми было шкода його. Ніхто з їх на волю нічого не писав. Понимаете, да? Это знову же я кажу про демократію, яку ми будуємо. Ну, нам треба это, потому что такие СМИ, которые не могут сказать Франику, вы помыляетесь, вы не так робите, покажите справоздачу, Латушка, подтвердите фактами. Потому что вчера значит, по-моему, по Белсату было сказано дословно, недословно, я боюсь, что началось движение по криминальной справе против Лукашенко. Началось движение. Не открыли криминальную справу, как говорила Тихановская в эфире этого Лукашука. Это очень разные вещи, понимаете? Так вот, когда СМИ не могут задавать таких вопросов, не задают потому, что они будут знать, они знают, что они тогда будут уже не своими. Вот, ну тогда какие это СМИ? Какие это СМИ? Это лагерные СМИ, это обслуга демократических сил. И получается на поверку, что то, что было, то, что есть у Лукашенко, абсолютно зеркально, есть у нас. За это люди выходили 9 августа для того, чтобы человек, я не хочу там на себя накидывать, что я там такой крутой, но просто давайте по фактам. Они же так любят, типа, Федынич заслужил, поэтому ему поставили. День добрый. Федынич заслужил, чтобы ему поставили бедро, потому что он активист. А этот как его, Кравчук, это кто это? Это которому ногу оторвало, да? Так он же никто. Что он для Дымсил? Он же никто. Он же простой белорус. Вот, понимаете? Ну, так что мы строим? Для чего это надо? За это сидели мы, чтобы вот эти вот были конференции. Я вам, сябры, скажу, мои знакомые западные, очень западные знакомые, они меня пытались про, как это, КПИ, КПД, короче, да, это по-английски слабо, по КПД по прямым трансляциям. Я вам скажу, что в минуту Маланку смотрело 8 человек, трансляцию, значит, вот их трансляцию вчерашнюю, там, будем вместе, смотрело 230 человек, и меня смотрело 100 человек. Вы понимаете? Но
Я тут стоял один с телефоном. Да, я там порой что-то кривое говорил. У меня падали эти пауэрбэнки, которые у меня примотаны скотчем. Да, сегодня не упадет, потому что я исправляю ошибки. Ну, кроме микрофона, конечно. Вот. Понимаете, значит, и кто там есть? Там есть целая куча обслуги, ведущие, кинооператоры, фейкометчики с Еврорадио. Сама простая трансляция, сколько это стоило? И сколько, ну, подумайте, да, и сколько стоило, значит, мое здесь пребывание. Дякую вам великий за то, что вы сделали мой поход сюда, приезд в Варшаву. Ну, дали мне донатов достаточное количество, я всем вам очень благодарен. Уже как бы, ну, может их, ну, мне, ну, как бы хватит, то есть там, я там и на бензине мы приехали, покушали там все, и, ну, короче, большое спасибо вам, это вы сделали, и это гораздо меньше, чем вот это, понимаете? Ну и зачем это, когда на выхлопе-то ничего нет. И плюс, что самое некрасивое, да, то есть они показывают Трампу, Дональду Трампу и Джейм Ди Вену, что они, те люди, с которыми они как будто бы, как они говорят, выручают политзаключенных, они им показывают: смотрите, мы вашу демократию, мы ваш этот Make Today American видали, знаете где? У нас своя демократия. Вот это большая их ошибка. Потому что в глазах людей, кто они в глазах людей? Людей там думающих. Кто? Сами вы прекрасно видите. Кто? Сами же понимаете, да? Не пускать кого-то, значит, кто тебе не нравится, ну, на мероприятие, которое для своих, что это такое? Это не демократия. Это режим. Да. Ну ладно, все, Так, ну давайте посмотрим про вчерашнюю конференцию чуть-чуть. У гэтай такой завочнай, не завочнай, все-таки спрэчкі, якая адбылася на першай панелі паміж Віктарам Бабарыкам і Павлом Латушкам. Бабарык кажа, што у Беларусі людзям не цікавае тое, што адбываецца ў дэмсілах. Латушка лічыць наадварот, і, маўляў, у яго таксама ёсць свае кантакты, які кажуць іншае. Вы як лічыце? Ну, тут я больше на баку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно здивленный тем, как Виктор Бабарык размовляет по-белорусски. Это уже плюс, это уже крок наперед. То есть, понимаете, да, алгоритм поведения Павла? Там еще вот на попереднем видосе был момент, когда Павел подходит к этому Добровольскому і тисні йому руку. Ось, і той саме, как би, зараз ён кажа про Латушку. Ось, і саме, ну, такое мне как бы цікаве, что, значит, Коля Дідок идет. И самое цікаве, что Лукашук, он робить таким чином, что он не пытает про самое головное, про самую головную думку спадара Виктора Дмитриевича, да, Бабарика, где он сказал, что нас, вы никогда, ну, я думаю, что нас в Беларуси вообще никто не интересуется, это была его такая более слабая мысль, ну, в смысле, что никто не интересуется, чем мы тут занимаемся, а его самое главное было то, что белорусам мы не нужны, нас не выберут, а им, видимо, это очень принципиально, и они почему-то уверены,
что если что-то, как они ждут этого окна махшимости откроется, то они впрыгнут и будут от имени белорусского народа, значит, представлять белорусский народ, как они представляют тут. Так вот, смотрите, вот только заодно то, что вот я тут стою, то есть это смерть вообще всему. Всему этому, да еще год тому назад было все понятно. А вам, многим, я просто знаю, что многим было вообще понятно и с самого начала, куда все идет, да. Ну, это такого не должно быть в Новой Беларуси, и я надеюсь, этого никогда не будет. Большое спасибо за комментарии. Я считаю, что вы, Сергей Петрухин, честный профессиональный блогер, и всегда приводите факты и доказательства. И вы еще слишком мягко относитесь к этой псевдооппозиции. Спасибо большое. У меня были у меня ошибки. Были ошибки, и с тем парнем я не проверил. Но, по крайней мере, я извинился. Я сейчас говорю про парня, айтишника, который ввел меня в взман, да, с Павлом Либером. Я не проверил, полностью моя вина. То есть я ему не позвонил. Я с ним не связался голосом. Это грубая ошибка. Вот, это грубая ошибка. Вот. Ну и так бывает, конечно. Ну, вообще, как бы, да, я всегда как бы ищу факты, всегда ищу факты. А если у меня фактов нет, ну, я говорю предположительно. Ну, они же, наши СМИ, они же себе дозволяют про все, что угодно казать предположительно. Ну, все, значит, и мне можно. Ну, я стараюсь все равно этого не робить, я просто подвожу, что если, например, вы что-то обещали, вы должны это сделать. А если вы не сделали, значит что, и предполагаю. Или, например, если вам что-то дали, то вы должны это сделать и показать нам, какие сроки на это пошли. Все это простая вообще элементарная прозрачность. Элементарная прозрачность. Вот. Так, и сейчас я вам хочу поставить вот конкретный текст. И мысли Виктора Дмитриевича. Скажу вам, сябры, я не буду за него голосовать никогда, но я не могу не оценивать, никогда не буду за него голосовать, честно вам говорю. Есть у меня на это свои причины, но я не могу не отметить его вот эту вот очень правильную и очень важную мысль. Вось гэта тэма, якая мне цікавая. Вось гэта тэма, якая мне цікавая. Я разумею, што можа гэта не тэма гэтай панельнай дыскусіі, але ж мне здаецца, што гэта больш важна. Мы кажам пра акно магчымасцяў, але ў мяне простае пытанне: а чаму 6,5 мільёнаў беларусаў, якія нейкім цудам будуць мець магчымасць выбіраць сваё жыццё, выберуць тых, хто ў гэтай зале? Чаму яны іх выберуць? Вось гэтае пытанне для мяне зараз самае галоўнае. І за тое, што ён гэта прайзнёс, вялікі рэспект, уважуха і паклон, таму што як бы там ні было, вядомы чалавек, шмат хто яго любіць, паважаеце, і ён сказаў вельмі правільную дэмакратычную рэч. Нас могуць не абраць, і хутчэй за ўсё гэтага не здарыцца. Вчора пасля 19-й гадзіны нехта там сігналіць, сябры, невялікі кіпіш. Ну, тут политзек пишет: Сергей, ты делаешь очень большую работу, разоблачая эту компашку представителей 2113, столько людей приняло удел в выборах в Координаційную раду. Вось, а тут пишут ему, якое разоблачение, тут это было все показано публично, и теперь прямая трансляция идей. Вчора по Еврораду была. Да, трансляций было шмат. Ось. А на конт разоблачения я не могу сказать, что я там кого-то разоблачаю, да? Потому что на самом деле это не так. Я просто задаю пытание, информацию беру у открытых крыницах, ну и все.
І гэта просто напамінанне, што СМІ існуюць для таго, каб кантралировать органы ўлады. Да, у нас ситуация іншая. Мы зараз як бы не маем панства, не маем дзяржавы сваёй, але мы маем то, што мы маем. Мы маем людзей, якія прадстаўляюць нібыта, як яны дэкларуюць, з'яўляюцца прадстаўнікамі беларускага народа. Нагадаю, абсалютна безмандатна, абсалютна. Іх ніхто не абіраў. Палітыкі окей, но палітыкі без народнага даверу і без адказнасці перад народам. Але яны карыстаюцца імём народа для таго, каб атрымоўваць. Опять я про эти, а што мне рабіць? Як я тут зраблю? Немагчыма абайсці. І людзям трэба пра гэта тлумачыць, што павінна быць адказнасць, тут павінна быць, потому што калі выдзяляюцца грошы на нейкія там ініцыятывы нужны, то павінна быць празрыстасць. Элементарна. Это самая першая, как бы, на мой погляд, падмурак для даверу, і гэта падмурак дэмакратыі. Празрыстасць. Так что я бы не называл бы это разоблачениями. Просто звычайная рутинная работа. До речі, я вам всім раю паглядзець прамыя эфиры. Там просто вельмі цікаво. Вот я где не включу, везде цікаво. То они там сами себе смеются, и это подобно на цирк. То там Тарналіцкі такие пытания задае, что, я не ведаю, то ли он, не знаю, соли наелся, да, не может оформить свою мыслюху. И там так само был хороший момент, там где Миколай Дзядок, аматор Набокова, сказал, что типа тоже разошлось по интернету, что нам как бы левые не треба, у нас своя организация, тут повинны все быть однодумцами. Я так не дословно кажу, но такое. И то, что эти записи есть, яны потом яшчэ гэтыя записи уже будут удалять с хуткасцю света. Так, Сенат Польши единогласно принял резолюцию против ксенофобии после серии нападений на украинцев. Про это как бы так вельмі неприємно читать, потому что я лишу украинцев, белорусов, поляков одним таким культурным пластом, разными частками, безумовно, но и мовы подобные, и в одной державе мы были, и не адрозніваемся одно от одного вонкава, да, то ніхто, наприклад, не визначить, там, не скаже, что там на меня что-то популярот не открою, да, что я гэта, наприклад, не поляк. Так что, и коли такое отбывается, не ведаю, вернее, ведаю, что это вельмі плохо, и гэтага не повинно быть, и что абсолютно адекватная реакция. До речі, есть шмат публичных поляков, якія выступают супраць гэтага и кажут, вы что, гоните? Так давайте тогда, если Польша для поляков, так давайте тогда спирдалите из Австралии, Америки, Британии, едьте до хаты. Какие проблемы? И, до речі, так само Венс задавал, то бок обозначал такое питание, что так само вельмі важное, то, что европейские демократии, яны сводят как бы роль человека до ничего, что меркаванне человека никого не цікавіць. То бок, ось яны так выбрали, яны решили, что ты, например, там некий токсичный. Все, ты токсичный, мы вырашили, что ты нам не подходишь. Ты нам не подходишь. То пока что это такое? И он там, до речі, там же
это был форум безпеки, конференция, ладно, там, пробачте, там, ну не памятаю, форум, конференция безпеки, ось. І вельмі хвалююча зараз ситуація у Європі з іммігрантами, які не асимілюються з місцевим насельництвом, з місцевим народом, з іммігрантами, які будують свою країну у сродку той цивілізованої країни, яку побудували, ну, наприклад, німці, наприклад, французы, понимаете? И он говорит, ведь никто же не спрашивал у простых людей, вы хотите, чтобы к вам приехали миллионы мигрантов? А они же, может, не хотели. Миллионы мигрантов, которые не будут вписываться в наше общество, в наше громадство, которые будут жить своим життям, ось, которым не треба буде там ні мова, там нічого, будуть жити своїх, получать там гроші на наших податників, податкоплатників. І ось як би гэта ўсё звенья одного ланцуга. Я кажу зараз і про сябе у тым ліку. Калі, наприклад, у Петрухіна ёсць пытанне, Сярожык, заходи. Мы тут, я Добровольский, ось Лябедька, Юрась Губаревич. Мы зараз тебе все потлумачим. Потлумачим тебе картину света, поправим тебе мозги, и будешь все ведать, и будешь нормальные речи распавядать. Бо ты мылишься, помыляешься, понимаете, да? Вот. Но такого няма. І з імі ўжо не будзе. І ведаеце, адкуда гэта ў іх можа быць? Ну адкуль? Яны ўсе з той сістэмы. І мы учора тут, у нас былі такія размовы пра гранты, што там пісаў адзін чалавек, абсалютна правільна, што гранты рэч палезная. Што вось, я згодны. Калі гранты там накіраваны на дапамогу людзям, там, на вывучэнне мовы, дарэчы, мова на новая, это што ж грантавая штука? Вельмі карысная. Но я кажу крышачку пра іншую тэму. І мне вось кажуць там, што то, што тебе фонды давалі дапамогу, падтрымку, это праца дымсілаў. Ну, па-першае, мне б хацелось бы доказаў, што это праца дымсілаў. І сыходзячы з прыватнага досведу, я ведаю, што гэтыя фонды, яны існавалі заўсёды, і яны бы мне дапамаглі без усялякіх там ціхановскіх, таму што яны існавалі абсолютно параллельно Тихановской. Тихановская потом приехала, понимаете? А яны так типа робяць выгляд, што гэта мы зрабілі. Не. Гэта зрабілі не яны. Яны зрабілі вот, міжнародны гуманітарны фонд, да, который с позором выгнал Buy Help и Buy Soul. А вось яны зрабілі. Дзень добрый. Ну что вы? Донатик? Які донатик? Не, ну я уже отбил гроши за поездку, мне уже как бы не треба. Я просто вы полезли, сябры мне дали донат, дякую великий. Просто я подумал, вы полезли у торбу за грошима, то мне як бы не треба, дякую. Ну что, вы были на конференции? Давайте, может, поразмовляем? Ну, поразмовляем? Так. Блин, ну давайте станьте так чуть-чуть стало, що там ветер сильно дует. Дякую велике за розуміння. Так, Галина Дербуш. Я нагадаю просто, зараз нас глядить 86 чоловік, нагадаю їм, що ви йшли по справі з Подорову Автохолі, щоб я сьогодні узгадував Майорову. Хоч хтось узгадає, бо всі забили про їх. Ні. Ось, ви приїхали на конференцію на з якою метою? Ну, я приїхала на конференцію, перш всього, побачити тих, хто за мною разом сидів. А потім я приїхала ще побачити незалежні СМІ польські. Тут були так само, мені треба було вирішити питання таке особисте.
бо я маю громадянство Польщі, так само маю громадянство Білорусі, щоб і ніхто його не позбавив. І ось я опинулася в такій ситуації, що як допомагають білорусам, то мені не допомагають, бо я маю громадянство Польщі. І мені навіть польський язик на курси «Пойти у новий хаб» мене не прийняли, бо я маю громадянство Польщі. І ось, а чому я мушу у Польщі потребувати щось? Вони мені і так много дали. Вони мені дали свободу, дали, витягнули вони з Трампом мене з тюрми. Вони мені вирятували здоров'я, дали, бо у мене був критичний. Вони мені дали, де я маю жити зараз у квартирі. Так само мені дала Польща, дала. Допомогли все туди. І тут, і чому я ще від їх чогось, я нічого не потребую. Вони мені самі допомагають. А тут я попросила навіть курсы польского языка, как обновить то, что я стратила за 5 годов у тюрьме, и я не смогла цим користатися. Ось я приїхала побачити. Тут я зустріла того чоловіка з польських незалежних СМІ, ми все порозмовляли, і я думаю, ми далі зараз будемо. І потім я зайшла тоді, коли Луцкіна почала вести дискусії. Мені це вельми неприємно Ну, я було. знаю, что у вас конфликт Так, был. у меня все, и конфликта никакого не О, было. не, пробачте, вы просто про ее розповідали, конфликта не было, но... Конфликта не было, просто попросту, як сидячи у турмі, вона мені 4 рази здала. 2 рази оперу Гончарову і начальниця отряда. І за це мене позбавили так, утихую, без комиссии. Они меня позбавили споткания с моими родными, что я ніколи не прошу. Я лепей могла сидеть у ШИЗО, але как только не забирали от меня споткания с моими родными. Ну, а які у вас вогулі ось ураження від першого дня? Я так розумію, тільки ви вже опоздали на второй. Ви поїдете туди зараз? Ні, я зараз поїду до хати. Думаю, що наїхати до хати і не хочу. Я туди зайшла. Ну, тоді розповідайте про ураження, про що вам сподобалося, що не сподобалося. Ні, давайте лепей так. Ці корисна гэта конференція, до чогось гэта привяде. Ці не задарма арендовали гэты отель, столько там людей пришло там. Ну, я навіть не можу, як сказати, вона корисна. Що тут? Ну, тут не було тих людей, які... Окей, острые питання були, острые панели. Саме панелі, мені вельми сподобався Віктор Бабарика. Він їх запитав, що за 6 років ви зробили. Ось це саме, ось це, ну не знаю, сподобався мені цей чоловік, ось спитав. Ну і ось це саме таке остре, а так і нічого не почула тут доброго. Чоловік виступав там про інвалід, що йому медицинської допомоги не оказали. Острые были питания, ему не отказали, я так, этот момент глядел. Ну, це як завжди, так само, як приїжджала Тихановська до нас у Білостокі, ні на одно питання не відказала, якби такі на острі питання, які я їй задавала. Так і тут, ну, не ведаю. Я для себе ніякої тут тільки що ось своє питання. Галина, як ви думаєте, ці ёсць шанс вось у нас у всех на чале з гэтай групай пабудаваць дэмакратыю, калі чалавек, который адседзеў у турме, который узнагароджан там ад Тихановскай орденам Ларысы Геніюш, который з'яўляецца блогерам і которого не пускаюць у залю задаваць пытанні, чы ввогуле ёсць у нас шансы побудовать демократию насамрэч. По-перше, я вам хочу сказати тое, яка демократія, коли тебе не пускають туди. Це вже не демократія. І як це прикро було, я вчора бачила вас, але я вже була там, пройшовши тую обшуку. Ну, ні, так я ж розумію, тут є люди, які не мають зачинення до Димсілова, просто комусь цікаво, хтось... Так, тут є такі, але ось коли вас не пустили, ну яка демократія, коли там туди не пускають усіх людей, хто жадає там побути. Це вже не демократія, пробачте. Ну, так. Тем больше там есть как бы место. Там есть место. Так я сам, коли мне было место свободное, там далее было. Если вольные места были, можно было и так. И коли стены было места много, можно было постоять, я вруна вот это. Ось це вже не сподобалося. Чому якось всі білоруси, білоруське тут посадження повинні бути Білорусі, всі жадаючі.
Ну от чому не всі жадаючі? Не, ну я ж не то, что жадаючи, у меня просто как А бы блок питання есть. Ну, мне треба, ну, это накіровано, я приїхав, каб висвітлити питання прозрыстості, питання допомоги. Это важная речь. Гэта важныя Ну, рэчы. а учора окна магчымасці, пра што гэтая панель? Ну, і там і другая, і трэця, там, ну, такое сабе. Такое сабе. Безопасные, бяспечныя тэмы. Я яшчэ вельмі хацела, Сережа, да вас падышла дзесей, бо учора мне даслалі Кажите на камеру туда. Ну, забачце, вас нават нам здымак зрабілі ваш. Хорошо, хорошо. Ну, гэта сама. Учора вечарам мне даслалі мае сябры тое, што там мяне Верамеенка напісаў каменты пад вашым стрэмам, што вось мы дапамаглі Галіне Дзербыш, а яна нас спаліла гаўном. Так вось, я хочу звярнуцца да Сергея Вераменка, Сярожа Верамеенка. Ты, па-перше, ты як мужик, ты не павінен лезці ў бабскія размовы. Не, ну давайте, А другое, давайте. я не палівала, чакайце, я не палівала вас гаўном. Я вам раз сказала дзякуй, вялікі дзякуй за дапамогу, мне больш не патрэбна такая ваша дапамога. Мне што, стаць перад вами на калені, каб вы бачылі маю ўдзяжнасць, і ўсё. І вось, і тое, што вам гавораць, я говорю, вы, мужик, не збірайце плёткі. Так, ну ладно, у нас прямой эфир, я нічого ніколи не выразаю. Я Ну, просто спадзяюся, это што Сережа глядзіць мяне, у меня на вас асабістыя няма дела. ніякай обіды, у вас немає ніякай Я, такой. наприклад, Я ўдзячна вам, вельмі ўдзячна. Ну. І толькі не палівайце вы мяне, бо я... Сергей, я так само тебе удячен за то, что ты мне допомог со спринтами. Так, это так. Сергей мне надрукаваў Так, він файно робить свої две справи, майки, так. да, і зрабіў гэта не за грошы, і зрабіў мне яшчэ прэзент. Я ведаю, што ён насамрэч дапамагае людзям. Ну, а гэта ўжо ваша асабістае. Так, ну і Галіна, так, я ведаеце. разумею, але хацела звярнуцца до Сережи. всё, Не трэба, Сережа, ну так все, вы уже рабіць. звернулись, просто это ваши Всё. особистые справы, Так. разумеете? Я Так. как бы, ну... Сережа, у меня яшчэ мало часу, я зараз мушу ехаць додому. Да, да, окей, Што окей. яшчэ есть? Окей, окей. Так то я вельмі, Окей. мне вельмі непрыемна, што не пусцілі блогера туды. І гэта не дэмакратыя. Вось гэта не падабалася. Тут няма ніякай дэмакратыі. Добре, дякую. Дякую вам Да, вялікі. все, добре. Дякую за банани. Дякую. А? Дякую. Это уже первая панель идет. Хто не допомагає? Розвернувся, що робиться на пластині. Ну, люди глядять. Можеш, сябри, зараз Саша заходить. До побачення. Олександр Клашко. Олександр Клашко, здорово. Вітаю. Ну що, ти вчора там зробив рекламу? Да, вчора забив рекламу, ось прийшов подавати. Громче кажи. Потребувати пішов книгу скаргів. Ну, я жартую зараз. Ну, на жаль, реклама, ну як реклама. Зворот «Потримай доброохотників» ветерану не працює, на жаль. Ну, тут що зробиш? Да, Що як тут ёсць. нічого не І зробиш. ми бачимо гэта не тільки Серега на твоєму каналі, але бачимо і на всіх інших ресурсах, що доброохотники, на жаль, фактично залишаються поза бортом підтримки. А чому гэта, от, Саша, чому гэта? Ну, я не ведаю, як з глядачами твого каналу, що відбувається. Може там некі моменти, там, до мене може ставлення негативне, хоча люди, може, мене не ведають. З задоволенням порозмовляв. Ну, я бы про гэта нават вогуле не узгадывал, тому что гэта бесподставно абсолютно, тому что про цябе на канале нічога ніколі не было ні станоўчага, ні дрэннага, ну так что... А іншыя моманты, гэта баяць гэтай тэмы. Еўрапейскае грамадства, вялікая частка беларускага грамадства ў Еўропе. Яны баяцца гэту тэму, не разумеюць гэту тэму. Ну, я маю на увазе добраахвотнікі. Я не кажу про добраахвотнікаў, я кажу про ветэранаў і іх сем'і. То бок гэта такі лайтовы бок падтрымкі дзейных добраахвотнікаў, да? То бок калі грамадства наша Еўропа будзе падтрымліваць ветэранаў і сем'і, наступны крок падтрымка дзейных добраахвотнікаў тых, хто акопаў. Каб гэту вось пропасць, ну, больш зразумелыя дзеці, больш зразумелыя жонкі, вось праз гэту падтрымку я намагаюся зрабіць мосцік паміж грамадствам і Еўропай і дзейнымі беларускімі добраахвотнікамі, літоўскімі добраахвотнікамі, там іншых краін.
Сёння нават Літва не гатова даць статус сваім дзейным грамадзянам, былым добраахвотнікам. Не гатова. Вось. І ну, гэта дзіўна выглядае. Усюды прапары, ну, сцягі Украіны, Вільнюс любіць Украіну, а калі ідзе размова пра канкрэтнага, я не кажу пра беларусаў нават, тому што ну, мы іншыя, ну, мы чужыя там. Мы размаўляем пра беларусаў. Я вось могу тебе задаць пытанне, пра што, напрыклад, думаю я, да? Чаму гэта адбываецца? Я думаю, што таму што людзі на працягу гэтых гадоў бачылі пра скандалы у полка Каліновскага, пра Міколу, пра Ваніша. Ну і людзі думаюць, ну ніфіга себе, яны ведаюць, што гэта праўда, а навошта нам? Мы з самых чистых побуждений везли им гроши, а они их просто крадли. Ну, Саня, ты пойми, что я ж трезвый человек, и люди остальные тоже трезвые, они не видят справоздачности, понимаешь, и потом уже они просто не верят. И сколько вот, смотри, вот сейчас собирали деньги на митинг, 3000, нахера? Кому? Не скажу. Вот, на митинг, который сегодня будет, в 18 часов Байсол объявлял сбор. Ну это что, это же издевательство над людьми, вы что, вы дурные? Полиция приходит бесплатно, что, кулеши за колонки заплатить, за сцену? Зачем эта сцена? Серега, глядзі, ну, пра гэта таксама, ну, я люблю размаўляць пра тэмы, у якіх я паглыблены, да, скажем так. Я ось ще не чую пра збор на мітинг, і я ввогуле там, ну, не ў тэме гэтага. Я скажу пра добраахвотніцкую тэматыку. Мікола Ваніш, безумоўна, гэта тыя тэмы, якія яшчэ пры жыцці Брэста былі ўздымаліся. За 3 дні да сваёй смерці, ну, гібелі пад Лісчанскам, Брэст сабраў нараду, 4 дні, 22-23 чэрвеня, все забываю. Мы, батальён «Волос», сабраліся ў актавай зале каледжаў, якім там базіраваліся ў Кіеве. І вырашалася пытанне, застацца ў Кіеве і супрацьстаяць гэтым інтрыгам і вось гэтым таму, што не даходзіць да нас, тое, што там, ну, валанцёрка гэта, там нейкая экіпіроўка там, да, да баявога падроздзела. Там, я лічу, што гэта самы баяздатны быў, ён уже зараз не існуе, батальён полка Каліновскага, альбо ехаць абараць Лісічанск. Цэлы батальён «Волат» сабраўся, абмяркоўваліся. На сцэне там, ну, там Мыш быў, яшчэ жывы дзядзька, Брэст, вось. І вырашылі паклікаць сюды прадстаўнікоў штабу полка Каліновскага. Трэба даць, ну, даніну, так сказаць, павагі да дзеяння. Прыйшоў Ваніш адзін, не пабаяўся перад усімі. І ён, ну, там на пытанні гатовы быў адказваць. Як з гуся вада. Ну, гэта прыклад такі, я такога палітыка такога, так сказаць, да, які мог ну, словамі проста любую тэму у бок ад сабе, гэта як кулі, да, так абвесіць. Нават Брэст выглядаў побач з ім слаба. Брэст, якога я паважаю, якога лічу вельмі моцным чалавекам, то бок Брэст саступаў яму ў гэтай вось магчымасці адысці бок. Я 2 разы ўздымаў руку і, ну, у мяне не было фактаў. У мяне зараз фактаў няма канкрэтных пра Ваніша і Міколу, да. Недавер ёсць і быў. Я кажу, адсутнасць празрыстасці, 22 год, выклікае недавер. І пытанне, чаму няма празрыстасці? Вось. Ну, у выніку батальён «Волат» пасля гэтага Ваніш сышоў, прагаласаваў, і мы прагаласавалі ехаць пад Лісчанск, барніць Лісчанск. Там Брэст загінуў. Ну і пасля гэтага зусім іншая гісторыя. Я лічу, што гэта быў пік полка Каліновскага, а потым гэта пайшло ўніз. Я пра што кажу? Так што, атрымоўваецца, калі абышліся на малацэ, то ўжо ўсё, не трэба нікому дапамагаць. Серёг, глядзі, мая арганізацыя, ну, я сузнаавальнік, да, Кусь, мой прынцып заснавання, да, каб быў давер. І мне важна празрыстасць, вось якую ты зараз кажаш. І ў мяне ты ёсць гэта празрыстасць. Ты вазьмі мой канал, тэлеграм-канал, ну, хочаш, асабіста PDF-файл зараз зраблю, там, ну, і ў мяне кожны збор у мяне ёсць справаздача. Сэнс такі, што калі хто гатовы мне прад'явіць, што я щось там, ну, не празрысты, ну, то я готовы з гэтым чалавекам паразмаўляць адкрыта і хачу пачуць канкрэтыку. Я готов паказаць інфармацыю, якая ёсць. Таму і мне цікава, чаму. Так она зараз ёсць в адкрытым доступе. Ты пойми, што я да цябе ў гэтым я да цябе ввогуле, я тебе кожны кажу збор, просто, я табе кажу пра разбураны давер агульна да ўсяго. Я разумею. Вось, напрыклад, да, ты, значит, тут идет конференция «Новая Беларусь», под ёй стою я. Мы побудуем демократию вот с этим всем. Мы побудуем, то есть я типа токсичный, а люди, которые называют своих подписчиков и зрителей свиноебами и говноедами, ведут там панели.
мы что побудуем? Так вот, я тебе кажу глобально про гэта. Я ж не выказываю тебе претензии. А справаздачи повинны не то, что там я покажу, они повинны просто тупо быть. Я не ёсць. Ну, я ж и кажу, что просто в открытом доступе повинна быть справаздача. Просто кто не может знайти, ссылка кинулась, потому что я, например... Серега, тому я тебе попрошу, у меня это все есть, да, и тому, коли ты поширишь на своем канале, ну, ось это все, будуць вельмі ўдзячны. Наконт того, что тебя там няма, ну, я з задавальненнем бы тебя пусціў. Не повинно быть, я пустил. А кто вообще может вырешать? Мы же будуем демократию. Что значит, я бы тебя пустил? Ну ладно, идите, там. Что значит, я бы тебя пустил? Я там просто, любой человек, который имеет пытание, критик, он должен там быть. Любые белорусы. Любые белорусы. Ну так. Ось, тому звертаюся другі раз за підтримкою білоруських ветеранів і їх сімей. Добре, Саня, я сейчас еще розповіду про вчорашнє. Дякую. Добре. Сябри, Олександр учора виказував на каналі, прийшов, розповідав, що вони там збирають гроші воєрам на зуби, ось, і на стоматологію. І у мене так само ж питання, да? Ну, столько выделялось, блин, опять мы про гроши, да, я же сказал, что не буду. И столько выделялось, как бы, гроши, ну, понятно, ну, не можете вы там у силу шерагу обставин тренировать там воеров там или зброю какую-то покупать. Но людям тогда помогать можно и воерам у тем лику. Понимаете, там же не всем нужно зубов на 10 тысяч долларов вставлять. Или на 20, да? Кому-то меньше, кому-то чуть больше. Вот. И вот укуся этот фонд, вот был боец полка Калиновского, ось он закликал допомогти. Ось. Ну і я кажу завсюди про розбурений довір. Люди, ну ось хто-то пише, що ну, сябри. Для меня, как бы, я просто пам'ятаю, был там у захоплении, когда пришел в Стюраги и бачил там кино с ним, там и еще приезжал этот Назаев, фамилия Золкин, с ними размовлял. Мне вельми сподобалось, они такие молодые были, пригожие, и я думал там, блин, не дай бог там они помрут. Ну, короче, ну, мне сподобалось вельми відео. Ну, я так кажу, я такой вельми человек такий уразливый, волнуюсь очень легко, да, с фантазией. Так, вот тут питание, кого куда не пустили. Не пустили не только типа Петрухина, а еще и тех, кто типа против ШЗ. А никто больше, по-моему, сюда и не имкнулся. Вирус не имкнулся сюда. По-перше, он в Украине, вот, а Спарыш в Литве, и он написал, что он тоже сюда не имкнулся. Ксюша, привет. Петрухина смотреть в разы интереснее, чем саму Камфу дожили. А еще и звук, и картинку у них хуже или одного уровня. Да, у меня что-то с микрофоном, блин, Ксюша. С переходником. Сейчас тут ветер задувал, но вроде кончилось все. Так, сябры, давайте, что там у нас за панель, посмотрим. Беларусь, сейчас идет панель, Беларусь как лаборатория авторитарных режимов. Отказность, правооборона, безпека. Ну и тут такая фабула, что Беларусь стала лабораторией сучасного авторитаризму. Вы бачите, что тут написано. Можем это подмярковать. Ось у панелі приймає удзел Леонід Морозов. Нагадаю вам, що він там некий юридичний дорадца Тихановської, который займався справою Новікова, нібито займається. Я до його вчора підходив, питався, як там у Новікова йдуть який движ. И он сказал, ну вообще я не помню никаких Новиковых, ну просто, я просто в шоке, да. То есть, кто его, по какой такой воле, по чьей злой воле он оказался на такой посаде. Олег Агеев — это юрист, я его знаю веду особисто, из «Весны», по-моему, он. Матвей Купрейчик из Белпола, Владимир Лобкович, правозащитник из «Весны»,
Моника Станислава Пляток. Сейчас я вам скажу, кто это такая. Я тут типа готовился. А вот Федор Павлюченко. Федор Павлюченко, знаете его, да? Это Реформбай, Саша, что ты несешь? Вот это именно те люди, которые своих подписчиков называют говноедами за то, что те смотрят соту, берут информацию с соты. Вот. Я, например, ну, если наши СМИ ничего не печатают о событиях, не осветляют, ну, не освещают их, то не вижу преград не дать информацию на соте. Почему нет? Вот. Сота работает, сота печатает материалы, они цікавяться тим, що здійсняється у Білорусі. Чому ні? Так, сябри, я зараз заходжу у свою сказивочку. Так, могу развернуть отворотный бок, может. О, так будет, может, так будет меньше ветра, нет? Сейчас посмотрим в другую сторону. Так, дали мне 2 бананчика, хорошо. Меньше задувається, Борис, скажите. Я не знаю, там, ці з'являється Павлюченко агентом КГБ, но поводить он себе вельми непристойно, я бы сказал, просто по-хамски. Вот, он, пам'ятаю, ще місяць тому, я з ним поздоровався, он меня послал на 3 букви. Вчора, правда, я поздоровався, то и он сказал добрая раніца. Так, сейчас я хочу про это вам сказать. Платок, кто такая Платок? Сейчас, Платок. Как-то так свежо, елки-палки. Вчера была жарко, я лес не помер. Жары. Конференция. Так, Платок. Платок. Не пишите вы мне, как там со звуком. Ладно, не пишите, не хотите со мной размовлять. Не надо, я буду с вами размовлять. Так. Ну, про панели, ладно, про это, наверное, потом поразмовляем, про вогуле змест, про контекст, про контент, да, про теми панелей, ну, наколькі яны актуальныя, может, пазней поразмаўляем. Давайте зараз про гэта. Якія пытанні яны там будуць разглядаць, як гарантаваць бяспеку актывістаў унутры краіны, як за мяжой, як палепшыць юрыдычную дапамогу, як наладзіць супрацоўніцтва з урадамі і міжнароднымі арганізацыямі, каб супрацьдзейнічаць транснацыянальным рэпрэсіям. Вось такія пытаннічкі. Што тут яшчэ бачу? Дзе рэпрэсіі? Так, экстремистские списы, пашпартный указ, права ЕГУ, пераслед праз Интерпол. Ну, вось про гэта яны там размаўляюць. Так, а мы идем, так, Федор Павлюченко. Так, я вот не вижу, так, Морозов есть, это юрист дорадца Светланы Тихановской по правовых пытаниях с 24 года. Я вчера с ним особисто общался. Ну, конечно, там есть теория Ламбразо, ведаете, да, это когда ты делаешь вывод человека по его внешности. Это абсолютно не научная теория, но, ведаете, я редко помыляюсь, и когда я знаю, что он занимался с Новиковым, он говорит, что не помнит, кто такой Новиков, ну, знаете, такое себе. И я редко помыляюсь в людях, редко, очень. Потому что я уже старый чувак, поэтому редко. Так, Матвей Купеичек, публичный представник организации «Вилкол», ранее служил в белорусской милиции у подразделениях по борьбе с наркотиками и гандлем людьми. Скажу вам, что Матвей Купеичек нравится мне тем, ну, подобается мне тем, что он как бы не, ну,
мало что комментует, да, потому что когда в эфиры выходит Жигарь и с умным лицом каже банальные речи, я вот сегодня доведался, Коршун мне сказал, что он вообще был этим, как это называют, коридорным, то есть на продоле стоял в СИЗО там или где. Так, секундочку, что-то там что-то полетело. Сейчас я не ведаю мое в этой цене, думаю, может у меня. Так, вода у меня есть. Сори. Так, ну, просто вельми так пригожа, чистенько все, а то думал, может у меня где вывелись. Так, Владимир Лобкович, юрист и правооборонца центра «Весна». Если кто не ведая, один з координаторов кампании «За свободные выборы». У 2023 году было, на 7 годов был осужден, но его заранее освободили и выкинули. Вот, Моника из Беларуси в Литву. Моника Станислава Платы, польская юристка, криминолог и профессорка Варшавского университета, членя группы незалежных экспертов ООН по ситуации с правами человека у Беларуси. Ну, вось как бы тоже ёй было бы трапно, да, задать питання там по правам человека, там спадарыня. А вось со мной что робить, да? Ну вось вам как бы стоит яскравый приклад. Права человека. Порушены или не порушены? Ну, сябры, як вы думаете? Напишите в комментариях. Ось. Тем более я бы с ей с задовольнением поговорил с подаренням Моника. Пани Моника, ну, попрактиковал бы польский язык разом, ну, порозумелись бы мы, так, не? Розповів би вам дуже чого цікавого. Так, Елена Шиманська, керівниця програми по стратегії для Європи і Міжнародної правооборонної організації артикля 19. Организация обороняет свободу слова, незалежные медиа и журналистов и права людей на отримание информации. Вот, видите, Яня Шиманська. Ну, нам просто с вами потрібно зустрітися і порозмовляти. Ну, ви ж бачите, що отримається. Ви обороняєте свободу слова. Вот. Незалежные медиа обороняете. То Максима, может, мы договоримся на некий там грант. А чому нет? Є ж гранти, які приносять користь, і я буду завжди справоздачитися не тільки перед вами, а і перед підписантами. Понимаете? Перед подписантами в первую чергу. Я сразу скажу, что вот мне дали грант и на какую сумму. И что я повинен робить. Вот. Ну, так, про Федора Павличенко вы все знаете. У него еще есть бар пивной, да. Кстати, напишите, кто знает, где у Федора барчик. Мы, может, сегодня заедем до его. Выпить пивка после всего. Так, ну тут сябры... Так, ничего не пишете, значит все нормально. Ну, как бы есть такой моментик, да, правильно называть Беларусь лабораторией авторитарных режимов. Крышечку, ну, сумневно. Мне, может, как бы для маркетинга таких вот, может, и нормалёву, там, когось чапануть, потому что, ну, тема абсолютно беспечная, ну, на мой погляд, не актуальная. Ось. Беларусь это конкретная держава, у якой конкретные чиновники, конкретные судьи, прокуроры, силовики конкретные переследуют людей. Ну и вельми важно, конечно, называть, кто это робить, ось, а не только описывать там механизмы репрессий. Ну, в принципе, цікаво, що ті, хто віддають загады, да, они уязные у Європи, їздять, вчаться їх діти. От, на жаль, зараз фактурку подкинути не можу. Но випадки того, що на моем канале есть, что женщина, яка была
в старшинёй комиссии, двое деток у ее тут учатся, яна спокойно ездить у Польшу да іх. Яна с с Ляхавічай, ёсць у меня на канале. Вось. І ёсць также у мяне інфармацыя, што сам прымаў у гэтым удзел, чалавеку журналісту не могли дать, значит, ему, значит, 2 месяца он был, не могли его вывести, он вышел с тюрьмы, потом он еще остался, и потом опять его посадили, и потом год еще отсидел, по-моему, за Гаюн, привет Матолька и Добровольскому, и только сейчас приехал в Польшу. Белпол — это сливной бачок ААС. Через них сливают дызу. Все их расследования — это информация вчерашнего дня, всем давно известная. Ну, ведаете, я скажу так, я не могу с гэтым спрачацца, потому что я не ў курсе. Што тычыцца іх працы, ну, яны працуюць, ну, на мой погляд, як блогеры. І самае галоўнае пытанне, ці есть з гэтага нейкі профіт, ці прыбліжае гэта нас да перамогі, ну, не ведаю. Я не кажу, что там, ну, я не могу, наприклад, оценить их працу як якуюсь дрэнную там ці не вартую. Скажу шчыра, я не ведаю. У мяне толькі пытанне да таго, наколькі яна эфектыўная і наколькі яна прыбліжае нас да перамогі. Але пакольку яны увесь час абараняюць офіс, нясуць павестку офіса, памятаеце, да, прапіхвалі выбары ў каардынацыйную раду. Вось. І гэты момант мяне как бы указвае на то, што у іх з офісам ўсё тип-топ. Вот. І то, што людзі, которые служили раней, были ментами, яны прыехалі і працягваюць тут себе, ну, нармалёва жыць. Ну, все у них все нормально, то есть, понимаете, да? Вот, поэтому у меня вот есть вопросы. Почему? Ладно, вы перешли на сторону народа, ну окей. Вот вчера я узгадывал Талерчика. Не ведаю его, был большой шишкой, ведаю, что працуе, просто працуе, нигде его не бачно. Вот я разумею, чалавек перайшоў, там, пераканаўся, што не можа працаваць. Працуе себе тут у Польше. Понимаете, да? А не як там Павел Латушка. Там было добро, тут добро, и то и самое и им. И то и самое и им. Ну, што тычыцца рэжыма Лукашэнкі, да, вось на гэтых рэпрэсіях, якія адбыліся пасля у 20-м годзе і пасля, і зараз цягнуцца, яны как бы отработали вельмі шмат рэчаў, і уласна па сваёй скуры я магу гэта сказаць, засвидетельствовать как бы лично, да, вот. Это и ніколі ж не было в истории этих списов экстремистских, да вообще все было там, все было впервые и вновь, да, не было, нет, желтые бирки и красные были раньше, но это было все типа в мире уголовном. И зноў же я хочу сказать, я заўсёды падкрэсліваю, что в Беларусі при Лукашенко вельмі шмат было і зараз, і раней. Яны пачалі, ну, я думаю, при Советах это было, при СССР. Яны садили людей выпадковых, без вины, либо с перабольшанной виной. Короче, полное говно. И система не працуе на перавыхаванне людей. Система выпраўлення у беларускіх калоніях, это афрыканская система просто далейшага прыніжэння чалавека, і яна робіць з ім усё тое, каб ён ніколі не стаў нармальным. Таму што шмат людзей, асабліва тыя, хто не прызнаў віну, тыя, хто адседзеў там шмат лет, просто ламаюцца і спиваются, погибают и служат надалей планктоном, едой для этих участковых, для всей этой конченной братьи. Вот, потому что
вот эти участковые, самые это, которые типа, ну, нам сказали, мы приехали, хотя яны так само, ну да, может быть, яны не такие, как бы, не беспечные, не такие кровавые, як те, которые выше, там, следаки, но яны так само займаюць сваю нішу подласці, сваю нішу безлітаснасці, з іх все пачынаецца, как бы, з іх все пачынаецца. А тут атрымоўваецца так, што, як мне Красуліна ўжо рассказала, я за гэта не отказываю. Они не отказывают. А что он сделал? Он тебя арестовал, подстав нет, а у яго есть загад. Да, как бы я понимаю, что я тебя не могу арестовывать, але мне приказали. Ось. Пазбаўленне документаў, да, так само мы бачым, да, як паспарты, нават которые паспарты не аддаюць, а нават тыя паспарты, которые аддалі, просто анулююць у Беларусі і ўсё. Гэта таксама не было. То бок наколькі Лукашенко і гэтыя ягоныя сілавікі. Лукашенко, я думаю, што перапужаўся, а яны просто не могуць астанавіцца, і гэты молах страха, молах рэпрэсій, ён круціцца і круціцца надалей. Вось. Спроба выкарыстоўваць, как с этим гнетом, да, Интерпол тоже было. Ну, как бы, это уже как бы системные стали рэчы. Нельга сказать, что это эксперимент. У пачатку, да, это было такое, не все вперед. И вот чему нам с Кабановым там дали всего-то по 3 гады, да? Потому что не ведали, что рабіць. И они так по крыху, по крысе шли наперад, и потом то, телефоны забрать, телефонные размовы забрать посылки, позбавить с этих спотканняў. Вось такое. Тут свердло входит. Ну, ладно, потом. Я постараюсь. Я тут сегодня буду стоять, сколько у меня отрымается. Ось, постараюсь задавать им пытания. Czekajcie, powiem gdzie stój na razie. Dalej musisz iść. Dalej. Jeszcze. Nie, stąd nie zrobię. Ну вот тут накидал я, что сталося с проектом с гэтым пашпарт Новой Беларуси, да, так эта тема заиграла, цікава, да, когда там Тихановская нібыта не открыли пиар-ход, таки думаю, не открыли ей рахунок у польскім банке, вот. І яны все продаюць гэты пашпарт, і Вячорка кажа, што типа чым больш будзе у людзей гэтых паспартоў, тым хутчэй ён легалізуецца. Понимаете? Ну да. Ale my idziemy tam. Już zabiorę, widzisz, jak Но опять же, я вось вам абяцаў, што не буду сегодня свою заезженную пластинку про гроши, да, ну, а все ж таки, все это уже как бы скончылася, закрыто, и по великому рахунку их это повинен рабіць не я, и это трэба было зрабіць раней нашим СМИ, тому же вось гэтаму Свердлову, да, всем гэтым пивным аналитикам, им нужно было давно уже внести ясность, да, куда, сколько денег пошло на этот проект, да, кто там бенефициар, кто там вообще, и рассказать, сделать расследование. То и самое можно было... расследование про гэты паспорт рабілі, но там все равно не вельмі было зразумела. Блин, я уже не памятаю. Там, по-моему, было, ведаеце, что, наколькі я памятаю, там, по-моему, было завернуто гэта расследование на скандале, что яго друкавалі там какие-то люди, звязанные з Лукашенко, а про грошы, мне падаецца, там нічога не было. Ну, давно я его читал. Ну, и ввогуле, я когда ось был
у мяне так, Ігор з Белсата, Кулей. Ось, я йому задав питання, чому незалежні СМІ, ну як він думає, не роблять розслідувань у бок Демсіл. Тобто супротив Лукашенку роблять розслідування, а супротив Демсіл нет. Ну, типа, что Демсілы гэтага не варты, чтобы робить супротив их расследования. У адносінах да их, а не супротив. Вот. И вот он мне привел паспорт Новой Беларуси, и как-то я тогда разгубился. Ну, короче, с темы переехали, и я там уже не вернулся. И, короче, смялась тема, потому что она как бы вообще актуальна. Сколько было всего, да, у нас. Та же Мельникова, где деньги, да, где деньги, Мельникова. Та же Зарецкая. Очень много моментов было. Очень много моментов. Расследований никаких не делается. И это тоже кажа про узровень демократии, которую мы будуем. Коли вот эти вот лагерные СМИ, ну, мне понятно, почему они хотят жить, да, но тогда они не СМИ. Это лагерные СМИ, реально лагерные, там полностью подконтрольные СМИ, и это не демократия. Ну, тоже яны ў гэтай панелі там будуць абмяркоўваць пра дапамогу юрыдычную, чаму як аказваць дапамогу людзям, чаму яна застаецца разрознена. Я вам скажу так, сябры, наконт дапамогі. Я станоўчых варыянтаў я вообще не слышал. Кто-то мне говорил, что да, помогают партизанки. Я не хочу сейчас полностью огулом всех, но мне всегда говорили, что там, там платить надо, там то платить надо, я понимаю. Ну так платить можно, как бы тогда вообще, усім можно, заплатил и все. Как бы в чем тогда здесь получается, что если Весна, например, или другая организация юридическая атрымоўвае гранты, то яны ж атрымоўваюць гранты на дапамогу, каб дапамагаць, правильно? Ось. А так можно пойти просто к юристу, и польский юрист тебе за гроши допоможет. Или тут, кстати, много и русскоязычных юристов. Так, по-моему, скончилась панель, сябры. Ну, вось, что тычыцца, как дапамагаць людям, да, внутри краины, как их не подставлять. Я даже, не знаю. Ну как вы им поможете, когда постоянно сливы идут? Как вы им поможете? Это, если кому-то допомогли и его не арыштовали, это что? Это счастье большое? Ну так атрымоўваецца. Не знаю. Самое галоўнае, люди унутры краіны, нічога не рабіце, ніякіх не рабіце рухаў, которые звязаны з гэтымі дэмсіламі. Ніякіх вообще. Ніякіх, потому что потом скажут, там пару человек арыштовали. Потому что им пофиг. Вообще пофиг. Им пофиг люди. Так же, как и Лукашенко. Люди — гэта средства дасягнення мэты. І гэта трэба разумець, что это не демократичная тема. Тут нет отказности. В демократии есть отказность. А тут отказности нема. Понимаете? Дорогие активисты, которые в Беларуси. Сольют потом, как стеклотару. Ну, вы смотрите, вот темы, да, что павінна адбывацца з чалавекам пасля турмы, калі ён прыходзіць. Чаму праблемы былых палітвязняў не займаюць в этой панели центральное место? Пытанне про палітвязней, пытанне про выход з турмы. То есть
глядите, прошло 6 годов. 6 годов. Вось скажите мне, что нельга было стварыць за тыя грошы, якія выделял Захад, великие сродки, понятная, прозрыстая систему допомоги, что нельзя было побудовать? Ясную. Я прихожу, отседзіў год. Вось табе, напрыклад, столькі грошаў. Памятаеце, как яны казали там, 30 евро в день заплатим там всем, да? Памятаете? То есть они заўсёды врали. То есть это такі танны популизм. Навошта яны гэта рабілі? Непонятно. Вот. Что там с гэтым... Сбился с мысли, сябры, сори, сейчас я вспомню, про что я казал. Система допомоги. Просто посидел 5 вот, понятно. Ему столько. Ему такое ликование, такое. Все же вообще понятно должно быть. А тут все тьмяное, все незразумелое. Разворачиваю, там, по-моему, скончилась панель. Вот. И сейчас, может быть, мы с кем-нибудь поразмаўляем з гэтых людей. Что обмерковывать? Что от этих обмеркований может поменяться? Что? Ну, мне не зразумела. Нічога зараз, на мой погляд, поменяться не может, потому что все знищено. Давер знищений, його просто нема. Понимаете? Няма. Если запытаться закономерно, да, что конкретно после этой размовы изменится праз год, ну, по-перше, яны не ведаюць, да? Вот. Ну, и я больше перакананы з таго, што яны праз год прыйдуць, а яны ж праз гэта кожны год размаўляюць, што рабіць, там новыя ідэі, што яны з гэтым зробяць, як яны будуць па-новаму дапамагаць, калі все старое, и не праз... как они будут помогать? А вот Латушка, кстати, сказал в своем видосе, что, значит, сказал, короче, забыл. Я просто, знаете, гляжу на людей, и в своем видосе он сказал хорошую речь, ладно, вспомню, скажу, не буду пока что. Так, ну что, сябры, кольки нас тут глядеть? Ну что, стало глядеть 100 человек, это добро. Так, подождите, какой баннер? Баннер, сори, все, понял, убрал. Профинансировал, я не знаю кто. На вопросы про финансирование никто ж не отвечает. Вот. На вопросы про финансирование никто не знает. Сабры, мое место вот как бы вот на этой типа линии, вот особо я как бы туда идти не хочу, потому что Галина, добрый день. Ну что, как там сегодня? Потом поделюсь впечатлениями. Пытания решаются, поднимаются. Так? В окно еще не выходит. Окей. Возможностей. А ось Галина, яна учора сказала, што яна жыве тут у Польшы шмат год. І я так разумею, што яна ад іх там незалежная, ну такая веселая жанчына. Ну, я думаю, что она от них не залежит. А так попросить прийти, поглядеть. Видите, какая собака продолжает? Так, ну 2 часа мы в эфире, сябры. Я так немножко отдохну, попью водички, хорошо? Водичка вот такая у меня. А я думаю, что поляки ведают, что здесь полно агентуры, и просто они не ведают, что с ними робить. Ну реально, что с ними робить?
боюсь себе уявіць, калі сонца выгляне, яно выгляне за моей спиной, і гэта будзе жесткач, полный жесткач. Ну, пакуль што я пустая. Давайте сябры марим пару минут. Я большым упэўнены, што ў іх нават і справаздачнасці такой нармалёвай нет, колькім людзям яны дапамаглі. Хаця, можа, і ёсць, но такое. Я маю пад увагай распісана нормально, как, кому, якім чынам рэальна дапамагчы. Так, будзе там, да, как у стрыжака, карацей, гэты справаздача на офис 800 тысяч евро или сколько там, или 8. Оно не расписано як. А калі не расписана справаздача, это заўсёды выклікае пытанне. Так, наступная, сябры, панель «Назад у СССР». Ну и там, кстати, и эти, и удельники как раз почти все оттуда. Да, наверное, все. Павел Терешкович, Андрей Лаурухин, кстати, он такой выступал там, чтобы белорусы ездили учиться у Россию, пророссийские. Светлана Мацкевич тоже. Штаты. Я вам, сябры, поднял тусовочку посмотреть, чтобы вам было, ну, насладиться людьми, у якіх усё добра. Пока есть финансование. Ну, я насамрэч думаю, что оно и никуда не денется. Потому что, не глядячи на то, что там Трамп ударил по усайду, я вот гляжу на прикладе нашей Нивы, у них год от году ідзе павелічэнне. Тому я там крышку, ну, я не шибко разумный у гэтых моментах человек, я не разумею. Если, как яны кажуць, да, дайте грошей, там, типа, по нам усайд, а тут гляжу, там, штогод на 500 000 больше выдаткуецца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, коли ласка. Дараться Светланы Тихановской, дараться. И если так взять, да, то, ну, дараться просто ее вставляют увесь час. Так и дорожают, что просто капец. С гэтым рахунком у Польши дорадили, смеху варта. Сябры, нагадаю вам польское законодавство. Карацей, на таких конференциях, да, снимать можно только тем, кого позначили у списе организаторы. Ось. Если я буду снимать их там, где они стоят, ось, я буду им перешкоджать. Вот. То есть, ну, понимаете, да? И тому я гэтага не раблю.
Вот, я вчера тут был, мне сказали, чтобы я никому не мешал. Вот, пожалуйста, стойте, снимайте, но не приставайте, не мешайте, потому что потом. Ну и в принципе, окей. Ну что, Михаил? Что-то видел? Да, я уже это в эфире откомментовал. Да. Зараз здимаємось. А? Хотелось назвать их одним словом, но Не, не будет. не надо. Не надо. Так, я коли не помиляюсь, а вот этот Зміцер Єгоров з Байсова у червоних шкарпетах. По-моєму, Гатайон. По-моєму, Гатайон. Недзе ён таксама выказваўся у мой адрес. Зараз вспомню, наколькі абражальна, может не абражальна. Ну так, как бы, типа, наверное, все-таки ображально. Вот, я ему написал, слушайте, давайте с вами поразмовляем в эфире, я послухаю там, ну, что вы так пишете недобро про меня. Ось, ну, и он ничего не отказал. Полиция вельми молоденькие хлопчики. Короче, сегодня я загляжу, что у людей нашмат меньше. Ну, принамсі, мне так выдается, что ну, просто не скажу, что зеро, но нашмат меньше. Потому что вчера тут все просто вировало, люди ходили, их как было шмат. В пирокурах там было. Что-то усилие. Ведаеце, тут у наших ситуациях, например, когда я кажу про режим Лукашенко, да, и то, что тут утворено у нас, ну, вядома, нельга параўноўваць у пэўным сэнсе, потому что наша система, которая вось гэта, да, яна не можа людей как бы катаваць, сажаць у турму. Хотя, як показывае прыклад с Новиковым, як показывае прыклад со Скіндзеравым з метром, яны могуць рабіць нейкія дзеянні, доказов у меня няма, але по Скіндзераву, да, которые вельмі моцна могуць папсаваць ягонае асабістае жыццё. Да, то есть Скіндзерев все жил там, не тужил, был у него этот статус утекача. Ось, і пасля таго выпадка з гэтым хлопцам, сыном ЖКХшника, да, Плицкого, вот, у яго з'явіліся праблемы. І потым он пачаў крытыкаваць, яму написала миграция, он пошел в миграцию, ему сказали, что вы погроза национальной беспецы. Вось. И это неприемно. Ну, так, но брутально Скіндзереву, конечно, ничего не могут сделать, но с іншага боку, если его отправить в Беларусь, ну, блин, я не ведаю, насколько про Новикова я так само, если Новикова отправят в Беларусь, Новиков поедет в турму. Вось, Скіндераў таксама. Новиков уже отседзеў 2 разы, да? Как так могло статься? Вот где праца Дымсилов? А этот кажа, блин, Морозов, а я не ведаю, кто такой Новиков, вы понимаете? Новиков сидел в тюрьме, ну, а ты тут сидишь на грантах, гнида. Понимаете? Ну, пробачьте меня, что я так эмоционально выказался.
глядзіце, і у Лукашенка, і у Ціхановскай у іх ёсць такая таксама адметная аднолькавая рыса, што яны, ну там я не ведаю, там типа, как Павел любит сказать, эліта, да, што яны пачынаюць і вызначаюць, што ёсць, напрыклад, экстрэмізм, што ёсць дэзінфармацыя, што ёсць там разжиганне ненавісці, да? Вот. І праз гэтыя рэчы яны абмяжоўваюць палітычную дыскусію. То бок яны нават, ну, про Лукашенко я вообще не говорю, но мы же сейчас говорим про демократию, то, что мы заявляем, что мы мы новый мир построим. Вот. И получается, что вельмі непрыемнае меркаванне, вот, трэба перамагці менавіта у адкрытай спрэчцы, то бок спорить, спрачацца і потым, а не выключаць адміністрацыйна. Они мяне выключылі адміністрацыйна. Вось, і такая же тэндэнцыя зараз ёсць, ну, у Еўропе. І Вэнс гэта крытыкаваў у сваёй гэтай прамове на Мюнхенскай канферэнцыі у Мюнхене. Простое, что там Ціхановская не может посадить там в тюрьму белорусов, а я думаю, что коли б могла, ось, то яны как бы такими дзейнічаюць, ну, мягкими формами, да, прыбірання людей. Ну, типа, ведаеце, гэты працуе на КДБ, гэта прарасійскі наратыў, гэта паціскальны, гэты маргінальны, а гэты дыскрэдытуе нас, вось. А гэтае медыа варта не запрашаць. Хаця ўжо, наверное, такіх медыа, якіх варта не запрашаць, ну, тут няма. Тут усе медыа ляжаць роўненька пад імі, да? І атрымоўваецца той самы момант, калі от Лукашенко, да, ён баяўся, заўсёды баяўся, а асабіста в 20-м он просто перапужаўся вусмерць сваіх выбаршчыкаў. Вось. І з Ціхановскай тое самае. Ну вось, ну што, я лічу, што яны баяцца пытанняў. І ў гэтым яны вельмі падобны на рэжым. Потому што на пытання, якія я ім задаваў там завочна, у нейкіх там СМІ, яны ведаюць накірунак, да? А калі я ім задавал у вочы там год назад, да, калі мяне пускалі, вось, яны вырашылі мяне не пускаць, потому што яны не могуць на іх адказваць. Памятаеце гэтае пытанне, калі я запытаўся у Ціхановскай про Машэнскага, и она не ведала, что ответить. А я у нее спросил: Машэнскі, это кошелек Лукашенский? А она кажа: ну это не мне судить. Ну это есть в интернете, и там гэта там трэба доказать, там не ведаю. Вось. Так что абсолютно подобные системы показываю вам. Вось. И то самое, паўтаруся, магчыма, что меркаванне, доносится такая тема, меркаванне чалавека нічога не значыць. Нічога. Потому что мы так вырашылі. Вось. Неяк так. Ну, малолюдность, ну, не то, что меня пугает. Ну,
тоже красноречиво, наверное, о чем-то говорит. Я так думаю. О чем это может говорить, Сергей? Узгадав я, що Латушка казав. Ну, цікаве таке, що ну, просто він казав, типа, ну, я казав усім про вибори у Координаційну раду. Я казав усім політичним лідерам, щоб вони голосували, щоб ну, нашмат людей там приходило, приймали уділ активний у політичному житті, создавали там партії, шмарти, щоб було все. Але на Координаційній раді проголосувало 2113 чоловік. Чому? Все вельми все просто. Тому що політична конструкція не цікавая. І тут можна тільки сказати, що ну що люди самі винуваті. Люди не винуваті. Не треба їх обвинувачувати у тим, що їм не цікаво. Это вы не цікаве. І те, що ви зараз робите со мною, я вертаюся, Тихановський і хто там разом з їй, гэта робить вас для їх ще більш нецікавими. Понимаете то, о чем говорил Бабарика? Что людям не цікаво, что вы робите в Беларуси, да? Не цікаво. І тут людям не цікаво, що ви робите. Вчора тут приходили, значить, робили пикет 5 человек. Там Микола был организатором, не который меня привез, а інші. Ось, ну, мало, им тоже, мы же там сделали как бы рекламу, они сделали, кинули у сети, добрый день, кинули у сети, никто не пришел, пришло таки 5 человек, которые этим занимались. И кто-то может сказать, что да вот там типа там Петрухин что-то хотел замутить, они хотели замутить, а никто не пришел, потому что это неинтересно. Да, потому что это неинтересно. Людям это неинтересно. А что зробить, как им стало интересно? Нужно их зацікавить. А как зацікавить? А передусім треба, каб з'явився довір. А як з'явиться довір? Коли буде прозрыстость і розуміння того, що роблять ті люди, які представляють білорусів, хай без мандата. Понимаете? И тут же еще есть такий момент, нагадаю, что у 24-м году за Координаційну раду проголосовало там 6700, а праз 2 года 2113, в 3 раза меньше. То есть тогда было ни о чем. Тогда было ни о чем, да, 6700 у процентном соотносинах это ни о чем, а 2113 вообще ни о чем. То есть я не хочу нам вот зараз там сказать, что Координаційна рада, и она типа нелегитимная. Не, я не буду так говорить. Но ее мандат очень узкий. Узкие, настолько, насколько узкий, як казав Кабанов, демократический мир. Узкий. Ось, и этот узкий демократический мир нас тут представляє, забирає на себя криниці фінансування, сорі, що опять про гроші, і не справоздачиться. І у той же момент закликає нас об'єднуватися. Для чого?
калі вы никому не цікавыя. Как учора Бабарыка вас взбодрил, як ён вас вярнуў у рэчаіснасць. Ён вам сказаў праўду, і сябе самому, магчыма, таксама, што вас там наўрад ці абяруць, таму што вы неінтарэсныя. Вообще неінтарэсны, і да вас няма давера. І няма давера да таго, што вы робіце. Таму што па вялікаму рахунку у гэтым усём двіжа шестигадовым вы зрабілі ўсё, каб гэты двіж убіць, каб убіць веру людзей у добро, у справядлівасць, у братства, у равенства. Вы гэта ўсё зрабілі уласнымі рукамі. Дзеля чаго? Дзеля уласнага дабрабыта. І калі вось зараз Александр Клачко кажа, ну вось збіраем там грошы на ваяроў, я вам скажу, ваярам святая справа. І цудоўна разумею грамадства. На фоне ўсіх гэтых гісторый шестигадовых, калі все убіта, калі людзі фінансавалі, давали сродкі шчыра, да, как марафон солідарнасці, который выклікае шмат пытанняў у мяне, да, і на которые я не атрымаў адказа. Я там звяртаўся да Мілюковай і там, короче, денег, куда они пошли, нет. Я не кажу, что их скрали, я кажу, что няма справоздачи. И когда говорят, что типа мы не открываем личные данные, да нахера личные данные? Они как дебилы какие-то, понимаете? Это у них такая методичка или что? Не надо данные. Я когда упомянул недавно там были белсатовские журналисты в программе, блин, сори, не помню, как называется фундация, буквально недавно, какая-то польская. Их не упоминал, вообще я не знал, что это польская. Но они все печатают сразу, я не знаю, так быстро, оперативно отреагировали. Печатают, значит, сразу вот справоздачу, скольким людям помогли, 17 журналистам, каждому по столько. Все. Так вот, это справоздача и называется. Мне не надо фамилия, и никому не надо фамилия. Надо иметь как бы разумение там. А особенно, когда ты платишь деньги. Ну, представьте, например, любой человек, но мы берем там таксиста, который может кинуть 10 евро, и какого-нибудь там бизнесмена, который просто легко может дать 500. Ну, и тому цікаво глянуть, а где, как, спросить, а где, кому мы там помогли, сколько человек. И все, а этого нигде нет. Ну, раз, два, три, а потом же люди как бы видят, да, что план Перамога потух, ЧКБ сдали, все становится хуже, так а куда деньги наши идут, а на что, а что это за фигня? А эти себя фоткают везде, жрут паэлью, на яхтах ездят. Так подождите, так что, они что, держат нас, блин, за дураков? И потом, когда действительно плохо, и с этими воярами тоже, с этим полком Калиновского был этот, ну вот такая была фигня. И что? И вот к этому мы пришли. И, конечно, мы теперь... Добрый день. Мы теперь вот это и видим, да? Потому что я не могу сказать, что там пусть делает что-то неправильно. Но я скажу, что я, например, вообще к деньгам вот таким даже не хочу прикасаться и не хочу про это говорить. Не хочу ничего собирать, потому что я знаю, что про меня все будут думать, что вообще уже Петрухин, блин, ты что? Смотрите, уже Петрухин начал херней заниматься. Я не провожу параллель с Сашей. Он все делает широ и за это дело болеет, но я просто знаю, я вижу, как к этому отнесутся люди. Я вижу, как люди скептически ставятся до таких моментов. І они имеют на это право, потому что они ведают, что это так. Потому что яны ведают, что тыя люди, якія казали про мы пераможам, там собирали гроши на байсол, что они просто хлусы. Ну, а навошта даже десяткой или 500-кой падтрымліваць хлусов?
і разумець, што гэтыя грошы не дойдуць да тых, на што, каму яны іх даюць. Понимаете? Ну, слава Богу. Ну что, займемся второй панелью? А? Или давайте ваши питанечки почитаю. Скажу вам, что у меня так уже язык так немножко начинает деревенеть. Так, сябры, я по ту сторону экрана вижу ваше сообщение. Сергей, добрый день, только зашел. Как ваше мнение о статье Еврорадио, что вы протестовали против этого собрания, при том, если они посмотрели, знали, что вы не против, а у вас просто конкретный вопрос? Я веду в экран. Сережа, привет. Да. Добрый день. Мы принесли воды и кофе. И кофе. И хотим пожать тебе руку. Не, я руки вам не буду жать. Почему? Ну, потому что не хочу. Ну, давай мы просто тогда скажем, что пришли. Мы же пришли к тебе поговорить, но ты не хочешь, соответственно, мы говорить скажем. я хочу. Я не хочу жать руки, а говорить коли ласка. Слушайте, ну мы, Сергей, мы вам как политвязни принесли угостить вас, а вы вот так как-то агрессивно настроены. Не, я не агрессивно, я ж не могу, как бы, если вы мне принесли, я ж не обязан это взять. Ну да, логично, Ну все. да, это да. как бы однозначно. Ну, это мы вам поставим, тут отравы здесь нет. По-христиански. Мы можем отпить, как бы даже попробовать можно. Мы пришли к тебе в эфир. Мы с Ассоциацией политзаключенных Беларуси, с фракции «Беларусь день». Ты уже нас один раз пропиарил, правда, не в том формате, которым хотелось. Я одета сегодня, вот, к сожалению. Но, в принципе, как бы это... Все политвязни имеют право высказывать все, что не хотят. Мы находимся в демократической стране, слава богу. Мы можем говорить все, что угодно. Я считаю, Сергей, что ты молодец. Поэтому я рада и хотела тебе пожать руку. Если ты не хочешь жать руку, это опять-таки твой личный выбор, и я рада, что ты, ну, вообще, в принципе, существуешь. Розкажіть, коли ласка, які там предприйняті кроки для поляпшення допомоги політзняволеним? Тобто там іде праця над тим, каб виробити некую зрозумілу систему, понятную, одно окно, чтобы люди не ходили там по разным фондам, а просто приходит человек с турмы, заходит в одно окно и в залежности от того, сколько он отсидел, ему дают просто понятную помощь и говорят, все, это все. Например, медицина столько, хата столько. Ну, Ми зараз тільки слухаємо про це, тому... Ну, была инициатива Горбуновой «Одно окно», ты помнишь ее, она как бы была, мне кажется, исключительно вот зараз, таким, это я ну, таким как бы формальным проектом, я так считаю, это мое личное мнение. Что сейчас происходит, ну, я не услышала ничего подобного. Возможно, это будет еще в процессе. Возможно, это не самая актуальная тема для этой конференции. Это, для меня это место как бы общения политзаключенных любого формата. Поэтому как бы у меня нету ожиданий от того, что на основании вот как бы того, что происходит, произойдут какие-то изменения. То есть это больше такой как бы коммуникативный процесс. То есть бесполезно, да, по сути? Или только для повстречаться, попить кофе? У каждого свой уровень полезности, как бы каких-то практических отсюда... Любые встречи это хорошо, я считаю. Ну да, каких-то практических отсюда действий, ну я не ожидала их как бы вынести. Вот вы говорите про политзаключенных. Скажите, коли ласка, на ваш погляд, коли мы можем побудовать демократию, ради которой мы там были политзаключенными, ну, да. В борьбе за нее, коли вы бачите, что политвязень был стоїть на вулиці, його не пускають на конференцію, тому що він критикує офіс Тихановської, тому що він з чим-то не згодний. Ну, чи можемо ми в огулі побудувати демократію при таких підходах? Хто визначає... Коли я була на цьому місці, так я тебе пропустила. Хто визначає? Чому хто визначає, хто
таксічны, каго можна пускаць, што ўвогуле гэта за дэмакратыя? Вот я Ну, буду пакуль так. Давайте. Покуль так. А что значит покуль так? Я пытаюсь, мы построим демократию с такими подходами. Вот что я пытаюсь. Треба стараться. Любая демократия, это есть некие помылки, есть и моцные стороны, але есть и некие и слабые стороны. Ну, слухайте. Тому, максимум, зараз то, що ти говориш, це некая слабость. Але ж Про, тут про помылки. Год назад меня так само не пустили на конференцию. Год назад. То вот если это была помылка, праз год ее можно было усвядомить. И в этот год такую помылку не совершать. Потому что вы бачите, я стою у кепки Трампа. Ягоны, да. Ягоны Венс сказал, что администрация Трампа будет улишивать и давать свободу кожнаму грамадзяніну, тому што любое меркаванне нам важно. Гэта основа дэмакрацыі. Я спецыяльна гэта адзел, тому што наша же Светлана любіць сказаць, што яны там разам з Трампам кагосьці адміністрацыі высоўвалі з турмы. Ну как это вогуле сопоставляется? Дэмакрацыя, она одна. Не может быть такой дэмакратыі, што кого-то не пускать, ну, задавать вопросы. можно? Да. Да, нет. Дорогий Сергей, то, що ти сказав, звісно, критично у адрес, скажімо, офісу Світлани Тихановської, ось. Але будь-яка ситуація, вона дається для двох боків. І для одної, і для другої сторони. Але послухавши тебе, отримується, що тільки тобі так само для тебе треба погляд унутрь себе поглядеть. Мы зараз, я пробачте, что я перебиваю, вы просто не отказываете на питание. Я не кажу про свои отношения с офисом. Я пытаюсь вас про это. Мы построим демократию с такими подходами. Вот как коли человека, который мае питание, не пускают. Который человек, который мае іншую на сёння мы асоціюємо нашу демократію з тими людьми, які зараз є. Ось вони такі на сьогодні. Но завтра можуть бути інші люди. Можливо, вони змінять свої погляди. Ось це все у розвитку приходить. Вони ж так само стараються, вони так само некий опит. І є така пословиця: вік живи, вік, каже, учися. Ось, вони молоді ще. Тому треба їм дати шанец некий. Коли б я була на їхнє місці, звісно, Сергій, ти б вже давно був би там у залі. І навіть це я говорила, що, на жаль, я питалася у своїх сябрів, а Сергія, я говорю, пропустили ці ні. Я думала, що тебе пропустили. Подарня Алена, то есть вы хотите сказать, что политичный эстеблишмент может вырашать, кого пускать, а кого не пускать? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо це. Ну, это реальность. Это реальность, тому це треба... Это не предмет обсуждения, это просто факт. Вот сейчас это факт. А может через 20 хвилин это все изменится, и тебе придут и запросят. Вы хотите жить при такой демократии? Мы живем в реальности, так? Так, Не-не-не, Сергей, я тобі сказала, на сьогодні це так, а через 20 хвилин це може все змінитися. Ось, але це реальність справді. Тому тут не треба ні на кого не сваритися, не мати ніяку обіду. Прийняти як даність на сьогоднішній день. Я не маю обіду. Ось. А то, що демократія, ну так ми живемо в демократії, і вона така, вона покуль така. Это не демократия. Ну, это ты так лічиш. Это ты так То лічиш. вот вы лишите, так режим Лукашенко тогда тоже демократия. А я вам скажу, что Лукашенко меня пускал на мероприятия, ягоные чиновники. Ну так это значит Лукашенко это демократия? Нет, сейчас вот идет подмена понятий, мы просто Конечно. как бы фиксируем реальность. Фиксировать реальность, это значит обозначает, что вот как бы кто-то там, кто-то здесь. А демократия это то, что ты имеешь возможность здесь стоять, ее определяет не офис Тихановской, не Латушка, не как бы не демократические силы, а правила страны, в которой мы находимся. Вот, собственно, и все. Поэтому как бы фиксировать то, что ты как бы не попал в зал, это как бы вопрос организации. Это не демократическая... Подожди, это не демократические силы вот как бы Беларуси. Это просто, ну как бы обобщенное название. Тебе как бы
ты коммуницируешь с каждым из людей, а не с какой-то как бы суполкой. Суполка может иметь Не, ну одно я просто- мнение, люди я совершенно вообще не другое. понимаю, о чем вы говорите. Меня не пустили на конференцию. Кто Ну, это решает? Максима, Я у Не вас- знаем, кто это решает, мы не Тебе знаем. пустят. Ну, это нормально, что Я- кто-то решает, кого пускать, а кого не пускать? Это нормально? Это демократически? Сергей, я тебе сказала, как я была на месте организатора, ты уже ты был у Не, ну меня мы в сейчас зале. по-другому говорим. Я говорю, это демократически или Ну, нет? Опять же, а кто вы такая, чтобы определять, где мне быть? Это должно быть понятно Ну, для всех и едино. Почекай, это ти так понимаете? розумієш. Ну, ти, Це- які ні, це я зараз демократія. определяють Ні. по стіні, яны полічили гэта. І треба з Ну, гэтым, то, есть, я... то есть вы говорите, что они так решили, и тебя не пустили. Ну, и, это, так. и такая у нас Знаешь, демократия, я да? тебе хочу сказать? Да. Вот я верующий человек. И я завсёды была, ну скажем, мала своє мнение у любой организации. У початку 90-х мене навіть хотіли виключити з Народного фронту за мої крайні праві погляди. Так ось у початку 2000-х на сході наших віруючих, половина з яких у залі була ті люди, яких я привела до віри. Вони полічили, що я піднімаю які питання для їх, так сказати, ну, на які вони не можуть відказати. І вони полічили лишити мені голосу. І на цілий год мне не дали можливості, так сказати, говорити. Тобто я приходила на цей сход, сиділа тихенько і мовчала. Я отримувала, ну, скажімо так, смирення, терпіння і так далі. Цілий год. Так і ти, тобі так само треба. Ну, Ні. хорошо, окей. Вот так окей. взяти і давайте. сказати, дорогі сябри, ось сьогодні я прийшов, але ще не готові ті наші лідери, які от ладять це мероприємство, щоб я був в Такому залі. уровню чесності і так, терпимості. так, але Хорошо. я вірю, маю надію, Хорошо, що Мне- в коротком часі це все зміниться, і я буду Давайте тогда знаходитися в докрутим залі. тему. Да, конечно. Докрутим давайте тему. Нет, Тогда можно мы пойдем добро, уже меня, на это? Не, ну давайте. давай, добро, если это, да. добро, меня не пустили. Окей, хорошо, я как бы згадзамся. А чому тоді, як ви думаєте, чому тоді СМІ незалежні, которые повинны стоять на страже демократии заўсёды, чому яны не зацікавилися, чому я тут стою, чому я не запитав, а чому Ну, ви не это, пускаєте? Максим, это так само, и Ага, то есть сторонка, это Максима система, некая да? слабость и так далее. Мгм. Але ж мы ж учимся, Ага, мы будем робиться моцными. Организаторы учатся, СМИ Конечно. учатся, да. И А, ну треба тобі понятно, тут понятно. ну, всё. спокойно к этому отнестись. Понятно. Ну, мы Я пойдем. абсолютно Можно? спокойный. Мы Конечно. уважаем мнение любого политзаключенного. Любого политзаключенного мы поддерживаем, вне зависимости от его настроений и ну, вот того, что он говорит. Поэтому мы вот как бы пришли выразить поддержку и тебе, и тем, кто там, потому что как бы единственная форма мирно сосуществовать — это давай быть в тоже, нейтральной позиции и Уважать, наблюдение. да, уважать Потому что мнение всё всех людей. И смиренно Остальное отнестись. не несет никакого конструктива. Нет. Поэтому Нейтральная позиция это... нейтральная позиция по отношению к каждому из мнения. Ну, может быть, Ну всё-таки вот как да. бы это так вот. Но мы все-таки маем надею, что в хуткім часі все зміниться. І коли буде ладитися ще яке мероприємство, ми Сергія Петухіна побачимо в залі. Ось з такими нотатками ми пойдемо. это вы не разумеете. Это я Не, ну, журналист. Мне в этом зале, я вам скажу, в этом зале мне делать нечего. Ну, так я вот. журналист и Тому би блогер. Сергей, мы И тоже вас бойкотировали послухала. это мероприятие. Я не бойкотирую, я там должен несколько быть. лет по одной простой причине, что нам как бы не давали от ассоциации политзаключенных слова. Но опять-таки это не несет никакого конструктива. Для того, чтобы быть услышанным, надо Приспособиться? Нет, не Нет, приспособиться, почему? надо делать то, что в принципе диктует реальность. Я считаю, что твоя форма вот как бы того, как ты освещаешь эти события, она тоже как бы очень актуальна. Ну, имеет и право в быть, принципе, ну, что ж ты и сделаешь, то, что ты ее так как бы отстаиваешь и несешь вот этот месседж, это ну, достойно уважения. Окей. Ну, окей. все, мы на такой Всё. хорошей Спасибо. ноте. Мы Живи- желаем живи тебе Беларусь. Живи удачи, Беларусь. живи Беларусь.
Сябры, ну вось как бы не хотел я там моцна, ну правда, не ведаю, можа как бы и не было трапных у мяне, ну в смысле, магчыма мои аргументы вам показаліся не вельмі трапнымі, вось, но магчыма я был грубаваты, но я не палітык, і калі я не лічу патрэбным ціснуць руку людзям, у мяне на гэта ёсць прычыны, понимаете? И как вам сказать? Ну, если пораўноўваць, просто учора мы казали про Турарбекову, которая заступалась за Рымашевскага, который ей допомог, и поэтому она сказала, что он классный чел, потому что он ей помог. І прыняла его дапамогу. Ну, я у гэтым сэнсе, у гэтым плане іншы чалавек, і я не беру грошы, калі сумняюся у тым, хто іх дае, як яны зароблены, і не буду супрацоўнічаць з чалавекам, которого я не паважаю, который, ну, пускай плохой, да, плохой человек, скажем, как дети говорят. Вот. И я не тисну руки тым, калі лічу гэта патрэбна, мне не трэба гуляць, я не палітык, яшчэ раз паўтаруся, і не трэба мне гуляць. А тут мне просто показалось гэта, ведаеце чым? Нагадаю вам гэту історыю про грошы, про Романова, і как яны з Павуком прыехалі в Белосток и показали, что они там договорились, типа все нормально. Ну и вот надо было, типа, я так думаю, да, чтобы я потиснул им руку, и не, у любым выпадку я бы гэтага не зрабіў, они хотели на картинку гэта зрабіць, ну, тлумачу вам, может быть, прабачце, зашмат, и вы все сами зразумели раней. Сябры, мне подобается, что вы все разумеете, пишите комментарии, все. Да, справа в том, что выехали из лукашизма, и этот лукашизм привезли сюда, и кажется, демократия это то, что я тут стою. Так я могу стоять и в Иране тоже приехать туда и там стоять. И подчиняться правилам любой страны я буду дома. Куда я приеду. Ну, понятно, да, что я в Голландии, ну, к примеру, могу там покурить, да, а в Иране или там в Беларуси этого лучше не делать. И, конечно, я буду как бы сопоставлять себя с законом этой страны и не нарываться на неприятности. Но это не демократия, это вообще, ну, что-то другое. А демократия — это именно то, про что мы кажем. Про то, что мы кажем. И что это такое, да? Типа, ну, они помылились, да, о СМИ. Ну, так что, вы все помыляетесь, и так, а кольки вы будете помыляться? Помылились, не дали справоздачу. Помылились, они заробили там тое. Помылились, они заробили. Так это же идея. Так ладно, выправляться. Так а когда вы будете выправляться? Калі вы будете выправляться? Просто калі зникне фінансаванне ваше, не ведаю про сколькі, может оно яшчэ доўга будзе, потому что оно выгодно не только им, а и тым, хто дае грошы. Калі гэта? Тады і вы знікнеце, бо калі не будзе фінансавання, вас таксама не будзе. Вы ж, ну, реально, вот у дадзены момант, у дадзенай кропкі вы нікому не патрэбны. Ну, акрамя тых людзей, про которых я учора згадваў, которому трэба нейкі міт, что вось мы живем и ходим на працу, у нас есть Светлана, там кабинет какой-то, яны вальчаць за нас, отстойваюць наши интересы, адвокатуюць, вось, и яны там не вникаюць, да, кому там дапамаглі, не дапамаглі, что там белорусы живут там в сквотах, что там помирают, там бездомные, что эти пенсионеры белорусские, блин, в шоке, не ведают, что робить там со своим жыццём, блин, я цудоўна разумею. Вот. Ну, неяк так. О, Соненька ко мне подкрадывается.
скоро будет жесткач, сябры. Оно уже стоит каля моей треноги. Ягоные лучши. Ягоные лучши. Демократы это калі адказваеш на незручнае пытанне, а не закрываешь перед человеком дверь. Вось гэта демократ. Вот это демократ. А то типа, ну это ошибка, ну ты я б тебя опустила. Вот она, да, мне не надо. Я хотел сказать, что мне там быть в якости нет, я хочу быть журналистом и задавать пытания. Это моя праца. А быть там частью этой тусовки, мне это просто, я не хочу нават про это и думать. Понимаете, да? Вообще, мне там 100 лет не трэба. Ось. І я заўсёды клапачуся аб тым, якія людзі мяне атачаюць, хто мае сябры, з кім я ем, з кім я п'ю з аднаго стакана, з кім я выходжу в людзі, да? З кім я там адпачываю. Гэта вельмі важна. Там мне абы с кем, чтобы там типа весело провести час, то я пойду с какими-нибудь продюсветами там, которые меня угостят, и типа кино посмотрим или там на яхте покатаемся. Ну нет, ну конечно нет. Полицейские не понимали, чего я смеюсь у них в машине. Объяснили, что в Беларуси за съемку штраф получал. Улыбнулись, но все равно штраф. Слухай, Сергей, я спросить о воссоединении, ну я про это вообще упершыню как бы чую, я гэтага не ведаю. Что яны там збіраліся соединяться там, ці што. Добре. Дякую. Все правильно, да? 150 год. Да. Добре. Все, дякую велике. Все, Євген Караулов нарешті отдал мне там пару копеек. Для меня абсолютно не принциповых в плане материальным, но показальные в плане того, что там 2 года тому я приехал на конференцию, и мне не отдали гроши за дорогу, хотя обещали отдать. И я ось, ну там, год назад нагадывал, и сейчас нагадал, то сейчас отдали. Короче, ну это так. Такое. Я знаю, что это меня не красит. Знаю, что это не красит. Но все же должно быть по-честному. И ведаете, я просто завсёды тое, что мне ну не то, что не подобается, а тое, что я ведаю, что тут человек не прав, это мое, обещали, робите. Я працаваў, заплаціць. Напрыклад, мы дамаўляліся. Вось, і я ад гэтага не адступаю. Вось. А многія людзі адступаюць. Яны не хочуць канфлікта, яны не хочуць у першую чаргу для сябе самого, не хочуць канфлікта, хочуць просто жыць у спакоі. І гэта пазіцыя, на мой погляд, з аднаго боку неправільная, потому что яна дае крылы ашуканцам, да? І іншым там нечистоплотным людям. И она думает, нормально, все, альбо зарабілі раз на нем, альбо можно так и далей працягваць, и он будет как бы терпілай. Вось. Я тут людей не обвинувачиваю, потому что особливо вот, короче, если сейчас брать после тюрьмы, я всех очень добро разумею. Я просто разумею, в каком шоковом состоянии находятся люди, которые приезжают у Польшу, трэба ісці вужом. Таких людей надо водить за руку, что я и роблю, коли меня просят. И коли я знаю, что кому-то потребна допомога, я потрачу час, я человека приведу, потому что я знаю, что это шок и трепет, да, операция. Потому что коли ты не размовляешь по-польски, ты не можешь объяснить чиновнику, что тебе надо, и она просто тебя слушает, 2 раза спрашивает, и человек просто, я по себе знаю, в слезах просто слезы подступают, и ты, ты ходишь, а что она? Она что тебя спросила? Ты не ответил, ты не знаешь языка, вот.
И поэтому я считаю, что всегда нужно сопровождение, кто приходит. И очень много нужно с человеком помощи. Вот я вельми добра как бы проглядел, вот у меня до меня проезжал хлопец, ну, жил у меня там, да, по Литвязі. Вітик, привет. Вот. Ну и я скажу, что я, ну, мне так подається, что я ему, ну, нормально в этом плане, ему было вельми, ну, намного легче со мной, вот так. Не то, что я там ему там помог, я такой типа крутой чувак, а то, что вот эти вот административные дела, мы там ездили с ним и делать песель, ездили открывать карту банка, не открыли в банк, ездили, что-то мы еще с ним делали, вот, и я просто видел, что, хотя он говорит, типа, я там по-польски знаю, Витек, ты учись, учи польский язык, вот, я просто вижу, что он, ну, не вывезет, а так он со мной, ему комфортно было, там я за него все чики-чики-пики порешали, и все, вот, да. Не помню, к чему я это сказал, но ну ладно. По-моему, мысль закончил. Так, ну что, переходим к очередной панели. Пишут, что 200... О, я хотел посмотреть, да, 220 зрителей панели и 114 у меня, 113. Я вам уже сказал, что сегодня утром, ну, нас было меньше, там 50 человек, и я, конечно, повторюся, потому что лечу это важным, да. На Маланке был вынік 8 человек в моменте, там, по минутам, когда идут полечить. У них было 230, а у меня было 100. Ось. И эффективность, да, эффективность, то есть сколько там задействовано людей, сколько там этих ходит ведущих, журналистов, да, ну, и глядеть их, потому что координаційна рада это такая специфичная тема, коли там кажуть, вот, координаційну раду там ніхто не глядить, ну, такое собі, ведаете, это просто может быть не цікаво. Все, я сейчас перейду, пока что еще солнце до меня не добралось, я сейчас перейду в тенек, окей, а потом уже буду стоять, где придется, потому что еще хотя бы потерпеть полчасика, тут еще пройдет, это уже будет для меня как бы окей. Это будет для меня окей. Вот смотрите, видите, как тут. Вот солнце уже, вот я там стоял, и там уже солнце, видите? И оно появляется оттуда, короче. Это золотые террасы с обратной стороны. Так, ну ось так, окей. Так, Машай, Белпола, Байсула, будете счастья, много счастья. Это даже показатель его качества. А, ну вот смотрите, тогда и глядите. Я дякую усіх, хто допомагав мені донатами, бананами. Ось, и как бы эффект. Я сюда приехал, там ну, мы приехали, правда, двоих на аудюхе, ось, это 50 литров дизеля, и, ну, поели, купили мы вчера еды, у Коршунова мы там были, ось, потратили там 200, 130, так что, злотых, так что, ось кольки гэта каштавала, ну і я якби нічого не вот Александр Петрович іде. Добрый. Как поживаете? Хорошо. Широ кажучи, думав, що подійде до мене. Ні, здимай, іди здим. А що таке? Можно гук? Ні, не можу прибрати. А що таке? Я Ваня протест. Это круто.
Сябры, мне принесли хот-доги. Я хочу попросить у вас паузу. Зараз я Миколки хочу потелить, каб ён таксама со мной съел и сейчас я хочу ему позвонить. Может, он тоже хочет есть. Так вот, про эффективность. Вот и все. Вот и все. Ну калі б мне там еще там за гэта, например, что-то заплатили, ну тоже было бы не кепско. Ну, все равно, как бы, понимаете, что это как бы раздутые бюджеты. Это называется лесопилка. Понимаете, когда там, что вы думаете, там эти белсатовцы или эти там свердло выходят, типа, а зачем им там столько много? Так вот и выник вам, вот вам выник 230 человек смотрит. Я сегодня смотрел, у меня было на канале вчерашний 2500, а у офиса было 7, ну в 3 раза больше. Ну так сколько там средств и сил, понимаете? Так, сейчас я звоню. Так, а как ему набрать? Ёкарный бабай. Слухай, здоров. Там принесли хот-доги. Принесли хот-доги. Подыходь. Горячие. Да, ну скажу вам, что мне вельмі как бы, ну, приємно, что незнайомый человек принес горячие хот-доги, такие шутки. Но ведаете, что у меня какая проблема с вчера с Миколой, значит, зашли в какую-то, проезжали за заправку, не памятаю якую, там рекламовали некого гонщика, но не шел. Вот. И, короче, взяли там такую булку, туда налили нам соуса всяких, сосиску, и я ел, и, короче, всю бороду запескал. Короче, ребята, я не могу, короче, есть, могу только пить, потому что если я поем, у меня останутся всякие эти крошки, рыбьи кости в бороде, да, и будет, ну, не очень, будет такие бороду быть. Вот. Ну, хоть Миколка пожив, Миколка поест. Так, ну давайте тогда. Да что за дичь? Вопрос в чат. Правда ли, что Петрухин вчера вел репортаж с Конопатской, системной оппозиционеркой Лукашенко? Сябры, я вообще, вот честно, я просто вчера стоял целый день на улице, сколько мог, да, и, блядь, откуда эта история взялась, я даже понять не могу, блин, причем тут, мне просто хотя бы, ну, цікаво, я даже на это и не злюсь, мне просто прикольно, откуда это могло з'явиться, вот. Нет, я в клозет не пойду. Я сказал, что не буду кушать это сейчас, а потом посмотрим. Я, в принципе, людям доверяю, честно. Меня как бы легко отравить, я людям доверяю. Вот. Но человека мы же записали на камеру. Найдем, да? Так. Да, наверное, жабки. Я вам напомню, что если меня там ну, в смысле подводить к Конопатской, я вам скажу честно, что если бы она тут была, я бы с ней поговорил бы. Какая проблема? Вообще не вижу. Я вам еще нагадаю, что Конопатская, она в этом, с партией Лебедько. Они ее там пропихивали типа в парламент. Вот. Они там какие-то планы с ней связаны. И, блин, я скажу вам, что у меня есть как бы видео с Конопатской, когда мы с Кабановым приезжали
в Минск и приходили к ней в офис. Добрый день. И приходили к ней в офис. И что-то там разговаривали, она нас на машине возила, у нее была хорошая машина, ну, довольно-таки, ну, на мой взгляд, я-то человек как бы скромный, всегда был скромный, но тогда, да, тогда я уже не зарабатывал как ведущий свадеб. Да, я запомнил, что у нее такая была более-менее нормальная машина. Вот, она, скажу вам, очень обаятельная, мне показалось, она была веселая, смеялась, ну, короче, вообще, ну, окей, вот так, на позитиве, я таких людей люблю, ну, такого типа я имею в виду. А то, что там она потом творила, ну, да, дикуха, и что, ну, так не, развернули там компанию, про меня написали, про Лебедьку вспомните, про папу ее вспомните, который финансировал эту мертвую партию мертвых душ АГП, которая сейчас каким-то дивным образом все являются дорадцами Тихановской, все являются какими-то старшинами по как это, не отстаиванию порядка, а по восстановлению порядка. Министры МВД. Сейчас полиция проедет постоянно. Вот Павличенко вот тут подходил, бычок выкидывал. Сябры, не курите, а то пропустите все самое главное с конференции. Хотя я думаю, что там для вас главное. Вот і цікаво, скільки там людей. Значно менше, я зараз гляжу на другі поверхні. Вчора все було обліплено як, ну, може мені каву принести, там Віталя обіцяв мені каву принести. Я бы кавы, конечно, лупанул. Так, едут в офис, не понял. Едут в офис менты. А у меня нет микрофона, Серг, нет у меня микрофона. Не работает у меня, блин, так жалко. Микрофон классный, он работает, не работает переходник, который вставляется в телефон. Все, хватит всем ныть, хейтить. Тут прокол, Я думаю, что, как вам сказать, а чего их арестовывать? Они не нарушают закон. Они не нарушают закон. Там просто что-то случилось. Поэтому там стоит полиция, скорая помощь. Могу вам увеличить. Посмотрим, что там за скандал. Сейчас посмотрим. Вот там, видите, скорая стоит. Ну что, как там Идя? Нормально. Нормально? Нормально. Вирішаються питання ніякі? Що цікавого? Вирішаються. Ну, я не знаю, что там они в зале вырашают, але люди между собой могут пообщаться и какие-то вопросы решить. Ну, меня больше цікавить, как бы зал, щоб людям розповісти, що там відбувається. Ну, проходят панели, все спокойно. Люди задают вопросы, на вопросы отвечают. Окей. Ні, я маю під увагою, вирішається ли у сенсі виника. Ці буде виник, ну, я про це кажу. Ну, до выника еще. Ну, до выника еще сколько? 6 год прошло, и можно ще пошакать до выника. Так, там зараз іде панель Беларусь. Это была. Сябры, сорі, это была. Эта панель была. Видаляємо її. Зараз іде панель назад в СССР. Да, я вам її рекламував. Веде її Аліна Ковш, модератор. Яна обладатель польского паспорта, яе батя советский офицер. Ось яна, по-моему, яна громадянка Польши. Ось, и скажу вам, что
запитатися. Скажіть, подивіться, будь ласка, руки тих, хто має інше громадянство, там Польщі, там ще ніяке другое, там. А ты почему не можешь? Потому Ты же что как политвязень можешь получить польское я гражданство. могу отримати громадянство и не как политвязень, а как человек, который тут живет. Но мне не треба польское громадянство. Это раз, хотя я Так а что плохого в том, что люди отрымливают польское громадянство? Что плохого? Да. Ну что, если нет возможности жить в Беларуси и отнимать, ну, по белорусским законам? Если там ты персона нон грата. Карате, если мы кажем про простых людей, например, таких як ви, тому що ви не політик, то это ваш, как бы, ну, ваш выбор. Это мое меркование. я кажу. Политики, которые... А политики, в эмиграции, которые белорусы, Что, которые как проставляють Беларусь, я лічу, що яны не повинны быть громадянами інших країн. Это мое меркование, то вот я на этом не настаиваю. Политики, которые представляют Беларусь и могут находиться на земле, да. Но если у них нет возможности, так что они не человек, им Нет, тоже надо как-то нет, жить, нет. устраивать жизнь, Как жить? помимо политики. Как жить? Политика — это работа, а жить Хорошо. с гражданством. Работа предполагает результат? Работа предполагает результат. А при чем здесь громадянство? Ну, так нет, так я и говорю, что типа какая работа? Какие есть результаты у этих политиков? Ну, на что направлен их результат? Я думаю, что если человек работает, он работает на Беларусь, да? Для Беларуси какие-то результаты есть? Ну вот решаются вопросы. 6-й год Сейчас решается. ищут возможность, как помогать людям там внутри, как внутри что-то организовать. То есть, Все это подождите, а что, раньше не помогали внутри? Так раньше ж помогали, помогали. и сейчас помогают, И сейчас продолжают помогать. Продолжают. Ну, что людям внутри не помогают, хочешь сказать? Я не ведаю. Отчетов же нет, справоздач же нет. Хорошо, но тебе надо, чтобы дали справоздачу. Вот Петя, Вася и Нет. Максиму помогли. Вот Нет. идите спецслужбы, их Нет, хапайте нет, там мы внутри. помогли 3 людям. Одному, первому, там, Очень 3. много делается негласно. Реально помогается и помогается негласно. Когда Это я говорят, знаю прекрасно. когда говорят негласно, Я лично знаю людей, которым помогают. И действительно помогают. слушайте, когда говорят негласно, это тайна, это нельзя проверить. Понимаете? Если бы это можно было бы проверить, то режим бы об этом узнал и посадил бы этих людей. Режим посадил людей, которые помогали на байхелке. Режим посадил ГАЮ. Ну вот, а ты хочешь, чтобы было гласно дальше? Нет, я хочу, чтобы были справоздачи. Какие суммы? Про это. Так нет, я ось мы отошли от темы гражданства. Да? То есть, когда люди не живут Беларусью, и для них Беларусь ничего не значит. И поэтому, конечно, они будут брать любые паспорта Польши, потому что так надо для жизни, так им будет легче. А я лечу, что патриоты белорусы, политики, я кажу про политиков, вы же разумеете, Хорошо, что... они должны быть бомжами? У них закончился паспорт Беларуси. Я не кажу, что... Белорусский паспорт. Слушайте, я же скажу... Что ты пропонуешь? Ты говоришь, вот так нельзя, а как тогда? А что, Отвергаешь, предлагай. нельзя набыть квартиру, не будучи громадянином или что? Громадянином, будучи там другие питання вирішаються. Легализация для чего? Ну, Для я чего люди легализован. тут получают? Я легализован. А хорошо, гражданство для чего-то же людям надо? Надо. Ну, гражданство надо людям, да, людям. Мы говорим сейчас про политиков. А политики не люди. Политики это совершенно иный кшталт людей. Политики это люди, так все люди. Но есть хотя бы люди... ты погождаешься с тем, что они все политики. Нет, Уже я погождаю, что они политики, но я подкресливаю, что их никто не обирал, и у них нема мандата от людей, и у них нема Если отповедальности. не было бы мандата, сейчас бы здесь не собралось бы столько людей. Слушайте, а сколько там людей собралось? Тоже? Нет, слушайте, видели вчера, сколько было какой у них мандат? Можете мне объяснить? Какой у них мандат? Да, мандат. Кто за них голосовал? Кто за ними стоит? Какие люди? 2113 человек Координационной Рады. Вот их мандат, окей. А кто стоит там за Лебедько? Кто стоит за Губаревичем? Кто стоит за Добровольским? Где их мандат? Сколько прям людей? Надо какой-то документ о том, что есть мандат у них? Или что? Слушайте, нет, когда происходят выборы, выборы фиксируют людей, кто проголосовал.
5 тысяч, 10, сколько там Хорошо, собрали. что ты предлагаешь? Не, подождите. И тогда политик, он перед этими людьми отвечает. И он знает, что они за ним стоят, они его выбрали. Мгм. А кто выбрал их? Ну, если вы не выбирали, может быть, я и выбирала. А где это зафиксировано? А где это зафиксировано? Ну, То, что вы говорите, что они тут это сделали, это их признала Европа, но не люди, понимаете? Европа, европейские политики, которым наши эти политики нужны для чего-то, это понимаете? образованные люди. А? Это образованные люди, которые Я не прекрасно говорю, в что они этом не образованы. разбираются. Они в чем они Поэтому их и легализовала Европа. А в чем они разбираются? В чем? В чем? Ну в чем? Ну в чем? Кто конкретно? Ну то есть там Лебедька в своих вопросах. В каких Лебедька вопросах разбирается? Вот скажите, вот нас Ну смотрят. вот что он вещает? Ты просто больше знаешь, что проповедует Лебедька? Нет, вы говорите, что он знает. Ну и что он что-то знает? Ну что, к каким это результатам привело? Лебедька сколько лет, там, миллион лет до нашей эры, добрый день. Миллион лет до нашей эры, что он сделал для Беларуси? Какие есть результаты? Вы можете сказать? Он 30 лет в политике. Что он зробил? Вот скажите мне, что зробил Губарев? Ну, выники, мы же говорим про работу. То есть вы получаете деньги, получаете гранты, и должны быть выники. А у тебя есть справоздача, что у него он получил грант? Ощутимые выники. На что он живет? Он же не показывает? Так почему тогда он не справоздачится? Почему он не говорит, за какой счет он живет? Политики в Европе все говорят, за что они живут. Я уже повторила. Ну, хорошо, подходите, поговорим еще. Сябры, хотелось поразмовляли мы. Да. Так, цікаво. Сябры, тут, да, это вельми важный момент для Беларуси. І яны політики, типа, да, яны займаються політикою, тому яны і політики. Але у них нема мандата, за ними нет людей. Вот смотрите, вельми таки простий приклад, да? Меня там зараз глядить 133 чоловіка. Більшість з вас мене підтримує. Хтось підтримує мене рублем, скажем так. Ось ви за мною стоїте. Хто пише становші коментарі, хто каже, Петрухін, дякую, ти крутий. Петрухін молодець. Петрухін, на тобі банан, на тобі, я принесла тобі гэтых. Ну вот вы за мной стоите. И если, например, я там куда-то буду, типа, за меня проголосует 128 человек, я скажу, вот, я представляю этих людей, и перед ними я буду нести отказность, потому что яны меня обрали, яны меня стоять. А их даже никто не обирал. Их неким чином так здарилося. Я в огуле до сих пор этого не могу понять, что литовисы, значит, назначили Светлану королевой, и она там подтянула каким-то образом вечерок и всю эту группу людей незразумелую, и они там створили симбиоз грантовый, и ось яны на этом качаются. И когда вот мне говорят, у вас есть бумаги, что Лебедька на грантах, у меня нет бумаг, что Лебедька на грантах, у меня их не должно быть. Просто Лебедька должен, на мой взгляд, просто рассказать, и не только Лебедька, все они, за какой почтой яны живут, где они работают, что они имеют, где они работают, это что же интересно, если они пишут, что они пишут Конституцию, вот, давай, покажи нам Конституцию, давайте будем поразуметь. Собрали, немножко заговариваюсь, потому что идут красивые люди кругом, вот, и я там мысли теряются, вот, и тогда понятно, что это понятно. Так, Светлана сколько получает? Ага, вот эти, литовцы, так, Лукашенко дал 15 тысяч ей, литовцы там, вот это все там как бы понятно. Но все равно должны же быть результаты. Это вот определяет. А поскольку их никто не выбрал, им вообще все пофиг. Ведь, на мой взгляд, они абсолютно антибелорусские. Они не про Беларусь вообще.
вообще, совсем. Хоть они и научились разговаривать для там, доноров своих там, на белорусской мове. Яны будуть розмовляти на любой мові, вивчать любую мову, хоч там африканську, тільки би, коли будуть отримувати за це нейкий профіт. Їм все одно на якій мові розмовляти. Це моє міркування, максима яно жорстковато. По какому закону он обязан? Слушайте, да, формально он не обязан. Но мы ж кажем про демократию и про доверие. Швед, я цалком згоден. Я пролетел, и добро, что вы меня поправили. Он не обязан. Вот. Но он как бы не может тогда себя называть политиком, потому что они же говорят, мы политики, мы представляем белорусов, мы представляем группу людей, мы там адвокатуем их интересы. Окей, політики у демократичному світі, який ми всі будуємо, я сподіваюся, да, яны справаздачні, яны декларують свої доходи, за що яны живуть, да, маёмасць декларують. Тільки з гэтым, да, перед ужондом польским цалком с вами согласен. И поэтому отсюда возникает питание, так коли они не обязаны, так чего тогда они нас представляют? Коли они нам не розповідають, що вони роблять, які рішення приймають, що вони, так чого тоді вони нас представляють? Это, да? Так нафиг они такие нужны? Принцип-то только в этом. Ну, и вы совершенно правильно там меня поправили. Абсолютно согласен. Про Прагу до правды мало кто понимает, особенно в офисе, который уютно устроился за границей. Ведаете, блин, ну, Петрухин, дякуйте, круто. Вот это да, дякую. Да, профсоюз называется «Едность», да. Так, что-то я хотел тут ответить. Ну, я только, мы же сегодня как бы про демократию говорим, про демократию. Ось глядите, я, наприклад, так само не повинен был, поважаний швед, справоздачиться перед, ну, меня там попросила это Иван Шила, хотя он такой вообще непонятный левый. Ну, меня как бы, левый для меня, я имею в виду, абсолютно левый. Вот, и этот, как же, Карпушова. Сколько тебе там дали грантов? Я им полностью расписал, я тогда был членом Координационной рады, сколько мне дали, значит, фонды, сколько мне дали люди. И я не считаю это чем-то для себя унизительным или неправильным. То есть, если я член Координационной рады, и вы, люди, хотите знать, ну, вам интересно, сколько я получил помощи от фондов, пожалуйста, я не вижу в этом никакого криминала. Это для меня это абсолютно легальный вопрос. Хотя я им отчитываться никому не должен. Вы понимаете, про что я говорю? Но я публичный человек. И даже сейчас, когда я не член Координационной рады, я публичный человек. И я считаю, что если будет запрос, и меня попросят показать там мои декларации, да я покажу, вообще мне не вопрос. Если, например, там спросят, откуда моя машина, я тоже сказал, откуда моя машина. Ее купили американцы, белорусы Америки. Спасибо им большое. Я научился лучше ездить по-взрослому. Понимаете? И в то же время, когда, например, я спросил Неровича, сколько он зарабатывает, он сказал, я отчитываюсь перед польским ужонтом Скарбловым. Все ответил абсолютно правильно. Разницу в подходах понимаете? Он тоже был членом Координационной рады в тот момент. Но он ответил так, его право, и он полностью прав. Ему Координационная рада, как он сказал, ничего не платила, поэтому он не считает нужным передо мной отчитываться. Солнце надвигается на меня страшной волной.
читаю ваши комменты, Севры. К примеру, наш профсоюз на самофинансирование. Блин, я не знаю, швед, ваш профсоюз, как бы, поэтому, ну что я скажу. И есть организации для самофинансирования. Кстати, потом что-то вылетело из головы. Так, Жорик, што зразумелі пасля 2020 года пра Беларусі і лёс далейшы? Ці зразумелі ўвогуле асабліва у Беларусі, хто застаўся? Это да мяне пытанне? Ну, окей. Што я зразумеў? Я зразумеў, што, ну, в прынцыпе, мне падаецца, што я пра гэта ўжо казаў. Я зразумеў, што белорусы, не хочу там накидывать, но реально крутая нация. И у той год было такое мощное объединение, что я нават не могу сказать, что типа, ну, не могу сказать, что там это было там зря, не зря, понимаете, да? Мне кажется, что это было не зря, хотя наступства, которые прийшли потым, да, тут уже как бы, конечно, пытание, потому что я пишу, что люди, короче, смотрите, что хорошего было, что мы зразумели, как бы, хто мы, и зрабілі там нейкі крок наперад у сэнсе становления нации. Некоторые кажут, что тады сформировалась белорусская нация, некоторые кажут, что нет, еще что у нас там предстоит какой-то момент, я думаю, что да. Вот. А что касается потом, что наступило, люди просто, смотрите, белорусы, я, как бы сказать, белорусы как бы во многом, на мой погляд, призвычаились до того, что нехта вырашае их проблемы. Ось. И яны з задавальненнем как бы скидывают свою отказность, отдают тому, кому не потребно. Ну, то есть, я не хочу сам отказывать, а так зручно, коли ты отказываешь. Я думаю, что вось это все-таки засталось, потому что зараз настолько видовочно, кто такая эта культура, кто такая Тихановская. Но я кажу, что я вельми, как бы, с одного боку, я вельми шкадую, что в той час я оказался у турме. Ось, шкадую, что я не выехал и не смог нормально працаваць, потому что блогеры, СМИ, якія павінны былі задаваць пытанні, яны гэтага не рабілі. Ни Шапаров, который, ладно, ни там этот, кто там еще, ни Масловский, никто. Но это павінны былі рабіць СМИ. Я так здараўся, што яны нічога не рабілі. Ні Белсат, ну, про нашу Ниву, просто промолчу, это кринжатина, ни Зеркало. Ось. И я, как бы, поэтому шкодую, что меня посадили. У той час я нічога гэтага не бачыў і не мог, как бы, быць у цэнтры падзей. Потому что, ну, я не ведаю, чтобы там рабіў Кабанаў, ён на той час быў нармалёвым чалавекам, магчыма, калі б нас не пасадзілі, мы з'ехалі, магчыма, мы б да гэтага, ну, я так хочу думаць, хаця гэта, конечно, так выглядае крыху смешна, да, што... Ну, зато вы самі бачыце, што такое наши СМИ, яны себе показали цалкам по красоте, і пытанняў зараз да іх ніякіх няма. Ну, з кропкі гледжання, ну, все ведаюць, хто яны такія там, да, і ніякіх няма ані сумневаў, ані чого. І што нас чакае у будучыні, на жаль, думаю, что мы наўрад ці вернемся. У мяне наконт гэтага вельмі дрэннае прачуванне. Я думаю, что будем помирать за бугром. Будем помирать за бугром.
Потому что тогда были такие настрои, что вот люди сидят в тюрьме, да сейчас выйдем, там сейчас нас освободят, да все пофиг, все горит, там, да, сердце, я имею в виду, сердце горит, там, голова горит, там, белорусы невероятные, там, адвокаты приходят, рассказывают, ты думаешь, вау, что творится в этом свете, что творится в этом свете, и это, ой-ой-ой-ой, и думаешь, что я не доеду я до этого, до турмы не доеду. Там постоянно все приходит себе эту скаргу писать. Ну, скаргу напишу, да, пока скаргу мне ответят, то меня уже все придется вызволять, да, там. Потом скарга скончилася, полгода прошло, год прошел, год сидишь в тюряге, думаешь, ну все, в этом, до лагеря не доеду. Доезжаешь до лагеря, все. И уже в карантине уже разумеешь все. Дело труба. Тогда я зрозумел, что все. Обложили нас, обложили. Ось. Ну и, конечно, вельми мне шкода людей, что поверили тым людям, яким верить было нельга. Но все просто были тогда пьяные от поспеху. Не был, как бы на воле не был, но так я думаю, что все были пьяные от того и думали, что Лукашенко спужался, и мы зараз нам отдасть уладу. А он прочухався и все зробил. Но и тут же самое головное, тут же самое головное, что и тут можно было супротивстоять нормально. И тут можно было, и если бы Тихановская организовала все эти ее дорадцы, многолетние грантососы для Петьки, если бы яны зорганизовали самое простое, допомогу людям, да, там яна была, там я чул там и направо, и налево, усім там. Если бы, вы ж разумееце, калі людям усё добра тлумачыш, калі люди табе давяраюць, ты просто можна было сплаціць дыаспары, просто сплаціць менавіта гэтай дапамогай. Я ж памятаю, як за пару дзён, яшчэ был 23 год, уже было шмат скептыкаў, я тады яшчэ не. Людям назбіралі паўмільёна еўра, которые зніклі там невядома куды. Ладно, я ж сказал, я не ведаю, там скралі их или нет, но я так думаю, что по гэтым грошам ёсць пытанні. Я там их расследовал, я адказаў не знайшоў. І вось там быў такі чыста лукашэнкаўскі заступ. Паўлюшенко і Свердлаў, яны абмяркоўвалі, што усе грошы, вядомыя людзі Беларусі, типа, которые сумленныя, яны іх подлічылі, і все яны дайшлі до фондаў. Ну тогда яны дайшлі до фондаў, гэта правяраецца. Все б'ёт. А потом, куды яны дайшлі, вообще невядома. Я не кажу, что допомога некая не оказывалась, но ясности нет. Ясность повинна быть. Ясность – это довер. Нет ясности – нет довера. Вот. И гэты довер постоянно руйновался. Постоянно. Сливами. Возьмем этого Гайко, да? Возьмем потом Перамога. Что там, кажут, что постоянно, это то, что я ведаю, кажут, постоянно нечто такое было. Людей арыштовывали, людей, закликали за мяжи, выходьте на баррикады. То есть, сидишь и тут, людей просить, каб яны выходили под дубиналы, да? Это нормально? Это нормально? То есть, это
Это отказные политики? Ну, конечно, нет. Это просто прыстасаванцы, которые переследуют свои цели. И что? Сказать, что гэта яны памыліліся, что так они памыляются ўвесь час. А насамрэч яны не памыліліся. Гэта им просто пофиг. Им просто пофиг, что вот, ну так получилось, ну и что там, ну это же, ну должны же быть жертвы, да, как этот Добровольский, да? Должны же быть жертвы, ну а что, мы ж на войне, бля? Ну так ты стань жертвой, ты посиди, попробуй. Потому что если ты настолько как бы неспогадливый человек, да, не эмпатичный, что ты мимоходом говоришь, что парочка судеб там кого-то арештовали, то есть это ж ты показываешь, какой ты, ну это ж, ну, вот так я думаю, что ничего доброго нас, карацей, не чакае в этой теме. Все убито, и самое главное, что на дадзены момент убита вера людей, вера в справедливость, вера. И вот приклад стоит, вот вам убитая вера в справедливость, да? Сергей Петрухин, человек, который подтвердить вам там на Берастейшине, отстаивал правы людей, допомагал, снимал репортажи, который, выступал там супраць гэтага завода, тады вось пачалі, ціснуць моцна, который отсидел там, да. Ну и вот, и что? И что? Эти, фоткают меня с окна, а потом выкладывают, что я какие-то акции делаю с подружкой Лебедько, батька, который там спонсировал ее партию, что я какие-то акции делаю против Тихановской. Ну это насколько, да вообще, как это можно придумать вообще? Я не понимаю, как они это вообще придумали, сопоставили. Там даже этот Леончик тоже написал, да вообще капец. Вообще не понимаю. Это, конечно, сумно. Сябры, выпью водички и протягнем. «125 человек в нашем чате. Огонь. Мартыновой нет, не бачил. Слушайте, вы прикалываетесь или вы забыли, что Мартынову отлучили от ДМСилов? Памятаете? Ёй поляки заборонили уезд в Польшу на 10 годов. І скажу шчыра, мяне гэта рашэнне цалкам падаецца нармальным. Ну, сябры, зноў жа, это толькі маё меркаванне, потому что я лічу Мартынову человеком, скажем так, негодным. Яна працавала у СМИ, на каком-то радио, працавала у рашаўскіх выданнях газетных, тропы ветеранов организовывала, ну такая типа Казарцева, да, вот. И работала на телебашении с Гигиным. Там у Гигина была такая передача, я забыл, как она называется, все время, я сейчас забываю. Там, знаете, как робили? Каратей снимали проблему человека. Ну, например, человеку продали, со мной как было, меня позвал человек, который купил некачественные силиконовые блоки. Он говорит, я построил дом, а он развалился. Вот, они его позвали. А я тогда не смог с ним поехать или что. И потом на этой передаче они просто его развалили, показали, что он дурак. Понимаете? То есть не то, что были блоки бракованные. И вот в этой передаче она, по-моему, работала с Гигиным.
если не в этой ссоре, но, по-моему, в этой. Ну, фотки, что они там в студии в одной, по-моему, это эта передача. Они разваливали, показывали, что белорусы дураки, типа, вот, решаем проблему, а потом кажут, да это ж вы там его не так хранили, не так клали, не тем раствором. Понимаете? Вот так. Так что то, что Францкевичу Алексею поляки заборонили, значит, въезд на 10 лет, это он со Львова, значит, ему заборонили въезд на 10 лет. Ну, мне это кажется таким собі, потому что тільки я бачу за його працею, отсушиваю, все він там працює з білоруською діаспорою. Ну, мой погляд, цілком годний чоловік. Вот тут как бы я не... На, старый, нам тут принесли бусики. Ну ты ж сам едешь, я есть и не могу, бо у меня будет вся борода у соусе. По-моему, я не жабки. Ты поешь, они пока горячие. Можешь съесть 2, потом... Этого зажигалки не будет. Окей? С пивом. Ты ж пиво не пьешь. Ось працюю, старый, уже 3 годины 33 хвилин. Идем каратей, как этот. Рекорд. Да. Мне сказал твой это, Сюди, ідіть сюди, погомоним. я вот их запомнил. Ідіть погомоним. Слышишь, я когда они выйдут, я у них спрошу. Тут меня одна девушка фоткала. Тут меня одна девушка фоткала. Не, я говорю, тут просто такая тема, я не знаю, бачите вы ці ні? Зоопарк некий. Не, они уже отвернулись. Короче, там что-то смеялись, там снимали меня. Вот. Подходила ко мне тут девчонка, одна меня снимала. Вы ж бачили, ну некоторые бачили, там залишаю. Я кажу, ты подойди, поразмовляю. Мне не о чем с вами размовлять. Ну такая дивная там. Я с вами, кажется, размовляла пару год тому, и мне с вами не о чем размовлять. Я ей не памятаю, но как-то непонятно. Все ясно. Старый, зачем она меня снимала? Я думаю, чтобы сдать КГБ. Нет? Так, ладно, я пойду, короче, уже стану на ту сторону, не на ту сторону, в тень. Я в тень не пойду, старый. Я ж еще вот этих вот челиков поймаю, ну не поймаю, а Козлов не остались. где? Козлов меня избегает. Я ему тоже вопрос задам, если что. Я что-то не могу, понимаешь, ко всем подходить я тут не могу, потому что скажут, ты мешаешь, понимаешь? Сказали, не мешать, все, стой. Може, що принесся? А не старый, не треба. О, слухай, старый. Слухай, мне тут еще это есть. Мне 2 банана принесли. Що мені все забирати? Набирай, может один съесть. Ось. Уже прибирали. Кого? О, я скажу прибиральник. Короче, занеси, а я скажу прибиральник. Хорошо? Хорошо, ладно, все. Сябры, 5 хвилин. Схожу. Технічний перепинок, да. Так, я сейчас посмотрю еще, сколько у нас тут этого батарейки. Я не зверю, не знаю. До лекции я найти выбор. Бояться уйти.
Старый, стоим, короче. Просто плохо, знаешь что? Просто плохо, сябры, плохо, что я не бачу ваших комментариев, понимаете? Все заслеплено в экране, заслеплено все. Там паспорт, да. А ты занеси ее в машину. Ладно? Там паспорт. Дай я не слалаюсь, сейчас, сябры, я соберусь с мыслями, что-то тут вообще такая жарень, я в шоке. Не, старый, там это близко к входу, понимаешь? Нет, потому что там я всех пропущу. А тут я уже, кстати, не знаю, какое интервью снимаю. Смотреть уже тяжело. Ну, в смысле, картинка меняется постоянно. Ну, ляхай, сюда же выходит спокойно. Ну, слушай, а там где есть? Ну, они тут как-то выходят курить. Ну, давай. Так, все, зараз, я покажу тут, что мне написали. Так, вот спрашивают у меня в Телеграме, там хоть прохладно, у меня дико жарко. Так, окей. Где Христина? Добрый день. Нормально. Нормально? А у вас? Не вельмі добре, але живем. А, так, коли, в смысле, у особистым сенсе? Ну, і особистим, і як-то державним нашим. Ні, ну держава у нас нема, а слухайте, Ліза, що ось ви думаєте на конт того, як от ми будуємо демократію, коли чоловік, який критикує офіс, чомусь не може пройти і задати питання. Мені подається, що коли, наприклад, я там заблуждаюся, це ж вельми легко просто мне все потлумачить на видео и показать, что мои аргументы, они неправильные, тем больше там такие выбитные, разумные люди. Слухайте, ну тут питання, звісно, формату, тобто це ж конференція, якби не тільки для вас, як на ваші питання відказувати, так? То треба, я думаю, що це, до речі, добра ідея, зробити вам свою таку, видите, конференцію, де б вам на всі ваші питання відказали. Ні, это не так. Я ж кажу про... Нет, тобто вы лежите, что это, ну, допустимо, что... Нет, ахулом я не лечу, что допустимо, что вас не допустили на конференцию. Я лечу, что это неправильно, это правда. Нет, я просто кажу как бы не в моменте, а в общем, что не обязательно мне тут что-то объяснять. Не, ахулом неправильно, это правда. Ваши попередні годі так само не пустили, а ви ще і делегатом Координаційної ради були. Так само лечу неправильно. Ну так, а як ви думаєте, ви поэтому розстроєні, що в державному плані у нас дренна справа? Да? Ну, тобак, ну все дренно, да? Ну, може не то, що дренно, але стагнація вже доволі шмат годов. І, ну, быццам би гэта, конечно, сумней робіць усю ситуацію. Тобто не зрозуміло, як вже з її викарабкуватися, коли ти так шмат годов топчешся в одному тому роботі. А як ви думаєте, чому так? Чому так? Ну, занадто шмат чинників, тому я не вірю. Ну, а які чинники? Наприклад, самий основний чинник, чому ми у такій ситуації? Ось основний чинник. Ну, гэта будзе спрашчэнне, разумееце, калі я тут Ну, пачну. окей. Ну, галоўны чыннік — это Лукашенко, конечно.
канешне, Не, чаму мы слухайте, такой сітуацыі. Давайте, Лукашенко жыве ў сваёй дзяржаве. Ну, это неправда, ён там Ну, я- транснацыянальныя рэпрэсіі, гэта на ўсіх уплывае, там усіх бацькі, нейкія сёстры, ведаеце, браты. Карацей, мы ўсё роўна, у нас даволі моцна жыццё з Беларусі звязана, і агулам тое, што мы апынуліся ў той сітуацыі, якой апынуліся, гэта ўсё ж такі дзеянні Лукашэнкі. Окей, а хорошо, Лукашенко, у нас есть як бы свой урад, ну скажем так, да, что он робіць, каб змяніць ситуацию? Потому что если бы урад был такий, як я, который никем не финансуется, зразумела, урад финансуется. Где вынікі, чаму нічога не адбываецца, і вы кажаце, што стагнацыя? Я з вами цалкам згодны. Ну, ёсць вынікі, мне там таксама яны можа не падабаюцца, не ў тым сэнсе, што гэта вынікі там дрэнныя, так, яны не выконваюць свае KPI. На маю думку, яны хутчэй проста, ну, мне не падабаюцца тыя стратэгіі, якія яны абіраюць, так, але гэта іншая праблема, то бок я там у Координаційнай радзе, у тым ліку для таго і працую, каб іх стратэгіі змяняць, іх падыходы змяняць, так, пакуль гэта такім рэжыме расшырэння акна Авертона, так, але агулам я таксама незадаволеная, але толькі таму, што яны якраз з намі, з Координаційнай рады, з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, не тое, каб кансультуюцца, не тое, каб яны гатовыя проста ўспрымаць крытыку мяккую ці нават больш жорсткую. Проста людзі не гатовыя. Я разумею, чаму гэта некамфортна, так, ты там прыходзіш рабіць сваю справу, а табе тут замінаюць, пад рукі лезуць, так. Але я не лічу, што я лезу пад рукі, я лічу, што я з гэтымі людзьмі раблю адну і тую ж справу, так. Таму не вельмі прыемна, калі на цябе слухаюць. Ну вось, глядзіце, понятно, мы робім одну справу, я же тоже раблю справу, так? То есть я раблю справу, потому что я освятляю то, что не освятляют СМИ. І падымаюць тыя пытанні, якія яны павінны падымаць. Таму што, напрыклад, если мы робім Белпол расследаванне ў дачыненні Лукашенка, а чаму мы не робім расследаванне ў дачыненні Зарэцкай, Сахашчыкаў, плана перамога? У нас же нет таких гэтых. Але просто, ну, як бы тут на вагі трэба пакласці, так, там тыя прыступленні ці ўчынкі, так, гэтых людзей, якія вы зараз пералічылі, ну, трошкі яны розную вагу маюць, правільна? То бок, ну, мне там Зарэцкая зразумела, не вельмі зразумела чалавек, не зразумела, як яна трапілася. Я кажу про прынцып. Я не кажу, што... І даже мы можем прыбраць Лукашенко. Не все ж расследаванні робяцца ў дачыненні Лукашенко. Ну, ці людзей, які датычныя да рэпрэсій. Окей, а чаму вы лічыце, што тых, которых наших, про іх нельга расследаваць? Не, я не лічу, што нельга, ну, і не лічу, што там трэба забараняць, ці трэба абавязкова гэта расследаваць. Ну, чому нема? Ёсць про Зарэцкую шмат написали материалов. Ну, там, написали, ну, про меня тоже шмат пишут. Тут написали, что я кажу про расследование, про нормальную працу СМИ. Не, СМІ таксама, як бы пасля там, ці падчас нават, падаецца, там, гэта ж пачалося, яна ішла ў выніку якраз працы. Забыли про Зарэцкую, я кажу там про другие фигуры, про Мельникова. Вот чему у нас не было слухання по Мельниковой? Ну, не зразумела, што слухаць, Сергей. Ну как не зразумела? Ну, не зразумела, А как вы лічыце, Павел Латушка павінен был сысці пасля гэтага пролёту ці не свайго? Ну, я лічу, што там ён мусіў, на мою думку, панесці значна большыя рэпутацыйныя страты, так, чым ён панёс, не ведаю, там, ну, я не буду казаць про тое, суподзіць ці не суподзіць, гэта ўжо ўнутранае пытанне арганізацыі. А ён пацярпеў рэпутацыйныя страты? Ну, я думаю, што нейкія так, але вельмі незначна. Ну, яму ўсё роўна. Ну, яму ўсё роўна, гэта ён проста такі чалавек, ведаеце, моцны, яму ўсё роўна, на што там людзі думаюць, гэта ўжо іншае. Але агулам там, ну, ён панёс нейкія страты. Ну, а мы ввогуле дэмакратыю будуем ці нешта іншае? Ну, я не дэмакратыю. А што? Ну, там, ліберальную рэспубліку, давайте так. Чакайце, я не палітолог, а ліберальная рэспубліка і дэмакратыя это не то? Не, ну, дэмакратыя для мяне, у усялякім разе, ну, шмат для каго, гэта ж пра прынцып прыняцця рашэнняў у дзяржаве, так? То бок, гэта пра тое, што шырокі маса людзей мусяць мець права удзельнічаць у прыняцці рашэнняў, агулам там рознага ўзроўню і так далей. Для мяне ліберальная дэмакратыя гэта хутчэй нават пра там дэлібератыўную дэмакратыю, так? То бок, дзе людзі не проста мусяць хадзіць і аддаваць свае галасы за нешта, нават калі яны там недобра ведаюць, за што яны галасуюць, супраць чаго яны галасуюць, у чым яны агулам удзельнічаюць. А, ну, гэта пра падыход, там, гарантыі, па-першае, свабодаў, правоў людзей. Гэта не абавязкова робіцца праз дэмакратыю или з яе дапамогай. І, ну, хутчэй такія прынцыпы дэлібератыўнай дэмакратыі, дзе ўсё ж такі грамадства не толькі ў прыняццё рашэнняў такое
уцягнутая, але хутчэй нават у абмеркаванні гэтых рашэнняў гэта нават значна больш цяжкая канцэпцыя насамрэч для рэалізацыі ў дзяржаве, але мне падаецца, што гэта якраз гарантуе, што людзі не будуць проста бездумна хадзіць галасаваць, так, ці нешта такое, яны будуць сапраўды удзельнічаць ва ўсіх узроўнях прыняцця рашэнняў, у тым ліку сабе адукуючы іншых. Ну хорошо, а вось дадзеная канструкцыя, якую мы маем за мяжой, гэта што на ваш погляд? Ну гэта, дарэчы, даволі падобна на дэлібератыўную дэмакратыю, як па мне, але толькі ў тым сэнсе, што у нас проста даволі маленькая група людзей, мне падаецца, так? Ну наш же шмат, наш же за мяжой шмат. Так? Але так, але гэта ўсё яшчэ прасцей, як бы вось такую мадэль, дзе шмат людзей уцягнутыя, так, розныя працэсы, абмеркавання, ўсё такое. Гэта прасцей арганізаваць, таму што у Беларусі там умоўна 10 мільёнаў, 9-10 мільёнаў. Ну, канешне, на такім узроўні значна цяжэй такую мадэль агулам арганізаваць, але і тое магчыма. Але мне падаецца, што вось такія канферэнцыі, я разумею, што вас не пускаюць, але у вас вось ёсць свая платформа, ведаеце, дзе вы можаце расказаць. Не, гэта вы зараз уходзіце ў бок, гэта как бы насамрэч гэта вельмі дрэнна. Таму што я, напрыклад, в такой, как вы сказали, делиберативная демократия. Я не хочу жить в такой демократии, потому что мне она нагадывает режим Лукашенко. Где люди думают про то, что чым яны удзельнічаюць? Нет, где люди живут так, что нехта типа з элит, да, з эстеблишмента вырашае, кто правильный. Нет, это ж не так. Нет, чакайте, кто правильный, кто неправильный, кого пускать на конференцию, кого не пускать. Ну, это ж так выглядае. Ну, зараз сённяшняя ситуація можа так, але я не вельмі як аптымістка ў сэнсе людзей. Я не лічу, што ўсе людзі ў свеце добрыя, так, ці мусяць быць добрымі, ці нешта такое. Прычым тут гэта? Я пра тое, што проста ёсць пэўныя людзі, якія вось супраць вас, вы разумееце. Але ж гэта ж не значыць, што ўсе людзі супраць вас. І калі б была, можа, нават нейкае галасаванне, можа, вас дапусцілі б да гэтай канферэнцыі. Какая-то демократия. Это ёсць дэмакратыя, калі людзі там могуць аддаваць. А почему эти люди должны голосовать? Почему именно они должны голосовать? Кто за них? Кто пришли на конференцию, чему я не Нет, вы кажете, кто-то будет голосовать за тебя. Почему это они должны голосовать, войду я или нет? Ну, глядите, я тут могу, конечно, распавесці, як арганізоўваецца мерапрыемствы, але галоўным арганізатарам з'яўляецца офіс Святланы Ціхановскай, яны могуць выставіць пэўныя межы асабіста. Да, так? Правильно. То есть они принимают решение, кто рукопотискальные. Так. Але, поверьте, шмат людей за гэта асуджае, потому что там, напрыклад, зараз у зале, я не буду называць імёнаў, ёсць людзі, якія, для мяне дзіўна, што яны там знаходзяцца, а вы тут знаходзіцеся. Я б хацела хутчэй вас там бачыць. Не, Лиза, мы ж кажем, что мы будуем. То есть вы кажете, что это нормальная такая у нас система, да? То, что... Ну, вы по одним прикладе вырашаете за ўсё, разумеете. Подождите, год тому, то вот калі тады была помылка, а яна была вельмі такой, тады я был еще... Яны ее не поправили. Так, а вы кажете, что я что-то какой-то один выпадок беру? Ну, конечно, але гэта один выпадак, у сэнсе выпадак з канферэнцыі, так, агулам. То бок, вы ж былі часткай каардынацыйнай рады, вы маглі прымаць удзел там у напісанні, рэдакцыі, прапановах і ўсім гэтым. То бок, агулам ваше права ж ніхто удзельнічаць у дэмакратычным руху не абмяжоўвае, але я згодная, што прыклад гэтай канферэнцыі, вашага недопуску, гэта дрэнны прыклад і дрэнны сімптом того, што адбываецца. Ну так, то есть то, что у нас как бы режим только не такі зубасты, как у Лукашенко. Ну, я не буду гэтага. Я не лічу, што у нас режим. Потому что хто заўгодна можа прыйсці, хто заўгодна можа сесці і не трапіць у труму, напрыклад, так, не пазбавіцца. Это тому, что только нету Тихановской, у Латушка нет магчымасці. Были в Автозаке то и самое. Ну, не буду загадваць. Нет, тут параўнанне цалкам трапнае, а яны не такія, тому что іх магчымасцей няма. А вось калі магчымасці былі. А что вы скажете наконт того, что учора Бабарыка вельмі классно сказал, и была такая реакция клёвая, что самое галоўнае пытанне, якое меня зараз турбуе, это то, что люди ў Беларусі нас просто не абяруць. Ну, гледзяш, конечно, куды, але гэта, падаецца, такая даволі старая думка, што калі зараз будзе нейкая пратэсная абстаноўка, так, зноў у Беларусі, то, конечно, яна будзе рабіцца людзьмі з Беларусі, як гэта там было раней амаль заўсёды. Наша задача тут, конечно, калі такая сітуацыя здарыцца,
дапамагчы гэтым людзям, але дакладна не спадзявацца, што мы застанемся лідарамі на тым жа ўзроўні з тымі людзьмі, якія там нейкія змены, напрыклад, прынясуць у Беларусь. Для шмат каго, хто зараз у палітычным эстэблішменце, як вы кажаце, сёння знаходзіцца, для іх пры вяртанні ў Беларусь, так, і пры ўдзеле ў нейкіх электаральных кампаніях, ім, хутчэй за ўсё, прыйдзецца будаваць сваю палітычную кар'еру нанова. Я з гэтым змірылася, мне нармальна, так, я вось сапраўды тут знаходжуся, хутчэй, каб досведу набірацца з розных крыніцаў. Я добра разумею, што калі ўсё ж такі я траплю ў Беларусь і захачу будаваць сваю палітычную кар'еру ў Беларусі, там новай дэмакратычнай і гэтак далей, што я там буду пачынаць так, як пачынаюць, напэўна, большасць людзей там з мясцовых саветаў і гэтак далей. А як вы думаете, яны лічаць сябе такімі, типа, што, сейчас же будет, типа, окно магчымасцей, і мы просто прыйдзем, все, і будзем рабіць, как будто нас абралі? Я думаю, што шмат хто так лічыць. У тым ліку, ім прыйдзецца, хутчэй за ўсё, быць абранымі ў нейкі момант, просто яны хутчэй думаюць, што ў іх ёсць тая падтрымка, тая вядомасць агулам, так, а пачаму яны думаюць, што яны там будуць абранымі? Калі мы кажам пра дэмакратычны нейкі строй, так, яны мусяць быць абранымі. У сэнсе, што яны мусяць прайсці праз працэдуру выбараў. Праз працэдуру выбараў, таму што то, што іх абяруць, гэта не факт, таму што тут жа шмат пытанняў ідзе. Я сёння абяцаў гледачам, што не буду казаць пра грошы, пра справаздачнасць. То бок, што паміж, напрыклад, палітыкамі і людзьмі ёсць сувязь, так? Давер. Калі няма празрыстасці, няма даверу, і людзям аб'ясняць, што вы зрабіце гэта, там падцініце, а мы тут будем жрать паэлью в Мексике. Понимаете, про что я говорю? Не разумею. Я паэлью в Мексике не жрала. Нет, я ж не вам кажу. Вот прыклад вам, да? Я просто не ведаю, а вы про некого конкретного кажете? Да не важно, довер. То есть, смотрите, нет справоздачности, нет доверу. И какие люди будут... Вот мы сегодня размовляли там с Сашей, он говорит, никто воярам не хочет помогать. Я говорю, 6-й год идет, сколько было сборов? Сколько денег ушло, вообще непонятно куда. Але збори робили не Демсіла Шагулом, хоча й мілітарні організації. Люди робили збори, так, людей робили збори, і від того, що нема справоздачі в відкритому доступі, а їх нема. Ні по марафону 23-го. Слухайте, я глядел марафон. То, что они привезли деньги там у некой перечислили, я ж этим займався. Так робиться справоздача. Все, окей. Так робиться, щоб нічого було не зрозуміло. Это ж фінансова справоздача. Фінансова справоздача – это лічби і переводи. Лічби, да, лічби. І в лічбах я нормально розбираюся. Так ось, я ось питаюся, хто пойде за людьми, до которых нет довера? Я не ведаю, то бок, відаць, у гэтых людзей ёсць пэўны давер ад іншых людзей. Ад якіх? Я не ведаю. Нехта там, ёсць людзі, які падтрымліваюць дзеянні офіса Светланы Ціхановскай. Гэта не толькі супрацоўнікі офіса. Сколько іх людзей? Я не лічыла, не ведаю. У нас няма просто, разумееце, у нас няма сацыялогіі ў замежжы, таму што мы не разумеем выкладку, так, дэмаграфію. Я вам скажу, Светлана Ціхановская попросила беларусаў прыняць удзел у выбарах Координацыйнай рады. Так. 2113. У 3 разы менш. Тут же можно было падтрымаць яе, показать, что Светлана Георгиевна, конечно, вы просите, мы вам доверяем, но тут гэтага не здарылася і в мінус 3 разы. Але вы параўноўваеце як бы вострае з гарачым, разумееце? Таму што там, я зараз можу трошки добрыць іду, але як прапаноўвалася рабленне гэтай кампаніі, так, агулам у Координацыйную раду, то бок Светлана Ціхановская заклікала 1 раз, і гэтак далей. То бок палітычныя кампаніі просто так не адбываюцца. Гэта просто дрэнна зробленая праца, гэта як бы трошки пра іншае. Па-другое, у нас ужо не настолькі мабілізаванае грамадства, як яно там было мабілізавана ў 20-м ці 22-м годзе. І відавочна, што каб нават тых людзей, якія проста пасіўна назіраюць за дзеяннем Светланы Ціхановскай ці іншых палітычных лідараў, каб іх заклікаць да пэўнага канкрэтнага дзеяння. Нават і яшчэ там шмат людзей гэтае дзеянне
лічаць, што ім будзе нейкая пагроза, напрыклад, так, ад уладаў Беларусі за удзел у гэтым дзеянні. Ну, гэта доўгая, гэта там не праца, якая робіць за месяц. Ну, ты не можаш за месяц патлумачыць людям, понятно, чаму тебе агулам трэба прыняць голас. Ну, мы маем право вынік. голоса. В минус Ну, 3. То есть 6 тысяч это вынік- тоже ни о чем. Но тут вынік просто за 2 года в 3 раза меньше. Это показчик. Это серьезно как Ну, бы... конечно, так, все меньше людей утягнуто. Это только показчик того, что просто все меньше людей утягивается у То есть довер есть, демократичної довер до Светланы есть Ну, и до нейкі- офиса, я а могу- люди могу- не хочут. Я могу представить, что ён ёсць нейкі пасіў, на тым сэнсе, што там людзі размаўляюць. Но мы не можем его вымерить. Поэтому не, мы это можем, не... але просто гэта будзе не рэпрэзентатыўна. Ну, добра, апошняе пытанне. Павінны справаздачыцца перад людзьмі людзі, якія арганізоўваюць гэты мерапрыемства. Ціхановская, кабінет, за што яны жывуць? Ну, я лічу, што так. То бок я справаздачуся штомесяц перад сваімі супортарамі. Ну, Я ведаю, што шмат арганізацый так робіць, то бок просто штомесячныя справаздачы, там, на што пайшлі грошы, і што ты агулам рабіў. Вы зараз кажаце пра ініцыятыву, так? Ну, я зараз хутчэй пра сябе асабіста, тому што у нас тут няма ні спонсораў, нікога, так, я кажу пра сябе асабіста, то бок калі я... Хаця вы не абязаны гэта рабіць. Ну, не абязана, але ну, там людзі мяне падтрымліваюць, нават калі гэта не вельмі значныя грошы, то і мне не складана напісаць раз на месяц справаздачу, што я зрабіла. А чаму такой супраціў ідзе ад Ціхановскай? Вось, напрыклад, у апошнім інтэрв'ю з Лукашуком, вось, ён заместа того, каб спросить, как нормальные СМИ, где справаздачы, ён это пераводзіў у такі цирк. Кажуть, Ціхановская скрала 400 мільёнаў, Хаця так... іншае пытанне просто. Ну, не, ну правильно, то бок, ну і гэта вось, чаму так сопротивляется Ціхановская і все астатнія, вось, нормальному, демократическому и, как-то вы говорили, делиберативному методу? Я думаю, что это звязано хутчэй, ну, з агулам, што яны, канешне, пад значна больш за значна больш назіраннем ад беларускіх спецслужбаў знаходзяцца. Я думаю, што яны просто сабе небяспечна. Не, секундочку, вы меня не так поняли. Меня интересуют грошы ініцыятывы. Не, я разумею, но агулам гэта ж людзі, які працуюць у ініцыятыве, так, і калі мы кажам пра тое, што там ёсць людзі, які працуюць у офісе, напрыклад, і я так разумею, што ёсць людзі, які працуюць, ну, не публічна, так, не з'яўляючыся там на фатаграфіях і так далей, і ім просто можа стацца некамфортна. Плюс, канешне, калі ты працуеш з грошамі донараў, я не ведаю чаму, але некаторыя донары не хочуць, каб рабіліся такія справаздачы. Я вось не ведаю чаму, гэта як бы іншае, але я там таксама супрацоўнічаю з іншай арганізацыяй «Моладзевы блок». І вось у гэтым годзе раней мы рабілі, калі ў Беларусі былі яшчэ такія публічныя справаздачы по таму, колькі грошаў просто там атрымалі, што рабілі гэтак далей. І я так разумею, што ў гэтым годзе яны таксама збіраюцца зрабіць такую ўжо справаздачу фінальную, якраз каб даць прыклад дэмакратычным сілам і іншым арганізацыям, што ну, няма нічога бруднага ў гэтым. У тым ліку. Не, ну просто же вот ад гэтага ж ну і ўзнікае, ну, недавера, то што где грошы, если поступаюць, ну как вы не ведаеце? Ну мне просто мне не вельмі як это, я як бедны чалавек, мне не вельмі цікава пытанне грошаў, ведаеце, то бок мне там... Нет, это громадское пытанне, это не то, что сколько там зарабатывает человек там на работе, это ж грошы же бяруцца под Беларусь, люди прадстаўляюцца, што яны прадстаўляюць Беларусь, декларуюць, мы прадстаўляем беларусаў. Только по гэтаму ж пытанню мне не цікавіць, колькі зарабатывает, колькі грошай там у светы у кошелькі. Мне это не цікавіць ввогуле, яе прыватна. А вось гэта цікавіць. Ну я думаю, што гэта і ёсць яе прыватны грош, ну ў сэнсе, што там яна атрымлівае нейкі заробак, так? Толькі ініцыятывы і грошы. То бок вас заробкі не цікавяць, толькі ініцыятывы, што не рабілі за гэтыя. Перадусім. Потому что, напрыклад, тоже ёсць пытанне, так слухайце, калі донары не хочуць, чтоб палітыкі справаздачыліся перад людзьмі, у меня пытанне так, а на кого гэтыя донары працуюць? Если яны справаздачацца перад донарамі, значыць, яны працуюць на донара, а донар можа працаваць вообще не на Беларусь. Ну, і смотрите, і гледзячы на вынікі 6 год барацьбы, цалкам легальная і адэкватная мысль. То бок донары плацяць грошы, справаздачваюцца донарам, а мы недзе в незразумелым месцы знаходзімся з разбітым цалкам даверам людзей, з разбітай верай у справядлівасць, у добро, у дапамогу.
Ну, паслухайце, я ведаю, што і вы атрымлівалі так нейкую дапамогу, і Я я ведаю атрымліваў. яшчэ шмат людзей, то бок, ну, людзі, грошы ўсё ж такі даходзяць да людзей, нельга там казаць, што агулам просто ніхто не бачыў гэтых грошаў я не кажу і гэтак агулам. далей. Я не кажу агулам. Просто это как у Лукашенко. Ну мы же ему помогли, да, помогли. Дали 5, забрали 100. Ну, конечно, я ж и не казал, что гроши там не доходят вообще. Просто одному вставляют там зубы за 10. Ну, такую інфармацію ви вже наўрад ці разумієте. Это Кабанов, я знаю точно. Второй момент, а второй чувак приезжает с рюкзаком, ему дают 300 евро, и до свидания вообще. Ну, я тут так ужо такія размеркавальна-грошавыя пытанні, я не вельмі моцна пагружаная. Не, мне не цікава, я просто не працую з гэтым. Людям это цікаво. Ну... Люди гэта бачаць, люди бачаць несправедливость, да? И люди бачаць, например, Миколу Дядка, с которым пытанне не закрыто, а он ездит по конференциям и там нечто говорит, какие-то Дивная мысли. ситуация. Да. Люди, которые меня называют говноедом, ведут панели, меня не пускают задать вопросы. Вообще непонятно. СМИ, которые должны задавать вопросы Светлане, которые я задаю вам, просто лагерные СМИ, просто обслуга. Снимают меня с окна, говорят, что я какие-то тут организовываю с этой с конопатской подружкой Лебедьки мероприятия. Вообще мне так прикольно. Я не успел вчера, думаю, что за фигня, что за компания. И это печатает Еврорадио, которое тоже живет на гранте. Ну, понимаете, что это, ну, блин, как по мне, так это вообще, ну, полный зашквар, вот честно. Я уже на эмоции немножко перешел, но такого не должно быть. И демократии никогда не будет вот с этим всем. С такими СМИ, с такой Светланой, с такими дорадцами, министрами не будет, ну никак. Потому что люди-то не дураки. Это мы можем жить в своем пузыре и думать, там, а ладно, там, это фигня. Но люди-то видят все, и люди не донатят уже. А зачем было собирать на марш 3000? Ну, это я не ведаю, так само. Небольшая любительница марша огулом. Не, ну подождите, вы неправильно отвечаете, вы как неправильно бы спрыгиваете вы спрыгиваете с темы. Типа, меня это не касается. Вы в Координационной Раде. Так. Зачем делать сбор на то, что польская... Не Координаційна Рада робила збор. Ну, що ви... Ну, ваше меркаванне, зачем Ну, напевно, собирать там деньги? там нейка сцена буде, напевно, треба ж арендувати гэта ўсё. То бок я, ну... То есть это нормально, да? То есть... Ну, агулам на нейкія масавыя мерапрыемствы збіраць грошы, канешне, нормально. Ну, это меркование Лизы Прокопчик. Я лишу это цалком ненормально, потому что какая там сцена, что туда забрался Латушка и сказал то, что... Ну, якая ёсць, якая ёсць. Лукашенко в Гаагу. Ну, магчыма. Ну, слухайте, не першы, это не Латушка першы гэта сказаў. Шмат гадоў гэтым жывем. Лиза, дзякуй за размову, дзякуй, что вы подошли. Все. Ну, сябры, ось это была Лиза Прокопчик. Лиза, а яка у вас там зараз посада у А ніяка, я ж прийшла. Просто вы... Так, я просто... Это с молодежного наступа. Лиза Прокопчик, скажу вам, что, ну, не ведаю, то ли потому, что мы земляки, то ли потому, что я чулливый, эмпатичный человек. Ось, подошла, поговорила, ну, бачите, широ розмовляє, відказує на любые питання. Ось, мені відкритість завжди подобається. А ви будете на камеру розмовляти? Можете розмовляти? Да. Бачите, стану в тіньок, що Ви нас так само будете такими провокаційними питаннями? А какими? Давайте вот тут встаньте, чтобы я не снимал там людей. А какими провокационными питаниями? Нет, а чего они провокационные? Останьте, пожалуйста. Давайте. Здравствуйте. Так, а представьтесь, вы кто? Меня зовут Виктор Баранов, я являюсь журналистом и политологом. Я пишу и работаю для таких западных изданий, как Transitions Online, Новая Восточная Европа, Новая газета Балтия, и для литовских изданий тоже работаю. А вы живете в Варшаве? Нет, я живу в Познане. Познань. Меня зовут Лиза, я старшиня с полки белорусского братства. А, мы с вами познакомились год тому. Да, вы знаем. Ага. Ну, слушайте, давайте тогда поразмовляем, ну, про, вообще, как бы, про наши СМИ. Вы же ведаете, что есть там наша Нива, Зеркало. Ну и представляю, да, есть какие-то знакомые, которые там и про демократию. Ну как вот вы ставитесь за того, что меня не пустили в эту залу, а СМИ вообще даже ко мне не подходили, ничего не спросили. То есть это проходит уже другий год запад.
У минулым году я был шельцом координационной рады. И меня не пустили. Сказали, что я там представляю там некую беспеку. И что я представляю там некую беспеку. Хотя, ну, на мой взгляд, кого тут писать, не надо там, ну, просто там в очках пришел и всех снял. Ну, к примеру, вообще все знают. Вот, а в этом году, ну, отрымовывается, ну, то и самое. І ось я думаю, ну, яку тоді демократію ми будуємо, коли люди вирішають. Я просто вас немножко, извините, я не понимаю, вы и Лизе адресуете питание до ты сама? Нет, и Лизе, и нам, мы же не представители. Про СМИ. Да, если бы, я бы с удовольствием вас пустил и послушал, да, вам поснимать. Ну просто, ладно, тогда... У них есть своя политика, это же вопрос к организаторам. Мы же не организаторы, Да, мы выступаем за то, чтобы всех можем, пустить вообще. да, как мы можем отвечать за то, все. за то, чтобы пустить? Виктор, я понял. Типа я там задал тупой вопрос, я перегрелся, я там... Нет, давайте так, тупых вопросов не бывает, давайте... Варто було б от розміжовувати адресатів. Ну да. Вот такие вот питання, хотя б задавати представникам СМИ, которые так ходят. Это древно, що вони самі не підходять до вас, але я думаю, що їх можна тут вилучити, їх відрізняють бейджі і їх бачно здалека. А вообще я трохи ведаю вот эту історію, чому вас не пустили минулим годом. І там, наколькі я ведаю, це було не рішення організаторів, це було рішення Ахови, яка організувала. Принаймні, так мені сказали, і якби тоді трохи інша ситуація, коли це не була Ахова. А як вас не пустили гэтым годом? Чому? Ну, я написал запит, мне отказали, что нема места. Я вчора пришел, мне кажут, что мы приняли решение вас не пускать, потому что в прошлом году вы нібито там были погрозой там кому-то, ну, на неким там мероприемстве. Вот, и все. Я это записал, выложил в это. Мы пришли, чтобы вас послушать вживую. Мы к вам спустились, чтобы вас послушать вживую. Вы предложили задать вопросы на камеру. Мы не отказываемся с вами разговаривать, мы не отказываемся. Ну, окей. Я просто, вы сказали, я думаю, что про что вам задавать? Я не знаю. Я не знаю. Нет, ну про журналистику. Пожалуйста. Про журналістику, коли, наприклад, сродки масової інформації, да, Єврорадіо там і всі там остальні, да, коли вони не задають питання нашій демократичній тусовці, ці можуть вони називатися незалежними СМІ. Тому що питання... Вы, я так понимаю, имеете в виду, что они не задают какие-то конкретные питания? Яны кажется, послухайте, вось было это, а где справоздача, вось было то. Павел Латушка, можете доказать, что, например, узбуджена криминальная справа? Дайте, коли ласка, папера. В этой праці абсолютно нема. Коли вы звертаете увагу на працу наших незалежных СМИ, вы не можете не убачить, что яны вельми часто перапошваюць повестку Белты без анализа. Понимаете, то есть они просто перепечатывают и нормализуют, узаканивают режим Лукашенко. Вот в Пружанах новогодняя елка, смотрите, как красиво. И они не пишут в той же статье, а в это время сидят люди, которые за свою идею сели в тюрьму, вышли тогда на площадь. Подождите, я вас немножко не понимаю. Такие издания, как «Зеркало», как «Белсат», что они публикуют о людях, сидящих в тюрьме в Беларуси? Нет. Они постят только о елке? Нет, подождите. Да, я так само бачила шмат артикулів я немножко вас не понимаю. Постоянно про людей, які потрапляють під кримінальні немножко І тут далі, вот у меня одразу питання до вас, можна. А що для вас незалежне видання? Ну, тобто, в моїм розумінні, чим відрізняється, наприклад, наше нове Белта, це те, що Белта фінансується режимом Лукашенки, і, якби, коли нема фінансування з боку власних структур, то це незалежне видання. Я единственное, что могу вам сказать, как человек, работающий в разных изданиях, в разных СМИ, в каждом издании издание очень сильная роль. Я не знаю внутренней кухни Белсата и Зеркала. Я просто вот говорю вам со своего опыта, вы уже там принимаете, не принимаете, это ваше дело. Издание рознь. Каждое издание имеет свою редакционную политику. Редакция в одном издании даже в западном, кардинально отличается от другого.
Ни одно издание не может охватить, к сожалению, 100% всей информационной повестки. Поэтому я всегда призываю людей, читайте разные вещи. Читайте Белсат и смотрите ваши стримы, чтобы охватить картину. Ни одно издание никогда на 100% информационной повестки охватить не может. И, конечно, если вы можете найти в любом издании какие-то пробелы в информационной повестке. Поэтому я призываю людей, читайте разные СМИ. Вот что я могу сказать. Это из моего опыта. Ну, я понял, но все-таки не докрутил я по поводу перепечатывания. Ну давай, это не объясните, единичный давайте случай. я дослушаю. Это системное перепечатывание. То есть на страницах, ну, например, нашей Нивы, очень часто перепечатывают рекламу Машенского, что он, значит, перестал выпускать сливки, зараз он выпускает перешел на молоко. Потом его хвалят, что он, значит, дает Полбрестской области работу. То есть представьте людям, которые там сидят в тюрьме или которые в Беларуси, это читать. И этого много, и оно подается вне контекста. Этого очень много. И я знаю, что это не это было не 2 раза. Это постоянно. Соболенко. Каждую неделю Соболенко. И какой у нее чувак, какая у нее ракетка, когда у нее соревнования. И это идет постоянно. И вне контекста. Вот это. Вот. Плюс они не задают, вы говорите, пробел в повестке, они не ставят острых вопросов вообще никогда, Светлане. Вопросов много. По финансовым скандалам, по сексуальным скандалам. Никаких вопросов нет. Эти вопросы задает СОТА российская, например, подобного плана, делает анализ. Они вообще не делают. Я вам скажу, что Реформбай, значит, Саша и Федя, они назвали своих зрителей говноедами, в эфире, этот эфир есть, потому что те почитали анализ Белты насчет Стрижака и задавали там пытания. То вот они это не расследуют, не печатают, а за то, что люди посмотрели соты, типа, которая якобы вражеская, поэтому они их так назвали. Вот такая вот ситуация. А какие вопросы белорусские СМИ? Вы так еще просто все складываете в корзину. Белорусские СМИ, которые разные. Белорусские демократические силы, которые разные. Есть отдельный офис кофе с Латушкой, есть отдельный офис вопросы. Виктор, все белорусские СМИ... А какие темы? Да. Вы, я так понял, с правоздачей. Да, с правоздачей. Потом тема, значит, система помощи политзаключенным, система помощи людям, которая за 6 лет не разработана вообще никак. Помогают человеку, который является медийным, например, мне, когда я выхожу из тюрьмы, а неизвестному солдату могут вообще ничего не дать, или дать $300 и 2 дня шелтера. Понимаете? И это сплошь и рядом. И об этом они не говорят. Я тут могу трохи відказати, тому що я трохи з цією тематикою працюю, наприклад. Справаздача, я не беруся казати, що так ёсць насамрэч, но з таго, што я бачу, справаздачнасць адносна дапамогі беларусам, яна вельмі складаная, потому што калі вы хаце, напрыклад, ведаць імёны, каму гэта ўсё пасону, конечно, ім не будзе лішнім. І вот гэта менавіта рызыка выцечкі асабістых дадзеных, яна, ну, гэта вельмі ўразлівая тэма. І па гэтаму складана даваць падрабязную канкрэтную справаздачнасць па дапамогі. Тоже, калі даюць шэлтер на дзень, на 2, а не там на месяц, як некаторым, гэта таксама залежыць ад шмат якіх абставін. У кожных шэлтерах у них свае рэгламенты, напрыклад, у нашым можна трапіць на месяц, калі ёсць месца. А калі месцаў няма... Во Вроцлавскім? Да. А раньше было 2. Гэта залежыць ад таго, па якому троку праходзіць чалавек. Калі гэта палітвязень, да, можна трапіць да 2 месяцаў. Калі гэта рэпрэсаваны чалавек, то можна атрымаць дапамогу на месяц. Аднак, калі месцаў няма, то зноў шэлтер не трапіць. Аднак можна вот предоставить там на день, на 2, например, какую-то койку не у покое, не где-то, например, в коридоре, где есть место. Ну, тогда это будет на короткий термин. Так само для того, каб трапіць у шэлтер, трэба праходзіць пэўную верыфікацыю. Верыфікацыяй займаюцца не самі шэлтары, не арганізацыі, якія гэтыя шэлтары абслугоўваюць непасрэдна, а вышэйшыя структуры, ну, якія больш падрабязна займаюцца верыфікацыяй людзей. Што тычыцца справаздачнасці, ніколі няма пытанняў да прозвішчаў. Это вельмі проста зрабіць без прозвішчаў. Дапамаглі 20 журналістам такімі-такімі-то сумамі. Все.
Ну даже это треба зробити, тобто сесть, зробити працу і показати, да. Да, ну тут ми не вертаємося, а переходимо до того, що зараз, от як то, що ви вже частково обмірковували сліди, у людей нема особливої цікавості до політики, люди не заангажовані, нема кадрів, нема ресурсів. Наприклад, у спілки білорусів Росова так само величезні проблеми з кадрами, і ми поэтому не можемо повноватися займатися всією нашою діяльністю, тому що просто нема рук. Потому що вся праця виключно волонтерська, ми за це не отримуємо ніяких грошей і займаємося виключно вольний від праці, список життя час. І коли постає питання зробити справоздачу ці оказати реальну підтримку, то у таких випадках перевага дається оказати реальну підтримку, чим оказати справоздачу. Я не кажу, що ми винавіти так працюємо, але часами... Ну ви розумієте, що вас нельзя порівнювати ваші можливості і ваше фінансування, либо коли вот с этим финансованием, с финансованием этих людей. А про СМИ я хотел сказать, потому что я переконаний в этом. СМИ это пятая, четвертая влада. Четвертая влада это контроль политиков. Это никто не отрицает. Нет, Виктор, вы просите меня, я такой эмоционный чел, и как Всё бы хорошо, это хорошо. просто вы, может, думаете, что я там агрессивный. Не, я просто сейчас подзавелся и как бы и не завсёды могу так выдохнуть. И вот это как бы великое питание. И вы кажете, что СМИ разные. СМИ, они не разные. Вот это все СМИ, про которые мы зараз сказали, Белсат, хтось у большей, хтось у меншей ступені, яны залежать від донорів. І яны залежать від Світлани, тому що яна для них просить гроші, а чим яна казала у ефірі. І коли яны не будуть робити того, чого вони хочуть, яны будуть так, як я. А я вам скажу, що я мав можливість отримати грант від Франка. І до того моменту, в один момент, ми к этому шли, і я просто передумав, тому що я зрозумів, що гэтага робити не треба, я зрозумів, хто я. У тракції гэтага, понимаете? Ось і все. А если бы я взял грант, я бы повинен был быть, як усі остатні блогери. Мені подається, ви трохи не ведаете гэтага дакладна, і, может быть, вам варто было бы взять грант и пройти этот шлях до конца, как вы могли с уверенностью указать, как працует эта система. Я хочу взять грант, но только не от Франы. Не с Франыком, понимаете? Я не хочу залежать там от этого инфопойта. Я как бы шукаю можливості взять грант. Я гэтага не ховаю. Но мой грант – это справоздачність і сумленна праця. То, що я роблю зараз без нічого, я буду робити за грант, і я завжди справоздачусь перед людьми. І я задаю їх питання, які їх турбують. Не так, как что я придумал, там, что мне надо. А у меня так само до вас з'явилося питання. Вот вы кажете, что белорусские так званые незалежные СМИ за счет своей разностайностью вымушены підтримувати кабінет і Світлану Тихановськую, інакше яны застануться без финансования и тоже будут стоять вот так на улице под конференциями. А может быть, все допускали вот такую думку, что яны щиро могут підтримувати все-таки. Даже если они широ підтримують кабінет, треба робити свою працю. Праця СМІ – це контроль і задавати питання. Можна підтримувати. А где это написано, что праця СМИ – это задавать питания? Это контроль, а контроль – это питание. СМИ – это контроль. Контроль чиновников – это питание, конечно. Как будто бы контроль чиновников – это все-таки громадская супольность мусит к этому заниматься, в том лику там незалежные НДА-организации, все такое. СМИ, про СМИ. А что СМИ? Печатать про Соболенко? Я как бы немножко не понимаю. Да, навинно. Почему коли некое видание позиционує себе як навинне, то оно не мусит, не обов'язано виходити по замежу. Я розумію, але яны все были революційними. Еврорадио – это революційний был канал, той самый Белсат. Да, но часы изменяются, и это нормально, что изменяется. Значит, надо сказать, что тогда не надо про политику робить, понимаете? Почему? яны... Вот мы будем показывать вам перепечатывать. Да. Новины генерозные, яны про Соболенко, яны про... Не, вы так лічыце, гэта ваша... Я лічу, что СМИ – гэта оборона людей от неправды чиновников. И это тормоз для чиновников. То есть, понимаете, что это сдерживающий фактор. Потому что нормальные СМИ, они копают, раскапывают и показывают. Смотрите, про того же там, я смотрю, например, польские СМИ, как там говорят про Навроцкого. Я вам скажу, что яны просто очень грубо там даже
его называют в своем семье, понимаете? А мне они говорят, что я грубый и токсичный. Ну ми ж не можемо порівновувати польський контекст з білоруським, тому що там вельми можна розрізняти. І польський з білоруським СМІ ми так само не можемо. Нет, ну СМИ порівновувати можна завсёды. СМИ повинно бути. Потому что коли СМИ обслуговує вузкую группу людей, это не СМИ, это лагерная медиа. Я лічу, що гэта, ну, моє меркаванне, что это, наверное, просто конкретная выбранная метавая аудитория больше, чем лагерная концепция. Вот у іх метавая аудитория такая, яны ведаюць, яны на яе працуюць, яны ведаюць, што яны хотят читать про Ракетки Соболенки и про Тихановский. И яны это роблять. Ну, как бы есть же аналитика. Не, ну если им грантодатель дает гроши, чтобы яны репостили Белту, тогда вопросов туда понятно, тогда это не СМИ. Понимаете? Вот и все. То есть тогда не нужно себя называть СМИ, как они называют. Треба ж ворога ведаць у твар. Чому бы часами не перепечатать, как бы заставаться у контексте того, что важен контент. Важен контент. Когда ты печатаешь без контента, это нормализация режима. Когда ты не рассказываешь, что это такое вообще. Ну слухайте, вот у меня есть так само приклад СМИ, які займаються аналітикою і прям вельми, ну так, часами розжовують добре своїм читачам, як треба глядеть на ситуацию, як, ну, подают ее по-своему. И это Белта. Вот вам СМИ, которая подает аналитику. Может быть, не для всех СМИ увогуле треба займацца вот гэтай аналітычнай працай, потому что люди самі мусяць скласці сваё меркаванне. Яны мусяць паглядзець просто на факты, якія ёсць. Вот факт такой, я не казал про аналитику. Что... Нет, вы казали яшчэ раней. Не про вот... факты. Так самое главное, публикуем факты. Публикуем факты. Вот факт Павел тым, Латушка что... заробіў вось гэта, глядзіце. А ён кажа, што ён прадстаўляе беларусаў. Гэта не сумяшальныя рэчы. Вось факты, вось Павел Латушка. Ну, а вы сами робите вывод. То есть, да, я хотел. Я боюсь встревать в ваше слово. Нет, я... Как журналист, да. Что ты скажешь? Спасибо вам большое. Я не согласен с вашей интерпретацией белорусских СМИ. Мне кажется, вы передергиваете, запихивая всю их работу в перепощивание бел. Дайте я скажу. Я понимаю ваше недовольство, что вы, наверное, не охватываете действительно 100% повестки. И поэтому я призываю и ваших читателей, и ваших слушателей, тех, кто вас смотрит, тех, кто вас наблюдает, читать разные СМИ, в том числе и вас, но не только вас. Это важно. И последний вопрос. Это вы задали очень тяжелый вопрос. Он несколько лет в моей голове существует, потому что буквально 2 месяца назад я писал материал про Беларусь, конечно, про Беларусь в контексте войны в Украине, и в том числе затрагивал вопрос белорусских доброохотников, которые вернулись. Это чудовищно, что людям не оказана систематическая помощь, что люди вынуждены собирать деньги на зубных, на врачей. Это чудовищно. Мы бы все очень хотели, чтобы на эти вещи шло больше ресурсов, больше внимания, больше возможностей. Есть много сфер, есть не только эта сфера, есть очень много сфер, куда бы мы хотели направить больше ресурсов. И на обучение белорусской молодежи за границей, поддержку, чтобы больше людей обучалось. Мы хотим и поддержать белорусских врачей, белорусских учителей, которые приезжают. Есть много тем, куда бы мы хотели с удовольствием, было направлено больше ресурсов. Я знаю много людей из офиса, и, наверное, и за это я благодарен вам, нужно задавать им вопрос. Но эти люди, которые там работают, они все-таки, это часто очень неблагодарные, те, которых я знаю. Люди работают очень много, не за какие-то космические большие деньги. Им нужно высказывать претензию, им нужно помогать, как вы правильно сказали, журналистика — это тот самый хомут, тот самый поводок для власти. Но нужно понимать тоже, в насколько специфической ситуации мы находимся, с ограниченными ресурсами, с ограниченными денежными и человеческими ресурсами. Поэтому это тяжелый вопрос. Поэтому я вот призываю вас работать еще больше, но и быть чуть более... Смотреть шире, может быть, смотреть шире, не складывать
усе яйки в одну корзину и размножалось Да. И конкретно не писать, что питание белорусские на СМИ — это перепощивание Белты и все. Можно провести, я думаю, что прям полновартостную аналитику и за месяц взять какой-нибудь СМИ, поглядеть, сколько там было перепостов Белты, и вывести эту статистику тым ліку на ваши каналы, потому что есть уражение, якое складається у вас от того, что вы читаете, и у вас, может быть, вока уже натренировано чапляться за такие речи. И покуль вы там не выпишете это все на Окей, давайте папер, тогда зробимо. то это будет подаваться, что там ого-го, сколько перепостов, а окажется, что там их 5, ну вот яны просто вас Ну, зашпилили не на себе. 5, не 5. Если б про 5, я бы это бы не зауважил. Окей, давайте тогда с вами... Пойдем тогда. Это самое. Большое Дякую вам спасибо. вам Дякую. за Дякую. розмову. Дякую. Дякую. Ну окей, тоді стойте тут. Сябри, сподіваюся, нічого себе, 20, дякую за донат. Сябри, ну, як вам розмова, напишите, ох ти, ще 12. Сябри, дякую за активність. Підійшов ко мне чоловік, зараз нужно порішати з ним питання, порозмовляємо. Не хоче показуватися на камеру. Зараз я води поп'ю. Давайте поглядите, коли ласка, пока поставлю вам хороший пейзажик. Так, сябры, ну все, я карасей вызволился. Человек. Так, ну что, я так до тенька добрался. До тенька добрался, никто меня не прогоняет. Так, сябры, так, я ще раз дякую за допомогу. Уже больше не треба, у нас уже гроши есть на дорогу назад. Все, как бы есть, дякую. 130, ничего себе. Сябры, слухайте, я не бачив, что это был за журналист. Блин, он там представился, сябры. Любовь зачетна Сергею Нокаут. Дякую. Так, повестка белорусов на сегодня: нет системной работы ОСТ по решению политзаключенных, по помощи политзаключенным, отсутствие отчетности. Так, ахаха. Ну, почему? Просто что, я не ведаю, мне подалося, как бы, ну, нормальные там люди там так бачать ситуацію. Ось, а гэту дзяўчыну я ведаў раней, яна на минулым, калі я стаяў тады, год таму, яна мяне запрашала падысці да беларусы Вроцлава, там гэты тусовки. Ось, поверили Тихановская, сидели 5 лет. Сейчас, сябры, я сейчас соберусь с мыслями, что-нибудь еще выдам, потому что тут же еще будет награждение от Никиты Забуги, его орденами. Вот. Ну что зробишь, бизнес есть бизнес. Вот, все, карате. Так. Все, сделаем Америку снова сильной, или как там? А?
Вялікай. Зробім Америку знову вялікай. Сябры, бачите, не пустили, значится, мяне на конференцию, и я думаю, что Джеди Венсу и администрации Трампа это вельми не сподобается. Потому что Трамп всегда прав, понятно? И тут он увидит, как демократия, принципы демократии были распяты и брошены под ноги. И кто это сделал? Это сделали наши белорусские, свежеиспеченные, не могу назвать их демократами, люди, которые притворяются, выдают себе за демократов, а насамрэч з'являються звычайнымі лукашистами. Звычайными. Нормально сказал? Вспоминаешь, в театре проработал. А? Борщину? Что он всегда прав? Нет, так это... Не, я ж как бы подлизался, чтобы они когда поглядят, скажут, все, наш чувак, давай его на курсы языка. Давай его давай его к нам в Америку, пусть учит язык и будет все типа трак-драйвером. Тем более, что права сейчас он сдался уже в ЦЕ. Да. Так, сябры, ну я, конечно, упевнений, что не убачить нічого, ні Венс, ні Трамп. Ось, ну ми сьогодні з раніці нормально порозмовляли про промову Венса на Мюнхенській конференції. Вельми добре порозважали про демократію. Не веду, що може по другому кругу пойдем, потому что я думаю, что люди зменяются, а я вам скажу зараз, какая повинна быть панель. Панель Беларусь... Так, это была холера, ну что я так туплю? Так, это была, удаляем ее. Окей, так, и сейчас у нас, ну, бачите, у нас, я лишу, что сегодня вообще эфир как бы чики-бабони, потому что и с Лизой поговорили довольно шмат, и поразмовляли зараз, и 137 человек, там, наверное, ух ты, а сколько у них треба глянуть? Так, панель у нас такая, так, вот, сейчас как это, ну, сюда перетащу. Так, панель сейчас у нас ведет Алина Ковшик, я так понимаю. Короче, я смотрю, что людей как бы совсем мало. Как-то так все, кто-то с сумками, уже там Северинец пошел на вокзал, я видел. Раз, два. Колька только тут. Лолита. Кстати, мне один сябра оказал, что-то там доколупался к этой девушине, там 16-годовой. Я наш, как бы, возраст согласия есть, что ты лезешь там в эти дебри нравственные, закон есть закон, вот. И кажется, а вот на то, что он там ее оболгал, то, что он сказал там неправду, которая потом всплыла, ты поэтому не ударил. Ну, я думаю, что может быть и так, может быть и не ударил. Травма, ну, Коля тут, короче, и все нормально. Працюємо дальше. Так, какие-то неприятности у пацанов видели, да? У пацанов неприятности, сябры, неприятности, стопудово. Попросили документы. Не знаю, что он там кинул, то ли бычок, потому что не понял я, короче. Ну, я не буду это снимать, потому что наша конференция, мы все-таки серьезные глядачи. Так, панель... сейчас панель Быковского, да? Да, что-то мы уже сбились немножко с курса. Это мы, может, уже простояли, и уже новая панель началась. А сколько часу вообще? Полтретьего, да? Полтретьего. Вот, панель Быковского. Немагчыма зрабіць. Да, сябры. Я бачыў, значыцца, ішла Катя Андреева. Вельмі карацей учора
сухо со мной она поздоровалась, хотя мы с ней знайомі, виделись особисто, сустракалися у студії Белсата у 2017 году. Вельмі вона мені подобалася, і зараз подобається. Вельмі вона хороша журналістка, і така відважна, і пригожая, ось, і розумна. Ось. Но я з нею поздоровався, то вона як-то так, знаєте, вспомнил. Была в ней даже холодность мила, да. Ось, ну, думаю, насильно шмил не будешь, но я думаю, что она так зробила, потому что я написал вельми длинный комментар под ее комментаром, который тишився вибора ось тут, ось зараз. Кому служить мамоні чи сумлінню? У Сміта мисті чи куди? Видите, ось то, что я не хочу оправдываться, я не скидываю все как бы СМИ в одну корзину, хотя лишу, что, ну, я под увагой маю, что не все перепрошують. Не все перепрошують. То есть, ой, дякую велике за донат, Олеся Онтансінді, дякую велике за підтримку. Ось. Блин, поблагодарил и забыл, за что там было, за... Сейчас я гляну еще Powerbank собрал. Не, у меня еще тут есть. 28, все нормально, идем. А то и целое. Да? Так, давайте посмотрим, что у нас. Так вот, и там, значит, кому там, ладно, забыл я, не буду говорить, потому что забыл я про этот пост. Она там написала комментарий, что типа я буду выступать на панели, так что это значит я не права. У кота, по-моему, да, кот про это упоминал. Вот, и я написал, что Катя ла-ла-ла, надо делать выбор. И если, ну, я просто с таким посылом, что коли хочете, возьмите на вооружение типа этот пост, может он вам поможет определиться. А если нет, если вы уже определились, то вас уже ничего не спасет. Так, тут вот написала Марина Адамович. За життя я бачила усялякое. Это был, я так понял, ее пост. Мало чому здзіўляюся. Але калі спадкаемца некалі надбуйнейшага незалежнага беларускага СМІ з-за мяжы бярэ на сябе незайздросную ролю публічнага даносчыка ў дачыненні да тых, хто ў Беларусі, не магу не пазбавіцца ад гідлівасці. Няўжо гэта рэальна называецца журналістыкай і экспертызай? Ці ўсё ж такі неяк інакш? А что здесь было? Вопрос насчет фотографии. Ну ничего себе, это про нашу Ниву написал Адамович. Я просто, что в тему, как мне пошло, прислали мне, но я не совсем как бы понял, про что идет речь. Ну, что-то, значит, наша Нива напечатала не очень, ну, как всегда, в принципе, что они там могут напечатать. Так, ладно, давайте по панели сябры пройдемся. Ну, а покуль я тут шукаю эту панель, я ж, ну, пропрацована у меня она была. Вось, хочу вам пораить обовязково, ну, кто, конечно, цікавится политикой. Вот пришла новость, Бабарико собирает команду, что такое Беларусь Network. Виктор Бабарико после долгого молчания проясняет, почему его не было слышно. Причины две, что изменилось. Ну, добро, что собирает. Он об этом сказал вчера на конференции. Вот, хорошо, что да, вот написал, короче, сегодня должен был Саша быть, да, который без ноги. Александр Кравчук написал: Сергей, доброе утро. В 11 написал мне только: с ногой проблема, не смогу приехать. Он вчера находился на этом протезе. Так, где наша тема? Конференция. Так. Это у нас какая-то? У нас уже опошняя панель, а потом будет узнагородження, не?
Кстати, сегодня, значит, на площади Коперника белорусы будут кидать тапки, ну, типа там такая замануха, принести на площадь тапки и кинуть, типа, тапки и кошельки, гаманцы, портфели, да, и, типа, это будет символизировать, что, типа, то же самое, что в отношении Лукашенко, вот, и то же самое, что в отношении до Лукашенко, и то, что мы больше не будем сбирать тебе донаты на твои марши, что-то такого. Так. Ну, мы абсолютно не анализовали ковшик, панель. Ну, как бы я не... да, тогда же ко мне подошел один человек, второй, третий. Вот. А, Себре, как вы думаете, ну, только широ, я своє міркування сказав на конт замежного громадянства. Я тоже думал польское громадянство взять, а потом как-то подумал, блин, если я возьму польское гражданство, ну тогда как-то будет это неправильно, потому что я же белорус. Вот. Я никого не осуждаю, у каждого свои как бы резоны, но я лечу, что политики, которые представляют белорусов, ну, попросту, ну, это мое меркование, еще раз. Не судите строго, ну, не повинны быть там у других краинах, а у их же попроси поднять руки, да, все будут лес рук. Но, и поэтому я, конечно, не могу сказать, что просто это нельзя сказать, что яны там не служат в Беларуси, но мы же видим, что не служат. Не служать. Служать только самим себе и все. Так, назва белорусский народ. Блин, опять не то. Это что, тоже уже было? Сябры, я не понял. У меня стоит... Ко мне сегодня обещал подойти Денис Дашкевич, который типа хотел этих детей Тихановской, да? Блин, я не понял, это что, последняя панель идет? Быковский, ребята, мы пропустили 2 панели, нифига себе. Я думаю, что они просто спешат, там никого нет, понимаете? Потому что, ну, у меня было там, например, 2 интервью, и что? И все? Ничего себе время идет. С вот этими журналистами, с Виктором и девушкой, сори, забыл, как ее зовут, и с Полиной, с Лизой Прокопчук. Вот. Панель. Зрабіць немагчыма. Медиа, сябры. Вот мы только что размовляли про медиа. Я могу убрать этот, да? Уберу. Значит, незалежные медиа, описание вам читаю, и доследчики сегодня працуюць ва ўмовах тотальных блокировок, финансового кризису и стомленности аудитории. Галоўны выклік, як беспешна достукаться до людей внутри краины и эффективно змагацца с российской пропагандой. На панели обмяркуем новые супольные форматы працы, способы доставки информации и тое, як захаваць сувязь паміж беларусамі па ўсе бакі мяжы. Так, Паўлюк Быковский, ведаеце его, да, беларускі журналист, медыа-аналітык, эксперт у супрадзеянні пропаганды. Ну, не знаю. Працуе с проектами, меня сегодня уже назвали этот... Борис Горецкий назвал меня, сказал, слава Лукашенко. Ну, ему-то, я думаю, как раз это и подыходит. Працую с проектами Media IQ, доследует пропаганду, манипуляции, фейки и выконание журналистских стандартов. Я сразу вам скажу про фейки, да. Белорусские там СМИ, эти наши Нивы, Еврорадио, это крыніца фейков. Не ведаю там, что он робить. Чаму ён іх не вучыць сваіх сябрушкоў. Так, журналістскія стандарты. Ха-ха-ха. Журналістские стандарты. У кого? Тут есть журналистские стандарты. Может, у Белсата, которые там политзаключенных называют там, или там у Реформбая? Где? Андрей Бастунец, журналист и юрист, старшыня БАШ. Займаецца абаронай правоў журналістаў,
моніторингам рэпрэсій супраць медыя і міжнародным прадстаўніцтвам беларускай супольнасці. Сцяпан Пуціла, я, дарэчы, не бачыў, захадзіў, всех гэтых бачыў, Пуціла не бачыў. Блогер, стваральнік медыапраекта «Нехта». Праект атрымаў асаблівая вялікую вядомасць падчас вялікай беды 9 августа. Сегодня, сябры, сумная дата для Беларусі і ў той же час веселая, патлумачу потому, в смысле радостная, не веселая, что все ж таки, дзякуючы тым падзеям, которые пачаліся 9 августа, беларускі народ шагнуў шматкрочна да сфарміравання нацыі. Я так лічу, пускай, можа, гэта яшчэ адбылося не до конца, но я лічу, што гэта былі дзіўныя дні і для тых, хто сидзеў у турме, і для тых, хто быў па-за турмой. Это было, як кажуць многія, цудоўны час. Вось. Ну і прыкрае, таму што мы ведаем, да чаго гэта прывяло, і бачым на ўласныя вочы, якая будуецца дэмакратыя. Калі Сергей Петрухін стаіць пад вокнамі канферэнцыі «Новая Беларусь», его не пускаюць, таму што ён задае нязручныя пытанні. Но мы ідзем наперад. Кацярына Андрэева прынимае ўдзел у гэтай размове. Журналістка Белсату і былая палізняволеная. Была асуджана за жывы эфір з плошчы Пераменаў у 2020 годзе і вызваленая ў сакавіку 26-го. Это вельмі страшная падзея ў жыцці. Я маю пад увагай асабліва у жыцці кабеты. Это просто страшно. Ну, і сколькі там жанчын нашых сядзіць яшчэ, і как им там, конечно. Ну его нафиг. Максим Беразінскі, журналіст і кіраўнік беларускага праекта спартыўнага медыа Трибуна.com. Ну, понятно, короче. Займаецца развіццём беларускамоўнай версіі выдання. На картцы яго ўдзел пазначаны як ТБС, что значит, что удел... понятно, его, наверное, нету. И Ольга Лойко, большая любительница Машенского, его оборонца, ну и прихильница нашей белорусской демократии. Так, цікава, да, што гэтыя людзі, я не могу нічога там сказаць адмоўнага пра или там хорошага пра Быковского, ну, эксперт там, да, но ён у гэтай тусовцы, вось, і тут как бы клёва написано было, да, хто ён такі. Ён даследчык прапаганды, маніпуляцый, фейкаў і выканання журналісцкіх стандартаў. То бок, ну, тады я скажу, што спадар Павел, вы, хаця, можа, гэта і не яго, как бы, не ў яго кампетэнцыях, в смысле, не ў яго задачах вучыць наших журналістаў стандартам незалежных СМІ, вучыць наших журналістаў не рабіць фейкі, не рабіць маніпуляцыі, не пераследаваць ворагаў, ладно, непрыяцелей, крытыкаў офіса Ціхановскай, вось, і пропаганду доследуют. Ну ладно, про пропаганду ничего не будем говорить. Вот. Што яны хочуць зрабіць немагчымым. Яны хочуць зрабіць гэтыя СМИ наши незалежныя, которые поднять их с колен. Яны што хочуць, чтобы на нашей ниве написали, что немагчымае зрабіць машэнскі кошелек лукашэнскі. Яны што вось учора, я зноў жа паўтаруся, зрабілі гэтыя фотки со мной и с людьми, которые стояли каля мяне, написали, что это типа страйк, типа пикет, хотя эти люди были
самой конференции «Новая Беларусь», были там в зале, задавали вопросы. Что зрабіць? Я разумею гэтую сітуацыю так, што за грантавыя грошы зрабіць у нашай сітуацыі нармальнымі гэтыя СМІ немагчыма. Я думаю, што яны разбэшчаны в зеро. Яны профнездатныя, яны не могуць працаваць нармальна, бо яны прывыклі, як кажуць, подлизывать сектор газа, да? Надо только вовремя. Вот. Яны не могуць работаць у канкурэнтназдольным асяроддзі, і я думаю, што яны цалкам у гэтай працы згубілі журналісцкія арыентыры. Я не кажу там зараз пра ўсіх, но гэта так і ёсць. Таму што, калі, напрыклад, удумацца і прааналізаваць, напрыклад, гэтыя гранты, которые ім дае донатер, да, то што, думаеш, а што донатер вам дае гранты для таго, каб вы перадрукавалі повестку Белты тупо, типа вообще тупо вот за это вам дают гранты? Тогда какая цель у этого грантодателя? Вот. Зачем это? Зачем? А потом они, да, так само яны любяць аб'ясняць, як казаў Віктор, што гэта разныя медіа, людзям трэба розныя навіны. Ну так ладно, калі трэба розныя навіны, так пускай он гэтыя розныя навіны шукае і на Белце іх не чытаць. Он же сам Віктор казаў, што трэба чытаць як мага больш медыа, каб яны былі розныя, ну вот і все. Есть такі медіа. А навошта рэвалюцыйнаму ресурсу друковать Белту? Нет, и за это еще как бы получать деньги. Но это же круто, да? Тура Озаренок робят контент. Ну все, они себе репостят, Соболенко, Шмаленко, Чих там, ботинки на КамАЗе, зеркало. Ну, что яны хочуць зрабіць немагчымае? Гэта немагчымае, невымяральна вообще по факту этого. Оно вообще нельзя вымерить, потому что у их мэты нет. Нет мэты. Вот какая мэта? Вот сейчас они будут про это говорить, да? Я спадзяюся, потом все это послушаю, там будет шмат цікавого. А что зрабіць немагчымае? Это же просто вода водой. Что зрабіць немагчымае? Принципиально новые СМИ. Что, взять еще с Раши Today пару редакторов на Белсат поставить, там, где Казарцев есть, там, вот это зрабіць? Это немагчымае. Что, поменять засады правила работы? Набрать каких-нибудь, вот они там искали там журналистов, что журналистов набрать каких-нибудь или, ну, я не ведаю, что тут они маюць под увагой. Там блокировки у них. Какие блокировки, блин? Какие у вас могут быть там блокировки? Хотя, может, и есть. Что-то я погнал. Все. Просто на блокировке, тотальные блокировки, вельми легко списать кризис доверу. А Латушка, значит, сказал там в размове с Бабарика, она офигенно был эфир, конечно, сказал в размове с Бабарика, когда у него спросили, а вы как можете уплывать на людей у Беларуси там и вогуле на белорусов? А он таки кажа, что чё, да у меня типа там подписчиков там столько-то тысяч, у меня за последние месяцы 2 миллиона просмотров. Сябры, нагадаю вам, что многие ведаюць про накрутки, да, и вельми классно, я недавно бачыў на сайте там этой Живоглот, честные люди, значит, видосы, значит, 1000, 2, 5, ну, в основном 1000, 2 и там 400 тысяч, да. Ну, и также могу вам нагадать, вот это Юра Чудинович, здоров, не хочу там, ну просто правду скажу, значит, с Юрой Чудиновичем стримим месяц назад на Беларуси Света, у Юры, значит, 3 глядача, вот,
Через час смотрим, у него там 200 тысяч просмотров. Прикидываете? Короче, чувак код написал и все. Юра, не, ну как бы, ну прости, что сказал так. Ну это ж правда. Ну ты молодец, то есть, вот. И я думаю, что это каким-то образом делается. Ну 2 часа прошло, ну как может быть там 200 тысяч просмотров или 100, ну неважно, ну неимоверная сумма, потому что даже 20 тысяч, нет, 20 тысяч может быть нормально, типа, вот. Аудиторию там они теряют, ага. Ну вот, кстати, расповсюдживание тоже, они же там и заявы Лукашенко перепощут, они просто тупо, блядь, расповсюдживают его повестку без контекста, і це вельми важно, вельми страшная рэч. Нормалізація, перанос повесток Лукашенка, і яны гэта робяць кожны дзень. Ну вот тут еще питання, чему аудитории стомилися, вот, чему аудитории стомилися. Ну, я думаю, что, и вот от чего бы я стомился, что читать про Соболенко, читать вот эту, блин, кто там женился, у Коржа концерт, что, значит, Савушкин продукт выпускает новую сметану. Ну нахер мне такие новости, да? Ну нахер мне они нужны. Я могу прийти на Белту и все это почитать. Вот. Плюс немаловажная тема. Стомиться же можно еще от этих одинаковых тваров, лиц, да? Ну сколько можно глядеть Красулина, блядь, это Волотушка, Цыгановича, блядь. Ну просто и все там что-то они базарят. Слушайте, найдите новых людей, покажите нам новых, что у нас белорусов нет умных, или вам нужны какие-то особые белорусы. Вот. Непонятно. Вот. Какие-то делают прогнозы, какие-то, блядь, постоянные, как это называется, когда заголовок не отповедая как бы сенсу. Вот это вот страдает этот Белсат, Нехта, уже как напишут, люди же клюют, и думаю, я вообще их не смотрю, потому что конченая, реально конченая. И где-то там я собирал, но сейчас не приведу, просто не думал про это говорить сегодня. Ну, на во что мне это глядеть? Вот. То есть замануха, потом смотришь, блин, какой-то пук, в воду пук, короче. Но. Вот. Такая вот штука. То, что ведают ли редакции, то, что потребно людям у сродку Беларусі. Ну, я думаю, что Яўген Казарцев докладно ведае, ему там поведомляют азаронки, что треба людям у Беларусі, то и он такое и робить, да, разом с Лукашуком, Свердловым. Так, вопрос. Как можно померить, они ж любят доклады грантодателям давать, как можно померить реальную аудиторию в Беларуси? Ось. Ну как? Они там что-то про телеграм-каналы пишут, про какие-то просмотры, там же можно в Ютубе посмотреть, да, кольки проглядов с Беларуси ідзе. Ось. Ну, накрутить можно. Ці незалежные, вот, кстати, было питание, да, там, ці незалежные медиа, ну, залежат ли медиа от доноров и политичных структур. Вот. Калі выдание цалкам или амаль цалкам існуе за донорские гроши, то трэба ведаць, что гэтыя грошы, яны ўплываюць на грантовые, на выбор тем, ну, то, что мы казали только что. И приоритеты грантовые раздаются тем, кто выконывает темы. Ось, и тому там Кнырович там про ЛГБТ
загаварыў там аднойшы, ну, напрыклад, можа там дзесьці штосьці праклюнулася. Вось. Ну, тоже пытанне цікавае, хто і на падставе чаго вызначае павестку незалежных медыа. Хто? Ціхановская, хто? Латушка. Хто вот это все? Ну, или донары. Ну, асобнае пытанне, ці могуць медыа просто исследовать, расследовать дзейнасць офіса, кабінета, фондаў, арганізацый, з якімі яны залежаць ад адных і тых же доноров. Ну, яны вообще ничего не могут делать. Вот, на мой погляд, вообще ничего. Перепечатка — это самое такое, самое их. Ну, типа, звычайно редакции как бы делают повестку, да, но если мы послухаем былога редактора Еврорадио Кучерявого Евгена, ой, не Евгена, как же его имя? Паша Свердлов, Казарцев. Ну, вось гэтые люди, ну, там Новиков Змитер, но он как бы хозяин, он босс, вось, невядома, да? Вернее, вядома, ну, вось і бачна по контексту, да? І калі, напрыклад, Ціхановская сама казала, што до речі, Лукашуку, ось ми там вибиваємо гроші і під вас, і типу ми на ваші гроші зараз тут сидимо, у вашій студії робимо передачки. Ну, звісно, а що? Димка готовий служити за гэта. Ну, що ви б запитали у наших медіа? Сябри, які у вас є питання до їх? Не знаю. Я бы, как бы, я лічу, что их вельмі шмат помылок, и трэба гэтые помылки прибрать. Приходить мне. Так, сябры, попью я воды. Давайте перервемся крышечку, окей? — 108 человек. Нас глядите. В эфире мы... Хорошо, не прервалось. Сейчас прервется, никуда не тихо. Сегодня поедем домой, вельми жарко. Хорошо сегодня. Нагадаю, что мы у Варшаве. Это столица польской державы. Ось я вам покажу один из ее символов. Так, ну что, 5 часов мы в эфире, сябры. Ну, хутка уже конец. Зараз 3 годины. Что-то їх быстро йде. Зараз буде узнагородження. Зараз буде узнагородження. Майку мне надруковал Сергей Веромеенко. Надруковал 2. И думал я 2 використати, но використав одну. Написано специально на ангельской мове, чтобы можно было, конечно, еще по-польски написать, как поляки читали, но поляки збольшого по-ангельски разумеют. 117 уже, окей. Так. Да, сябры, яшчэ ось пра 9 жніўня, про гэтую дату хочу сказать, что белорусы
тады той, ну, 9 і далей жнівня і надалей выйшлі не за новую вось гэту недатыкальную эліту, якая вырашае, каму можна хадзіць на канферэнцыю, каму нельга. Яны выйшлі за права самім выбіраць, самім пытацца кантраляваць і мяняць уладу. І, блин, 6 год прошло, і, блядь, і што мы будуем? Мы сапраўды будуем новую Беларусь? Ці мы будуем новую сістэму сваіх? І яшчэ вам нагадаю, што вельмі добры відос зрабіў Шэры Кот, да, немножко аднясу. Вельмі добры відос зрабіў Шэры Кот, дзе ён вельмі трапна сказаў, што я выходзіў не для таго, я выходзіў, каб мы перамаглі, каб у нас была новая Беларусь, сапраўды дэмакратычная, дзе людзі вырашаюць пытанні, дзе людзей слухаюць, дзе ўлада кантраліруема, дзе ёсць нармалёвыя СМІ, а становиться как бы часткой новой системы. То есть, ну, я у Лукашенко там типа не был, да, в системе, а вот тут у нас будет новая система, я туда войду, вот, и он кажа, я гэтага не хочу. И ввогуле такой нормальный, там у него видос, гляньте, он короткий, и он тоже там зрабіў вельмі добра, расставил акценты, написал, сказал, вельмі важную рэч, якую, ну, повторил Венса, короче, прочитал, наверное, Венса, как и я, мюнхенскую речь, что когда человек помыляется или кажа неправду, яго трэба пераканаць праўдай, то бок показать ему правду, якая мацней ягоных доводов, и все становится просто, потому что правда всегда одна. Это либо так, я не кажу зараз про нейкія там суперечлівыя рэчы, а про простое, да? Вот. Снова полиция. Вот здесь лучше стоять. Не хочу заблизко подыходить до отеля. Ось, тому я раю вам поглядеть фильм, я може зброшу його в канал. До речі, підписуйтесь на мой телеграм-канал. Ось, там заўсёды, ну, калі я маю час, то бывает, как сяду, как дам там в канал, нормально, 20-25. Ну, а бывает, конечно, фрустрации, да, во времени, праца там, а бывает просто нема настрою, да. Ось так. Ну, вот бачите, пытаюся, ну, как бы тут, ну, донести вось к этому Виктору, что, ну, вот на контах этого контролю сродкаў, ну, как бы он згодны со мной. Вось. Калі існуюць там структуры, калі існуюць гранты, дапамога, все это ад імя беларусаў, то павінен быць кантроль. І гэтыя пытанні пра празрыстасць, пра справаздачнасць, это ж не атака на демократию. Это не атака на демократию, это атака на Лукашенко, например, да? Может он так восприняться. Это сама демократия и есть. Трапное, нормалёвые пытанні. Слухаю. Хотела поговорить. На камеру? Все равно. Ну давайте. С какой стороны? Да, давайте с этой. У нас уже Инна Широкая сегодня была, сябры. Еще раз. Можете стать, чтобы вам было вот это. Ну что, расскажите, что там на конференции? Ох, хороший вопрос. На конференции люди разговаривают. Я
не собиралась идти на конференцию, но оказалось, что как бы здесь будут те люди, с которыми я хотела бы увидеться. И это теперь одна из таких возможностей встретиться все вместе и в рамках реальной жизни. Потому что когда мы встречаемся все в виртуальной жизни, это как бы не всегда как будто бы понятно. То есть я понимаю, привет, это имеет форму недопонимания нас всех. Иди, если хочешь, к нам. Ну, тобто, ні, ви цю тезу вже проговорювали. Да. Ви проговорювали, що ви приїхали сюди як пообщатися, і це для вас не політичне мероприємство, а таке особисте. Ну, да, возможно, это именно так. Ну, Я много лет питаю надежду, что как бы мы из рамки постоянной конфронтации выйдем в рамку какого-то созидания. К сожалению, так не происходит. Есть очень много личных амбиций, есть как бы разный темперамент, есть разная точка зрения, есть как бы очень много всего такого, что не позволяет нам всем объединиться. С другой стороны, наверное, с учетом вот как бы опять-таки тех реалий, которые есть, наверное, видимо, объединяться нам не нужно, потому что, видимо, не пришло еще время. Поэтому вот все мои попытки, например, иллюзорные попытки объединить людей, например, пользуясь каким-то вот одним признаком, например, политзаключенные или репрессированные, или, не знаю, пенсионеры или еще что-то, они, к сожалению, не увенчались успехом. Поэтому, в принципе, я опять-таки исхожу из той реальности, которая есть. Вот как бы у меня есть те обязательства, которые я взяла на себя, то есть я представляю Ассоциацию политзаключенных Беларуси, теперь я еще представляю фракцию «Беларуси в День». И вот в рамках вот этого моих личных обязательств я как бы действую. Я не вельмі розумію, а навошта об'єдновувати людей? Яка у гэтым мета? Ну, как бы на момент формирования ассоциации у меня было ощущение, что вот этого объединения не хватает, потому что был какой-то попытка, с моей точки зрения, попытка как бы сделать очередную не горизонтальную структуру. Я видела, что это не очень актуально и что это опять-таки травматический фактор, например, для политзаключенных. Для меня это было очень травматично. И мне казалось, что есть какая-то системная ошибка, что если мы как бы не объединяемся, значит просто нужен какой-то организационный момент для того, чтобы это сделать. Так а зачем вот нам сейчас об'єдновуватися? Я ось немножко не могу зрозуміти. Как бы, наверное, у нас всех есть какая-то общая миссия, например, освобождение Беларуси. Вы даже сами сейчас засмеялись, потому что разумеете, что это насамрэч звучит смешно. Потому что я лечу ніяким чином не можем на это поуплывать. Вообще никак. Если раньше что-то еще можно было думать, даже фантазировать, там полк Калиновского, солидарность людей, сейчас об этом, когда убита вера во все, просто говорить не приходится. Это просто реально ржачно. Ну да, но дело в том, что если как бы ее как будто бы отвергнуть и оставить, то в принципе получается, что это обесценены все результаты того, что было. И поэтому надо просто понимать, что это прям очень долгосрочный проект. Возможно, он займет 20-30 лет. И это, конечно, страшно, но тем не менее надо понимать, что это очень длинные дистанции. И, собственно, если ты хочешь в них как бы идти, то ты идешь, даже несмотря на то, что это займет 20-30 лет. И сейчас это звучит смешно, возможно, через 5-7 лет это не будет так смешно для меня даже. Потому что, в принципе, я выдержу эту дистанцию. Так окей, а об'єдновуватися на підставі чого? Об'єдновуватися людей повинні єднати некие мети, огульные цели. А что тут? Как объединяться? Кого с кем? Конкретно, опять-таки, я говорю сейчас только за себя и за ту организацию, которую я представляю. Изначально была миссия как бы объединить политзеков по их травматическому опыту. То есть мы все прошли травматический опыт, кто-то больше, кто-то меньше. Опять-таки, он как будто был непонятен другим людям, потому что надо было прям тупо прямо как бы пройти этот опыт для того, чтобы его потом как бы не обесценить. И для меня Ассоциация политзаключенных Беларуси был этот как бы
возможность, когда люди говорят одним языком. То есть они спали на нарах, они как бы ели вот эту баланду, и, собственно, вот как бы по этому ну, вот уровню пониманию я пыталась их объединить. А вы- Что из этого вышло? Ну, вот как бы из этого вышло то, что вышло. Так ось ви кажете обесценить. А что можно обесценить, коли ничего нема? Ну, обесценить, например, личный опыт и уровень тех потерь, который прошел каждый человек. То есть потеря свободы, потеря здоровья, потеря как бы ментальности, потеря социализации. Это прям как бы, это не... Ну, это не как бы не пустые слова, это прямо вот часть жизни, часть как бы человеческой личности. И, собственно, очень часто это как будто бы замыливалось. Я так как бы чувствовала по себе, потому что это надо было вот прямо как будто бы доказывать, что это ценно. И поэтому вот как бы для меня, ну, это прям отдельная группа людей, а не просто объект чего-то. И мне хотелось, чтобы как бы именно было важно, чтобы к этим людям относились именно как не как к объекту чему-то, а как к людям, прошедшие потери и которые находятся в травме. Ну а чому до їх так не ставятся? Чому не оказывают допомогу тому же Кравчуку? Чому одним 300 евро, другим 20 тысяч евро? Ну, мой месседж был, он очень тоже как бы связан как бы с белорусской повесткой. Ничего про белорусов без белорусов. И вот то же самое было как бы, по моему мнению, ничего без политзеков, ничего про политзеков без политзеков. Ну и не знаю, насколько это было актуально, насколько мы смогли это продвинуть. Ну, это долгосрочно очень. Я не могу делать какие-то промежуточные сейчас итоги. Ну так звучит, что я у вас спрашиваю, почему одним помогает, а другим нет, а вы говорите, это долгосрочно. Ну, потому что как бы я на это не влияю, и у меня есть только свое личное мнение. И как бы мое мнение ни на что точно так же не повлияет. Ну, то есть вы согласны, что... Я не согласна. Нет, то есть вы говорите, что мнение ни на что не влияет. Ваше мнение ни на что не влияет. Мое мнение ни на что не влияет. Мое отдельное мнение ни на что не влияет, это факт. Ну, опять-таки, исходя из того, что я рассчитываю на свои ресурсы, на свое время, на свой уровень коммуникации, на свою энергию, я могу, опять-таки, сконсолидироваться. Так а иногда зачем? даже не с самыми приятными людьми, для того, чтобы мы в итоге получили результат, групповой процесс. Какой результат? Результат того, если- что как бы мы о политзаключенных будут говорить сами политзаключенные, не отдельные личности, а как бы группа, объединенная общими фактами. И на что это повлияет, что будет группа говорить? Это повлияет на то, что как бы наши потребности политзаключенных, они будут не какие-то как бы ни про что, они будут прям очень объектные. Ну, то есть, как бы, ну вот к человеку нужно, отбили ему почки, ему нужно как бы лечить почки. Для человека, который как бы не прошел через это, для него это не всегда актуально, он просто вот как бы воспринимает это как работу. Человек, который был в таких же условиях, он делает все для того, чтобы этому человеку помочь. Ну, это как бы очень по-человечески. То есть вы хотите сказать, что если, например, заниматься, что полізняволеними повинны заниматься полізняволенные, потому что они имеют тот же досвід и имеют... Хорошо, Да. а что это меняет? Ну вот вы занимаетесь полізняволенными. Полізняволенному этому Кравчуку не делают операцию по тазобедренному суставу. Полізняволенному Федыничу делают такую же точную операцию за очень короткий срок. И что тут, ну, о чем мы говорим, непонятно. Ну и что вы с ними Мы работаете? говорим о том, что на практике все совершенно по-другому. Например, факт того, что, допустим, ты здесь, а я там, это тоже вот та реальность, в которой мы сейчас вот существуем. Я не знаю решения на этот вопрос, но я ее фиксирую. Я фиксирую это как проблему, как задачу и как вот то, во что надо вот как бы в принципе изменить. Изменить не для того, чтобы вот как бы это было по-другому, а для того, чтобы конкретным людям было конкретно хорошо. Например, те, кто, собственно, как бы отбыл большой срок. Потому что
как будто бы люди должны выполнять потом какую-то публичную миссию, то есть, потому что это один из способов интеграции в новое пространство после вот такого долгой потери свободы. Но при этом никто не воспринимает этих людей как вот просто то, что им нужно поправить здоровье, что им нужно просто какой-то ментальный отдых, им нужна какая-то поддержка. Это воспринимается просто на уровне, как будто мы все одинаковые, а мы не все одинаковые. И для меня вот это как бы моя личная боль. Ну, то есть, если вы скажете, ну, я просто, ну, все равно я не понимаю, но если сужается финансование, тут что ни роби, толку не будет. Если люди, которые не делают справоздачности и по своему усмотрению размерковывают сродки и направляют их по своему усмотрению, и никто этого не знает, то тут изменить ничего нельзя. Тому що поки не буде прозрістості, не буде можливості зробити те, як людям оказували допомогу. І не буде можливості, тут головне зробити систему понятную. А так, что значит помогать? Ну, у меня тоже было ощущение, что существует какая-то системная ошибка, которая как бы не сделала алгоритм помощи. Через прозрачность, через подотчетность, через как бы взаимодействие понятным и простым. Но, в принципе, во-первых, занижена цифра как бы политзаключенных, и, соответственно, до тех пор, пока она гуляет сильно заниженная, то нету как бы ресурсов помочь абсолютно всем. Во-вторых, в принципе, существует какое-то несменяемое количество как бы помогаторов. Я не говорю лично ни про кого, я говорю про просто принцип, который через какое-то время просто выполняет функционал. Ну, мы прям знаем эти примеры, да, и, соответственно, этот функционал как будто бы теряет уровень человечности. И поэтому, ну, есть какие-то очень щепетильные и такие тонкие вещи, которые надо как бы изменить, поменяв систему. Ну, на данный момент, мне кажется, это сделать достаточно тяжело. Ну, по крайней мере, я несколько лет в этом процессе, и я не вижу возможности это поменять. Вы сказали про ошибку. Я знаю, как эта ошибка называется. Эта ошибка называется лукашизм. Это ошибка, это очень которая... обобщенно, но возможно, Ну, возможно, да. И что... Ну, очень странно перейти как бы из лукашизма, который в принципе был ментальным полем существования огромного количества вот прям в Беларуси, к какому-то новому как бы к новой ментальной схеме, не имея переходный период. Ну вот сейчас я считаю, что, видимо, это такой переходный период. Возможно, он как бы затянулся, но он вот прям есть. Не ведаю, я слабо понимаю, про что вы кажете. От перемены слагаемых ничего не меняется. Я думаю, что когда человек сумленный, и он будет працаваць з палізняволенымі, эмпатычны, ему не обовязково отсидеться в турме. Ось у чым справа. Вот знаете, у меня какое пытанне? Чаму, напрыклад, люди вельмі імкнуцца ось у гэтую сферу? Ось вы, вот што вы з гэтага маеце? Какие-то грошы, магчымасці? Там, ну, сур'ёзна, тот же этот хлопец, как его, Кулеша, ну что, вот он мне пропоновал в этом быть, я сказал, да ну, я не хочу. Ну и что в этом, ну оттуда ж не оттащишь, ни его, я смотрю, ни вас, вы там что-то говорите, мне вообще непонятно, что вы говорите и для чего это. И как это что-то поменяется, ну что будет там, их будут видеть, что они будут в куче что-то говорить политзаключенным, ну что, Ну, что это поменяет? Я не могу говорить за какие-то личности, кроме себя. Я могу говорить частично за часть своей команды, нашей команды, которые, в принципе, ну, мы часть группового процесса. Но я вот сейчас говорю только за себя. Для меня это мой личный вклад. Я не получаю никаких денег. Я трачу на это очень много времени и своего личного психического здоровья. Но это уровень моей компенсации перед теми девочками, которые остались в тюрьме. Ну вот это все, что я могу сказать. Почему это невозможно, скажем так, от этого так просто отказаться?
Потому что это часть травматического опыта, посттравматического вот этого эффекта, то есть это так просто, ну просто не отказаться, это часть моей жизни. Ну, я говорю только за себя, больше ни за кого. Но вы эти питания поднимали на конференции? Ну, для того, чтобы поднять какие-то питания на конференции, надо быть спикером. Почему? За поднять питание вчера вот Кравчук задавал питание, там іншие люди. Ну, мы присутствовали на конференции, наверное, 3 года подряд в разном составе, от АПБ, либо лично как этот. Я не нашла возможности как бы сделать из формата конференции формат дискуссии. Возможно, это не предусмотрено организаторами. И это тоже нормально. Как дела? Работаем и побеждаем. Работаем и перемагаем. Я хочу еще раз не конкурировать друг с другом и, собственно, каким-то образом, несмотря на все личные разногласия, находить общую цель. Ну, потому что вышедшие и уехавшие, они, наверное, проходят какой-то очень тяжелый личный эмоциональный опыт, он очень сильно отражается на поведении. И, соответственно, ну, это надо принять как факт. И, возможно, через какое-то время оно поменяется. И опять-таки... Ничего не поменяется, мы тут умрем. Ну, даже если мы тут умрем, как бы нужно прожить вот эту жизнь качественно, даже внутри действующей реальности. Не знаю, возможно, как бы, Сергей, у меня нет вот этого Не, ну прям я просто пессимиста. слабо понимаю, что вы кажете. Может, мы на разных уровнях эволюционного развития мозга, вот, но либо я перегрелся, я плохо понимаю, что вы говорите, ну как бы, ну нормально, все равно зафиксировал. Ну да, поэтому я еще раз хочу сказать, что я считаю, что, Сергей, ты делаешь правильное дело, потому что, опять-таки, любые источники информации, любое мнение имеет право быть, и это ценно, что ты доносишь свою точку зрения и анализируешь происходящее, и поэтому, ну, как бы для меня это ценно, и это то, что вызывает у меня уважение. Но это как бы не значит, что я не наблюдаю все оставшееся происходящее вокруг. Ну, в общем, вы конференцией довольны? Я не знаю, у меня нет такой оценки. Нет, наверное, я конференцией недовольна. Почему? Ну, что-то мало людей сегодня? Ну, потому что я недовольна не самой конференцией, я недовольна тем, что происходит сейчас в повестке Беларуси. Ну, нет у меня такого оптимизма. То есть у меня нет оптимизма, у меня нет, соответственно, удовольствия тем, что происходит. Конференция это не имеет никакого отношения. То есть это просто форма регулярного как бы взаимодействия людей для того, чтобы, не знаю, подтвердить вот, собственно, факт того, что вот мы есть. Мы есть. В эмиграции мы есть. И нам никто не заткнет рот. Ни тебе, ни мне, ни Миронову, ни Зинковичу, ни Тихановской, ни Франову. Это и есть демократия. Ну, я бачу, як рти затикають з полізняволеним, Ну, невідомим, возможно. которые приходят, им не оказывают допомогу, и они боятся что-то казать, потому что, коли они будут там скардиться, то им там не поставят зубы, хотя им и так не поставят. Все как бы, все как мы любим, все як у Лукашенка. Так что такое. Добре, Інна, дякую вам за розмову. Спасибо. Ты хотел поговорить?
Ну что? Добрий день. День добрый. Як ваше ім'я? Александр Ергулевич, активист з інвалідністю. Откуда? Ну. З Менську я. Давно в еміграції? 3 годы. По політиці? Ну, і по політиці, і по неполітиці. Двойной обід. Що робите на конференції? У якості кого приїхали сюди? У якості просто навідувальника конференції, як активіст з інвалідністю. Ну, розкажіть про свої ураження, що сподобалося, що не сподобалося. Ну, доволі цікава конференція. Цікава чим? Ну, я у перший раз, для мене все нове. Це ви вже много раз гэта бачили, я гэта бачу перший. Ну, все равно, менавіта, що цікаво. Ну, усі зорки, усі наші зорки, усі. Это уже цікаво. Зорки. То есть вы любите зорок, да? Ну, а хто їх не любить? Всі люблять багатих, знакомитих людей. Ну, не ведаю там багатих. Ну. Багаті люди пригожі, цікаві. Ну, окей. І багаті пригожі люди? Ну. Ну, ви маєте під увагою кого? Павла Латушка? Ну так, гэта сапраўды вышэйшая эліта. Вы так лічыце, а чаму ён эліта? Таму што ён, па-першае, мае адпаведны досвед, і ён можа ўваходзіць у элітарныя кругі той жа Польшчы, адвакатаваць нейкія беларускія інтарэсы. Можна спрачацца аб тым, наколькі эфектыўнае гэтае адвакатаванне, але людзей, якія маглі адвакатаваць інтарэсы беларусаў на высокім узроўні, раней папросту не было. Фактычна быў толькі адзін святы чалавек, там Алесь Бяляцкі, а дыпламатычная праца апазіцыйная была вельмі малая. Зараз яна стала больш. Можа, яна не такая, як бы нам хацелася, але калі глядзець, ад чаго мы адштурхоўваліся ад дна, калі не было нічога, ну, гэта нейкае паляпшэнне. То есть, што у нас Павел Латушка — это паляпшэнне? Насамрэч так, бо раней не было, раней быў толькі гэты Макей, які ўсім расказваў, што няма ніякіх палітвязняў і ўсё добра. Ну, глядзіце, вы ж ведаеце, што Павел Латушка быў 25 год, усё сваё жыццё служыў Лукашэнку. Я ведаю, мне самому кідаюць прад'явы, што А это не прад'ява, это просто пытанне. То бок для вас нормально, што чалавек, ну, я просто пытаюся, што чалавек служыў рэжыму 25 гадоў, меў з гэтага прафіты, меў з гэтага машыну, кватэру, ўсё ў яго было чётка. Адкуль мы мусім узяць? Вось мы літаральна жылі ў савецкім пекле. Адкуль мы мусім узяць анёлаў? Яны ўсе былі чырвоныя. Усе людзі старэйшыя за 60 гадоў былі савецкія. Вы пераводзіце... Дзе мы возьмем несавецкіх людзей? Вы пераводзіце тэму. Я ж вас спрашиваю, то бок, ці вас не засмучвае той факт, вы скажите, нет, меня не засмучивает. То бок, то, что он был... У гэтага ёсць свая спецыфіка, гэта трэба разумець. Ну, я гэтага не разумею, напрыклад. Вы разумеете. То бок, понятно, что мы разные люди, и это добра. Просто вы разумеете, то бок, для вас окей, правильно? Ну, не тое, каб гэта было зусім окей, але якая альтэрнатыва? Вось калі мы бярэм і проста выганяем усіх людзей, я не кажу, што трэба застанецца адзін святы Бяляцкі. Вось сапраўды, адзіная асоба ў грамадскай прасторы, да якой літаральна няма ніякіх прэтэнзій, гэта Алесь Бяляцкі. Нават да другога нобелеўскага лаўрэата Святланы Алексеевич ёсць прэтэнзіі, бо яна піша першапачаткова па-расійску. Не, у меня нема претензий, я просто там стараюсь разобраться, то бок, потому что для меня, например, важно, да, и цікаво, коли человек увесь час служил Лукашенко, и в один день он становится лидером Демсилов, и сказать, что это окей, потому что он мает досвід. Я вам скажу страшное. Ва ўсіх постсавецкіх краінах новыя дэмакратычныя эліты выраслі з партыйна-номенклатурных эліт. Нават Яценюк ва ўкраіне, ён
костка ад косткі, мяса ад мяса старой сістэмы. Але ён ведае ангельскую мову, ён разумее, што такое дэмакратыя. Ну, окей, мы не Украина, а вынікі Павла Латушки, что он зрабіў? Вот вы кажете, что окей, там, если он мае сувязі, если он круты чувак, то якія вынікі? Чым ён палепшыў жыццё беларусаў за межамі? Ён паказаў, што рэжым злачынны, што рэжым, да прыкладу, выкрадае дзяцей, што рэжым хаўруснік вайсковай Расіі. Гэта, канешне, я мушу тут зрабіць троху агаворачку. Я сам не вельмі люблю санкцыі. Я за умеранасць, каб не знішчыць беларускую эканоміку і не зрабіць жыццё звычайных беларусаў невыносным. Але ж, калі мы ўвогуле не будзем казаць пра злоўжыванне рэжыму, як гэта было пры Макею, то тады ўвогуле будзе незразумела, навошта нам тыя палітычныя прытулкі, на якое ліха мы патрэбныя той Польшчы. І тое, што Латушка робіць у сваім змаганні за ўладу з рэжымам, яно ускосна дапамагае палітвязням абгрунтаваць сваё становішча ў Польшчы. То есть вы хочаце сказаць, што Латушка зрабіў так, што Польша прымае палітвязняў і робіць там уцікацтва? Ён зрабіў многа для падтрымання гэтага. І ёсць іншыя плыні у палітыкуме беларускім, якія з гэтым змагаюцца. Бо пакуль Латушка спрабуе патлумачыць, што з рэжымам трэба змагацца, ёсць купа людзей, бізнэсоўцаў, якія даказваюць, што мы ўсе маргіналы, прастытуткі, алкаголікі, наркаманы, усіх нас сабраць у адзін сметнік, выкінуць і забыць. Ну, я не разумею, просто что вы кажете, як ён змагаецца з рэжымам? То, что ён з гэтымі дзецьмі, дзеці былі ў 23-м годзе, окей, все. Дети были, значит, Гага. Дети працягваюцца, сотні тысяч дзяцей продолжаюць вывозіць. Гэта працэс, гэта не статыка, гэта дынаміка. Как гэта ўплывае на наше вяртанне домоў? Что зрабіў Латушка, як гэта вяртае на нашу легалізацыю, на наше адкрыццё рахункаў? Ну, калі вы так ставіце пытанне, то робіцца ўражанне, што мы просто збіраемся тут жыць у Польшчы. Да, так они же нам сказали. Они же каждый раз нам кажут, что праз 5 год будет там то-то, координационная рада наступного скликания, праз 5 год мы станем лепей. Они же так все сейчас сказали. И они не збираются вертаться. Послухайте их промовы, что они кажут. И они так и кажут открытым текстом. Ну, як гэта не сумна, насамрэч яно так і было. І до 70% наших ІДА гэта былі дзеці вышэйшай номенклатуры, якія камфортна жылі ў Еўропе і США і будуць працягваць жыць у Еўропе і США пры любым рэжыме. Рэжым зменіцца, рэжым не зменіцца, жыццё іх будзе добрае пры любой уладзе. Не, мне просто было как бы цікаво то, что вы там назвали зорками людей, которые, на мой погляд, да, не на мой погляд, якія жывуць за гранты, якія выдзяляюцца на беларусаў, да, якія робяць... Вы перебиваете меня, вы меня перебиваете. Факты, что значит факты? Вам нужны факты, что Латушка жыве і астатнія на гранты? Ці што? Вам гэты факты нужны? Беларускае грамадства было літаральна разбуранае бальшавізмам. Наши элиты, Саша, какие вам треба элиты бедные. Вы уходите в бок. Я вам тлумачу, какие вам факты контекст. нужны? Я вам просто говорю, что эти люди берут гроши, которые дают под белорусскую справу и уладковывают свое жыццё за наш кошт за мяжой. И ни за что не отказывают. Симплификация, пожалуйста, не уживайте таких тяжких слов. Спрашчэнне. Спрашчэнне гэта, да? То бок он зарабіў гэтыя грошы і купляе себе то, што хоча. А дочка яго таксама палітык вельмі вопытны, і он не мае дачынення да таго, што яна ездзіць по всему свету, а не выкарыстоўвае ее службовую пасаду. Як ён уплывае вось на гэта ўсё? А чаму ён не дае справаздачу? Калі б ён быў святым чалавекам і жыў без грошай, ён быў бы святым чалавекам, як Алесь Бяляцкі, які носіць стары строй, жыве са сваёй жонкай, усё жыццё чэсна з адной жонкай, што для нашага бамонду ўжо дзіўна.
бо амаль кожны наш беларус, які дамагаецца вядомасці і грошай, мяняе жонку, а Бяляцкі нават гэтага ніколі не зрабіў. Ён святы чалавек, але святых мала. Вы весь час уходите от темы. Я вам кажу, вы кажете про Я зорок. контекст вам хочу дать. Яно так не працує. Не, слухайте, мне такой контекст не зразумело. То бок вы называете 40 людей, які живуть на сродкі беларусаў, кажете, что яны крутые, и вам поэтому тут подобается вы, что вы уважаете. Першае, гэта нават не грошы беларусаў, а грошы еўрапейскіх падаткаплацельшчыкаў. На што гэтыя грошы выдзяляюць? На гэтыя грошы нават не на беларусаў выдзяляюцца, а на інстытуцыянальныя змены ў Беларусі. Да. И какие мы видим институциональные измены? Ну вось мы видим разбудову протапарламенту, мы бачым разбудову незалежнай дыпламатычнай службы. Ну слухайте, ну это, вообще, ну о чем? Это можно як-то вымерить? Так мы можем сказать, это будет в будущем, мы работаем на будущее, как они часто любят сказать, потому что выников нема. И вы выник не называете, ніякі. То, что какой-то парламент, вы имеете в виду координационную раду? Я вам могу сказать, які б мог быць вынік. Калі б гэтай працы не было, тыя ж польскія контрразведчыкі хацелі б даўно ўсіх нас узяць і дэпартаваць. Бо мы для іх пагроза нацыянальнай безопасности. Это ваше асабістае меркаванне. І то, што оно може цалкам... Не маё асабістае. Хто вас назваў КДБшнікам? Спадарня Мартына. Ці ёсць падстава вас дэпартаваць? Ёсць. Вас дэпартуюць? Нет. Вось гэта результат працы Латушкі. Меня не депортуют, потому что... Нет. Меня не депортуют, потому что у меня есть нормальный кейс. А если меня депортуют, значит, что сделаешь? Значит, я КДБшник. Ну, гэта як у Жванецкага, гэта смешна. Это просто смешна. Что смешно? Калі чалавек з асабістай гісторыяй Мартынавай некага абвінавачвае працы на КДБ, это смешно. Ну, окей, я так понял, что вам тут понравилось просто потусить, да? Побыть с красивыми людьми, которых вы уважаете за то, что они красивые и богатые. Я усіх што Дашкевіч, калі пачаў сустракацца з Настай Палажанкай, ёй таксама 16 гадоў было. І што, ён вінаваты ў чымсьці? 16 гадоў гэта легальны ўзрост. Ну и что? Чаму вы лили бруд на дзядка? Я лил бруд? Смотрите, что такое лить бруд? Давайте. Как я лил бруд? Я вам конкретно... Слухайте, я глядзеў ваши стрымы, не трэба бруд. ўжо... Что такое лить бруд? Лить бруд... Атаковать репутацию, знішчаць чалавека морально. Это казаць неправду? Лить бруд. З пункту гледжання крымінальнага заканадаўства няма нічога дрэннага ў стасунках 16гадовай дзяўчыны і 20гадовага хлопца. Яны абодва... 29гадовага. Ліха з ім, хай 29 гадоў. Яны абодва дасягнулі ўзросту згоды. Хорошо, лить бруд, это на человека накидывать ложь? Так, не абавязкова, гэта можа быць паўправда, гэта можа быць маніпуляцыя фактамі. Какими? Ну, да прыкладу. Давайте. Вось, як мяне можна апісаць... Не, про дзядка. Про дзядка? Про дзядка. Что я про него сказал, то, что я лил бруд? Ну, вы лили бруд, что он педофил, он не педофил. Я сказал, что он педофил? У ваших стромах это было? Нет, я не сказал, что он педофил. И потом вы яшчэ смеяліся з гэтай гульні Мацкевіча, типа подвозили подлеткаў на тую гульню. Подлетки и педофил — это розные рэчы. Я ніколі не называл его педофилом, потому что педофил — это вельмі цяжкае абвінавачванне. Понимаете? Ну, прошу прабачэння, можа я гэта ў каментарах побачу і я заўсёды такие слова... Не, можете не выбачацца. Я заўсёды проверяю вот менавіта такие слова, потому что гэта... Вот, отвечаю вам по дзедку. З дзедком дзедок усё гэта прызнаў. Ну. То я ведаю, что крымінальнага злачынства ў гэтым нет. Я про гэта казаў. У гэтай дзяўчыны был возраст згоды, то бок нічога юрыдычнага яму прад'явіць немагчыма. Вось, ён прызнаў, што ён меў з ней стасункі, што яму было 29, што ему было 26. Потом он, сказавши, что она там ездила в Крым,
привел неправильную информацию, что она там с кем-то жила. Короче, он вместо того, чтобы как-то замять эту тему, он начал на нее наезжать, что она и в Крыме, хотя это вообще не важно. Для меня это вопрос моральный. Я вам скажу так, я не хочу, чтобы, например, ну это моя проблема, моя дочка спуталась вот с таким детком. То есть это неприятно, и по моим понятиям, и по понятиям христианства, это не очень заэргут. Спать с девочками, которые не сформировались психически. То есть у нее школьный возраст. Но это у меня в голове такое. Если вам это, именно это я и доносил. И я просил, я ж его приглашал к себе на разговор. Он не захотел. Мы могли бы все с ним проговорить. У него спросить по-нормальному. И я ничего, ну, на мой взгляд, что вещи, может быть, обидны, но ничего такого, что переступает нормы приличия, я не говорил. Я просто задавал вопросы. Тут проблема в том, что наше общество, оно разрушено коммунизмом, а вы предъявляете к нашим людям, которые действительно далеки от идеалов, требования не просто развитого, а сверхразвитого постиндустриального общества. Не, подождите, но есть мораль, есть мораль. Если человек... Мораль меряется по усредненным значениям. Если в какой-то стране там девочек выдают в 16 замуж, что в принципе для Беларуси не такая уж и редкость. Да в Бразилии еще раньше. Но у нас... Но, к счастью, мы не Бразилия. В 14 у нас уже не выдают. В том-то и дело. Но в принципе 16 это нормальный возраст и для у отношений. у наших людей такое воспитание, такой менталитет, что со школьницами, с девочками, взрослым дядям спать нельзя. Я в курсе, меня пытались посадить, я был преподавателем, и мне подсовывали 16-летнюю дизайнершу. Я от нее бегал с воем, потому что я знал, как только я отвечу на эти внимания, я сяду сразу. Ну, поэтому я ваши, как бы, обвинения насчет детка вообще не принимаю, потому что я же, если бы я это делал, типа, выскочил на него, уху-ху, дедок, я ему написал: Микола, про тебя такое говорят, ты чё? Давай этот вопрос закроем. А вопрос-то не закрывается, а Лукашук его вытаскивает отовсюду. Вот и все. Подождите, ну тут есть ну ладно, своя давайте не будем, потому что вы меня не проканаете. Я вам хочу показать рамку, как вообще работает общество, и вы из меня делаете идиота. Слушайте, у вас как бы свое представление о том, как происходит громадство. Представления бывают разные. Правильно, ну. И вы мне ничего как бы не докажете. Могу я как бы хотя бы озвучить свои представления? Да, коли ласка. Но это не значит, что они верные, то что если вы их озвучите. Нет, ну, как нас учила партия, есть только одно правильное представление. Другое дело, что вот эта вот страшная чума интеллектуальная советского общества, что у каждого комиссара свое единственно правильное представление, а потом вы друг другу начинаете бошки простреливать за это единственно правильное представление. Почему? Потому что вы не способны даже теоретически осмыслить чужое представление, отличное от вашего. И это трагедия. Подождите, я позвал его поговорить. Может быть, он все нормально объяснил бы. И я бы сказал бы: да, чувак, все нормально, я не прав, наверное, ты молодец. На месте детка я бы к вам пошел и обсудил это. Так же, как к вам пришел Мацкевич. Вот Мацкевич никого не боится. Мацкевич красавчик. Вот. А дедок, если не пошел, значит, что-то с ним, я думаю, ну, не дедок просто, у него такая лихость, удаль молодецкая. Он еще молодой. Он еще как бы не понимает, что раз уж ты решил стать политиком, то разговаривать надо со всеми. Да. Слушайте, Александр, там много людей? Там много людей? Ну, человек 200 за столом. Вот там? Ну. Ничего себе, 200 человек. Учора было 320-350. Ничего себе. Я тут всем говорю, что там никого нет, потому что никто не выходит. Там яны просто не один выход. Понятно. Поняли, ребята, они, короче, не выходят около меня. Яны специально подматывают. Так, ладно. Ну что? Так, все, будем прощаться. Я, наверное, пойду скажу. Я вас уже задолбал. Ну, я не знаю, мы просто с вами... Трамп нам сказали, что политиком становится человек, повинен размовлять со всеми. Ну. Все. Это правильно. Ну, дякую. Не
Так, дякую. Поважанные сябры, я думаю, что треба уже заканчивать стрим, потому что я уже еле стою на ногах. Сколько там в эфире мы? 6 часов, ребята, 6 часов без перерыва. Я ворочаю своим языком, переворачиваю слова, выдаю их в эфир. Вот, ну, как бы, они даже выходят уже в другой выход, вы понимаете? Ну, блин, что мне ходить ловить, я еле живу. Вот. Ну, сейчас тогда я приду, придумаю речь, схожу в одно место в гостинице, придумаю речь, потому что, ну, блин, вообще тут вообще никого нет. Вообще никого нет. Всех разогнали, этих демократов. Эх, видел бы меня сейчас Венс, а? Так, ну что, сейчас, поважанные сябры, давайте почитаем ваши комментарии. Да, пойдемте. Так. Блогер не бегло, видите, куда вы собираете от людей. Прячутся от Петрухина, вот дожились. Да, да, Сергей, здравствуйте. Блогер не бегло, тезка собирает людей в вашу поддержку на 18:00. Ну, я, во-первых, не собираюсь на 18:00 быть на Коперника. Я не беглому этого не говорил. Мы едем домой, нам далеко ехать до Вроцлава. И вообще, против... Я вообще не... Я за ОСТ. Я фанат Тихановской, фанат Латушка. Они зоркие, селебрити. Вы что, гоните там? Вот. Так, какую речь? Давайте. Так, Сергей. Это неправда, никто не собирается. Ну, понятно. Ну, ребята, люблю шутки. Так, люблю шутки. Я в Небегловой сегодня был. Поэтому... Так, Василина, здоровенька. Мы же уже здоровались. Ага, шерим эфир. Сябры, сапраўды, я, хоть этот хлопец сказал, что там 200 человек, честно скажу, верится мне с трудом. Вчера было 300. Блин, было вчера 350? Ну, может и было, но фиг его знает. Потому что мне сейчас кажется, их вообще... А?
Да, сябры, осталось только узнагородживание. Ну, что-то тоже мне тут шакать их, как они будут выходить там. Они, может, вообще через черный ход выйдут, и все. Так, читаю ваши комменты. Сейчас к тебе подойдут. Сябры, ставим подобайки. Дякую. 6 часов в эфире, ребята. Блин, а я уже все-таки старею. Уже коленная чашечка выпала, сейчас входил в туалет. Еле вставил, добежал. Не, шучу. Тут это не утекает. Так, Сергей, это победа? Да, ребята, какая это победа? Какая это победа? Я вон скоро сяду за бараночку и поедем. Так, что-то какой-то в этом сябры ставим под... Что-то... Блин, засрали ленту, елки-палки. Коммунизм развалился 34 года назад. Ну, блин, опять это написал. Так, ну что? Так, ну что, поважанные сябры, ну на гэтым будем развитываться. Я спадзяюся, вы не будете там на меня вкужаны за это, потому что сур'ёзна, вельмі стаміўся. Что тут больше показывать, ну не ведаю я. Все, мы поговорили сегодня про мюнхенскую рэч, спич Венса. Было шмат сегодня у меня гостей, кто недавно долучился. Поглядите, сегодня был такой вельмі насыщенный эфир. Сегодня я значно меньше тупил, значно меньше. Все у меня с большего атрымоўвалася, и как-то и словы ліліся складно, да? Потому что учора было все значно хуже, на мой погляд. Вось. Я жадаю вам всего самого найлепшага. Вось. И я еще раз хочу вам нагадать, что сегодня шмат людей, годных людей, наших белорусов, кабет, мужчин, сядять у турмах. И сидять уже вельмі шмат. Некоторые сидят вообще вельмі шмат. С 2020 года их постоянно працягваюць хапаць. Вось. И ну, я не ведаю, что мы можем им зрабіць у нашем становішчы, калі мы попросту выживаем. Ну, ведаеце, ну хотя бы будем их помнить. Музыкантов з турбенда, я чамусьці, блин, так мне их песни, прабачьте, калі я когось не назову. Все, кто приняли удел у гэтых протестах, все годные люди, усім респект, повага. Мне вельмі шкада, что некоторые из вас покутуюць так шмат, вельмі шкада. Потому что тут вы бачите веселуха, конференции, им похуй, там они музыканты приходят, яны танчаць. Да, жыццё працягваецца, я как бы згодны там, але, на мой погляд, подобные мероприемства повинны быть стиплыми, потому что можно же Макса Коржа, блядь, сюда привезти. Да? Небо поможет нам, который там, памятаете Коржа, что он робил, жить в кайф, да. Ну а что, мы-то живем, они сидят, но мы-то живем, нам-то что? Что нам теперь тоже в тюрьму сесть или умереть, или не есть вкусной еды? Нет. Почему? Тем более, что у нас сил-то много, мы ж-то, блядь, не работаем, как лохи там, да? Как неизвестные солдаты. Че, мы ж не работаем, у нас... Получаем там финансирование, там непонятно за что. Служим неведомо кому. Ну, пробачьте, что-то я завелся. Ось, вельмі я переживаю, думаю часто, ну что переживаю, кому мои переживания? Микола Алтухович, Володя Цыганович. Блин, вот Володя Цыганович, конечно, да. Знал бы Володя Цыганович, что такой, блядь, Тихановский, за которого он пошел заступаться. И потом его арештовали. Я не кажу, что там это из-за Тихановского, но просто, что он с Тихановским был, ну не то, что так вот, но у Филадельфии сярожик, все у его зашибись, Володя, все у его зашибись. А будет ли у тебя зашибись? Ну, мусить будет, бо ты умный мужик, хороший. Вот. Спадзяюся, что Трамп выратуе тебе и всех остальных, потому что на их надеи ніякай няма. У их другая повестка.
Сябры, у всех обнял, поцеловал. Я же еще не ел ничего сегодня. Ну, блин, зря это сказал, конечно. Подумайте, что я чмоня, что там ведется на хавчик. Ну, хотел вас развеселить немножко. Вот. Хотя, конечно, мне ни хера не весело. Ни хера не весело. Вообще в целом. И это не значит, что всем должно быть не весело. Ну, просто кажу. А сегодня так особистая такая пронизливая печаль, что не хочется вообще нікуди йти. Ну, ми зараз сядемо у машину. Я вельми удячний, спадари, усім вам за донати, за підтримку. У нас есть, мы съездили, зараз зальем бензин, ропу. И поели мы тут, и хорошо, и все как бы вельми добре. Дякую вам велике за активність. Ось. Ну, бережите себе, белорусы. Мы насамрэч крутые. Ну, да, до побачення.